Так. Привет, Михаил. Здорово. Здорово, здорово, здорово. Че играешь? Finals называется. Мы как-то открытую бетку играли. Сейчас она релизнулась. И хочу заценить, во что она превратилась. Отлично! Подписка оформлена. Жумай сейба. Рахмет. Спасибо. Игра про что? Про турниры. Ну это шутан. Жесткий шутан. Довольно таки позыри. Что-то он долго запускается, зараза. Но я думаю, после Finals продолжим дальше играть Lies of P. Так, предупреждение для фоточувствительных людей. Эмбар. Nexon. Смотрите-ка. Да ладно. Так, а как якутская игра? Короче, подумал, до следующего патча я его, пожалуй, трогать не буду. Пускай валяется там. Или может быть. Хотя, короче, чё? Я по ней делать видео буду. По The Day Before. Игра-то... Ну, я не знаю. Мне к ней такое отношение прям... Поначалу я был супер вдохновлен, и это... Поначалу... Да, были огрехи, там прочее. Техническая игра такая была хромая и так далее. Но по факту, если так задуматься очень сильно над игрой, прям вот отключить у себя вот все вот эти вот, так сказать, защитные механизмы того, что игра же якутская, она же типа наша, вот прям родная. Вот без всего этого... Ну, игра плохая максимально. Причем, типа,
идеи-то и перспективные такие, ну, штуки там есть хорошие, правда, типа, ну, вообще. Но они вряд ли из нее сделают хорошую игру, потому что она, ну, была сделана из готовых ассетов вся игра практически. Ну, то есть отношение, типа, создателей к самой игре и как там работа велась, оно сразу как бы тебе, ну, такие выводы ты строишь. Скорее всего, это просто, ну, ради бабок все просто делалось, и, скорее всего, за этой игрой ничего святого, ничего стоящего в последующем не стоит ожидать, скорее всего. К сожалению. Так. А есть Рус. Так, были русский язык же в этой игры. Или, по-моему, не было. Ну... Да, по-моему, не было. Ладно. Так, прицел, да? Так. Пускай будут маленькие субтитры. Red, green. Так. Наверное, пускай у нас будет красный прицел. А, вот так, да? А. Ну, ладно. Так. Ну, просто реально, знаешь, я вот когда играю за Day Before, я просто превозмогаю. Прям сильно превозмогаю, потому что первые 3 катки, 3 вылазки, которые ты будешь играть в этой игре, по-любому это уже просто системно такая штука происходит там. То есть я первый день так со мной происходил, и второй день. Ты заходишь в город, стреляешь кому-то в голову, игра вылетает. Следующая вылазка. То же самое, в кого-то в голову вылетаешь. То есть ты четко 2 раза точно вылетишь в таких условиях. Но мне вот это вот, что-то я подумал, прям, ну, не надо оно мне. And so I asked Mackenzie for a pre-release version and... Scotty, we're on air. Welcome back to the finals, the world's greatest game show. And this time we're virtually all in Las Vegas. There's no greater place to risk it all, or destroy a building or two, than under the glow of the neon lights. And with risks and damages in the air, we're happy to have insurance company Holto as a proud sponsor. Holto, digitally insured, virtually secured. But even Holto can't protect our contestants from some tricky surprises this season, including our new gadget, the Vanishing Bomb. Okay, it's time to give our fans what they want. Let's get started. Можешь ли ты достигнуть финалов? Ну да. Все, короче, началось с самого начала. Так, давайте играем сразу. Да, я это все знаю. Играл уже. Вот нормально, грамотную игру уже хочется поиграть. Так. Тестамент. Так. Прикольно. Как же смачно это все выглядит. Так.
А? Открытый ссылка. Так. Так. Блин, у меня мало денег оказывается. Так, lower body. Давай так. Golden Opportunity. Ага, ну чё, погнали? Так, Quick Play. А в турнаменты? Ага, 12 раундов отыграть надо. Кроссплей включенный, ты всегда его можешь выключить. Понял? О, игра быстро нашлась. Сейчас посмотрим, игра стала намного более оптимизирована или нет. Все-таки тогда открытые бэтки чуть-чуть как будто иногда тормозило. Но сейчас, возможно, все окей. Блин. Нормально все. All right, the Overdogs, the Kingfish, and finally, the Steamrollers. Watch closely, folks. They're ready. Окей. Our contestants will race to riches in quick cash. The first to reach the cash goal will claim victory. Spot on, Scotty. It's all about staying focused under pressure. Up there! Jump pad deployed! The Kingfish are tapping into Vault 1. We've got our first elimination of the match. Our teams are finally getting acquainted. No more niceties out there. The Steamrollers are down to just one contestant, folks. Сложно, сложно. Че, сразу за дизайнер? The Да, Steamrollers will КТК. need to come back from that wipeout. Time to kill все еще ядрить огромное.
match is starting to heat up as the Kingfish have started our first cash out. Impressive steal by the Overdogs. A move that definitely sets the stakes higher, Scotty. Frag grenade set. Frag grenade set. Jump back here. Into a higher gear. The Steamrollers denied a cash out. Great steal. The Steamrollers are playing for keeps. They've snagged the match's first cash out. Твою мать. О, привет, Хума-Хума. Привет, Машо. Я вот тоже начал играть, на бете играл до релиза, потом сейчас чуть помедленнее стало. Ну, игра прикольная. Пока что. Не, ну я только начал. Это первая игра совершенно. Всем привет. Только начал, только. Я тоже на бетке был. И довольно прикольно все, конечно. Мне тоже все понравилось. Let's get airborne. Найс. Разъебал. Enemy down there. Сука, забрал. Опа. Cash out underway thanks to the Kingfish. Deploying jump pad. Блин, твою мать. Да ну нахуй. Как не перестрелял. Блин, может стоит поменять какие-то настройки. Так, сейчас подожди. Попробуем. Потому что... Да, вот что-то динамик хай стоит.
О, вот так вот пускай будет. Статик. Pop on up! Frag out! Throwing the frag! Да блин, ну мудак. Yikes! Next Team bullet, wipe for the Spanish. steamrollers. Rolled up like an old carpet. Но пока еще The не Kingfisher proving просрали. that they aren't wet behind the ears. Cash out complete. Так. And just like that, a new vault has appeared in the arena. Ну, как же тут красочно просто здесь. The steamrollers roll on, and they're opening vault 3. А, блядь! The Паскуда steamrollers have твою been мать. wiped out. Steam is gonna be coming out their ears now. Так, что еще можно понизить? А, епта, все на эпике стоит. The steamrollers are re-engaging. А, оверall, вот это. The overdogs are initiating a cash out. As we pass the halfway point of the match, you could cut the tension Блин, with a е- knife, or an assassin's dagger, or a cheese slicer. Yikes! Team wipe for the overdogs. Jump pad ready! Блин, да почему? The Kingfish have grabbed the advantage. The Kingfish just helped themselves to a cash out. The overdogs have respawned. Frag grenade out! Special delivery! Да помоги, гондон, ты где, блядь? And a setback for the steamrollers. Ready to detonate. Понимаю. А остальные, значит, просто хуй положили, да? И даже не стараются. Синий где находится вообще? Чем синий занят? Tossing a frag! The clock has stopped, and what a match we've just witnessed. Прикольно сделали. It's lights out in the arena, just as the spotlight. Блин. Так, Хумыч. Ты где? Какой у тебя никнейм был? А во.
А, трансляцию другую. Через меню. Окей. Еще опыта. Мало. Так, invite party. Про это просто добавить. Это кто? Кто-то. Это ты? Странный день. Так. Что-то я хотел сделать. Ну я хотел верифицировать свой этот. Ладно. Я же главный. Так. Привет, Краска. Здорово. Я вот сегодня колу пью с наргосом. Давно их не пил. Типа 2 недели, наверное. Точно. Ох, чувствую, у меня завтра руки будут болеть жестко. Хума. О. Ну тот самый нормальный класс это да, вышло, ага. Это все-таки медиум. Мне кажется, вообще жесткий имба-билд в команде, когда все медиумы играют, и все могут друг друга хилить и ревайвать с помощью дефибрилляторов. Вообще жесткая тема. Welcome to Quick Cash. Our contestants will need to gather the cash faster than the rest. If they hit the goal first, they can bask in glory. Ready, set, chase that cash, just like Scotty said. The Vogues are striking a pose at Vault 1. Сейчас дурак с ним играет. Я вообще не понимаю, что где находится. Бля. Я все думаю, что этот долбоёб продолжает просто так стрелять нахуй. Поэтому вообще даже не понял, что на нас напали. А мы синие? Мы синие, кстати. The Vogues just made their return to the arena. Jump zone here! О, бля. Так, я не успею. Jump pad ready. Блять. Complete team wipe for the Mighty. They'll have to respawn and take shots.
Бля, долбоёб, пиздец. Я вообще жестко расстреливался почти. Вот просто вот нормально. Блин. Сколько у меня? Двоих убил. Комбат у меня 1700. Батяне комбат получается. Так. Может дискорд? Да. Всё. А в этой игре разве его чата нету? The mighty can't afford to lose another member. One contestant left. One contestant left. Блин. Он. А я думал, тут лифт был. Jump zone here. Блин, да ну нахер. Перестрелял на какой ценой. Let's reposition. Бля, мудак, ты мог за меня заревайвить, блин. Ясно, это, короче, ребенок. Так. The mighty are looking to make a name for themselves. First cash out started. Офигенная разрушаемость в этой игре, конечно. Deploying jump pad. Да хуй все по нам стреляйте, уроды, ёпты. Throwing some goo. Вот это вот сейчас идет жесткий. Просто геймплей. Нормально. Бля, не хотел. Our first cash out goes to the mighty. Let's see whether they can keep that momentum going. Tossing some fun. Мать твою. Time to bounce. Да. Uh-oh, only one contestant left for the Vogues. Этот долбоёб где-то бегает вообще. Он не в этой игре, короче. Он где-то там. Малыш чисто исследует игру. Только зашел, видимо.
конечно, блядь. Ну ебать. Ну я слышал что-то, но, блин. Ну ладно. Всю команду закошмарили. Сука ебаная. Так. Jump pad ready. First half of this match. I can't wait for what comes next. Trend-setting action in the arena as the Vogues are opening Vault 2. Бля. The High Notes are back in the arena, folks. Блин, умер. Да, мы играем только вдвоем, по сути. Блин, гондон, мы не успели нажать. Сука, вот пожил бы ты еще немного. It seems they couldn't find their runway to success. The Vogues are back in the arena, folks. Going for cash box 2. А где бабки? А, вон они. Привет, Белуга, здорово, здорово, здорово. The High Notes just have one member still standing. No more three-part harmonies for now. Блять, да я... А я-то думал, сука, я рядом со своим типа стою, блять. Я думал, это мой стоит рядом. Он тоже охерел, по-моему. Respawn alert! The High Notes are back in action. А, я хотел тут уже как-то достать гранату, вот эту вот, которая стену строит, и как-то ей уже, но... Pyro grenade out. Держись, держись, живи, живи. Ща я тут мразь. Doing things up. A bit of virtual catastrophe for the mighty. Team wiped. Схвати And меня и with that, they've отнеси в gone from безопасное will место. to may to might, and that's a grammar joke, Scotty.
flashbang. Блин. Deploying jump pad. Что за дерьмо? Скоро от этого дома ничего не останется. Понимаю. Alas, the Vogues have been wiped out. Я думал, там пол есть. Я как-то вот, это меня слюна немного это, ну, да, она меня немного запутала. The Vogues are re-entering the arena. Going for cash box 2. All eyes are on the Mighty's last contestant. This could be a chance for them to get on our highlight reel. Так, куда они двигаются? Team wipe calamity for the Mighty. Now the mighty have fallen. Total team wipeout. Блин. The Mighty are back. Team respond. Throwing goo grenade. Ну, естественно. Ну, нахер я поднимал этого идиота, блин. Подел. RPG en route. The high notes are almost off the scale. Just one contestant left standing. Ouch! The high notes suffered a wipeout. Ну, естественно. Сзади. Сзади. Где тут? The high notes are back on the scene. The excitement never stops in the finals, and we've got a new event just around the corner. Так, enable voice chat. The Mighty have kicked off a cash out. Go. Time. Who will walk away with the victory? Раз. Our contestants Раз. stand to gain a cash Раз. bonus for Блядь, я each вообще не opponent they понимаю. eliminate. Раз. Ну, я не знаю, где-то есть эта кнопка. Но я не вижу где. Throwing some goo. The Mighty will need to come back from that wipeout. I'd say, oh, how the mighty have fallen if it weren't so cliche. The Vogues sure know how to steal a cash out. Great play. The Mighty have returned to the arena. Да ёбаный в рот, ну этого казино. Ну типа я... Чё нажимать-то, как общаться в этой игре, вообще не понимаю.
сука. Блять, какая-то хуйня прибежала. 10 seconds left. Over there, let's go. All out of time. Unbelievable determination from the competitors. Победа. Воу. Чисто лакерки, блин. One of our teams have just paved their way to fame. Congratulations to our winners. Пойдет, пойдет. Скчиц активировал награду за действие. О, привет. Здорово. Так. Ну вот push to talk же тут есть, по идее. Ну-ка. Toggle voice chat. Раз. Во. Нажми на букву К. К, буква К. А, не понял. Нет? А, что за хуйня? Эту кнопку просто выключает и включает voice chat. Дерьмо какое-то. Не то. Тогл. А, вот push to talk. Сука. А тогл, ну пускай на Т остается тогда. Раз. Во, вот теперь вот да. Во. Слышно, да? Во, отлично. Надо один раз нажать, что ли, или как вообще? Вот раз. Угу. По умолчанию на букву Z стоит. Ага, отлично. Так, хорошо. Ладно, погнали дальше, следующее. Так, я в туалет, сейчас подойду. Here we go. The mighty, the big splash, and finally, the high notes. Unleash our contestants. Prepare for a whirlwind cash dash and quick cash. The team that secures a big enough stash first will triumph. Scotty said it. Let's see who's got the pace Типа to ace Valorant. this race. У вас все нормально с Ютубом. А что с ним? Get ready for mayhem. Hold one. On it. The big splash are starting a ripple effect. They're opening Ну, vault визуально 1. скорее похож на Valorant, да. Но геймплейно это вообще такая, типа, совершенно иная игра. Contestant down, and with that, we have our first elimination of the match. Boy, oh boy, are we in for a treat today?
force here from the Mighty. They've started our first cash out. Go up here. Ага, вижу их, вижу. Подземки. Throwing goo grenade. The High Notes have upped their pace. The High Notes composed a winning play, stealing that cash out. Can you believe it? This just got interesting. Can the final member of the Здесь Big слева. Splash avoid a full team Out wipe? you go. Едрить война просто. Сука, крыса, твою мать. У меня видео супер долго прогружается там. Ну вообще что-то происходит, по-моему. Бля, опять какой-то уёбок делает вообще какую-то хуйню. Эй, Гондон, поможешь, а? Говоришь, что сервер Ютуба в России подыхает. Да, ну, началось. Our first cash out goes to the High Notes. Let's see whether they can keep that momentum going. Mighty are almost wiped out, but there is still one Misfortune for the Big Splash. Team wiped. Safe to say someone hit them with a cannonball. Nice, Sorry. nice. The Mighty are unlocking Vault 2. Raid Bolt 2. Блин, когда-нибудь я перезаряжу этот The автомат. Big Splash have respawned. Когда-нибудь. Let's see how they bounce back. Наконец-то. Jump pad deployed. Давай, 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 давай. The Mighty will need to reboot. Team wiped. They've been outfoxed and outflexed. The High Notes have a cash out in the works. The Mighty are back in the arena, folks. Look at the Big Splash. One deserted contestant holding down the fort all by themselves. Да, блин. Blitz grenade out. Ха-ха, Гондон. Как же он старался убежать. Grenade set. А, мать твою.
победа в кармане, по-моему. Или мне так кажется, я не знаю. Машинка, дом рушится. That's the final whistle, and the result is in. Ой, легчайшая, легчайшая. A big thanks to our sponsors for bringing us this incredible spectacle, and a big congratulations to our winners. Да. Так, что там с Ютубом? Вроде, я не знаю, у меня вроде норм. У меня вроде норм. Ну, какая же ярко-красочная игра, вообще охереть можно. Так, наверное, стоит также тут освещение себе сделать по-иному. Привет, Кифи. Во, красная. Чего? Автоматические субтитры. Бенкет. Ну, прикольно, бодрая игра. Вообще по кайфу. Сеул 2023. Поскорее бы сейчас отыграть 13 быстрых игр, чтобы в турнамент зайти. Вот турнамент — это вообще жизнь полная. Так, надо будет себе обвесы поставить, чтобы всегда гранаты были. Это все приходится менять. А что еще есть? Сонар. Now, the Boundless, the Vogues, the Socialites, and finally, the Steamrollers. It's game time, folks. Так. Approach vault As one. usual, our eliminated contestants will burst into a pile of coins, but here in Bankit, coins can be picked and deposited. Finders keepers. Ну да. Many of the tallest buildings in Seoul have a seismic-resistant design. So there's nothing to worry about, right? Спасибо. 경기장에 오신 여러분을 환영합니다. 후원자님들의 모습이 아주 좋은 곳이지요. 멋진 승부를 기대합니다. Getting vault one for us. Did you catch that, Scotty? We've got our first elimination and the tension is palpable. The battle lines are drawn. Oh look, a new vault is ready to be opened.
Бля, патроны как раз кончились. Хорош. Плохо. Out there, go! Attack that position! Это какой-то другой режим, что ли? Going to deposit А, C. ну да, кстати. Let's go over there! Че, все просто на метку идут и A все? new vault in the arena. The ultimate omen of mayhem here at the finals. Go up here! Risky business. A contestant from the Boundless is carrying quite a tidy sum. If they don't bank soon, they'll be a too tempting target. An eliminated contestant just dropped a mountain of coins. A member of the Steamrollers is the contestant to chase. With all those coins, they're a dream target. A lot of coins and big time banking. Someone's found their depositing stride. A new vault just spawned, June. Let's see who gets to it first. А мы какого цвета вообще? Привет, Мидикрафт, здорово. A member of the socialites just emptied their pockets. Coins banked. Frag grenade set! Sending frag! Oh, a new vault! This is going to get very interesting very fast. Oh, there's been a deposit, folks. Catching for the steamrollers. Here! Ёбаный в рот. А, мы синие, мы охуенные. Окей. A new vault. Our contestants better not leave that unattended for too long. Deposit time for the Boundless. Nice little stash locked in just now. Engage in vault 6! A new vault just appeared. Let's see who grabs that cash. There's a deposit. Every trickle of coins pushes the Boundless forward. Secure deposit D, go! Беги, 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 беги.
Ядрить все. Just what the doctor ordered. Another vault. Bring out! Бля, ну и хуйня полная. A member of the socialites is the contestant to chase. With all those coins, they're a dream target. I'm going for Vault 2. We just passed the midway point of this great match. Throw the flash. What the fuck? Coins banked by the socialites. Ah, I love the smell of a fresh vault in the arena. Главное, наш слон успешно убежал. Он застрял. Бля, нихуя там 10к не. Sending a trap. Frag out. Money may not grow on trees, but a new vault just appeared in the arena. Heading to Department A. The endgame is here. With victory within reach for one team, every deposit goes to show. Блять, да ну нахуй. Approach Vault 2. Третье место. The socialites are the talk of the arena Блин, today. так, надо They came, they еще begged, поменьше, and they по-моему, своичку conquered. делать. On behalf of our sponsors, thanks for tuning in. Good, damn. Field view. Что меняется? Брс.
Вот оно что, Михалыч. Так. Да, вот эта пушка, кстати, она была покруче. Это я точно помню. Так, туретка. Туретка тоже прикольная тема была. Скорее всего, стоит взять. И... А, вот мины еще. Ну ладно, это потом. Так, давайте по equipment сразу. Вот. Кар, так, эксплойт. А, газ лучше. Взрывные. Или все-таки джампад нужен? Джампад нужен. Пускай газ будет, в кар и все вот это вот. В кар жесткий, довольно жесткий. Так, хилка пускай остается. Тут на всякий случай пускай будет АКМ. Ага, все. Готов, готов, погнали. Го-го-го-го-го. Так, сейчас подойду. Ай, елки. Гранатометом. Так. All right, the jet setters, the mighty, Ядрите на the здоровье. Vogues, and finally, the live wires. Ну даже больше хумы, по-моему. Let's get this started. Так, крикаем. Welcome to Bankit, a coin hunt where contestants will crack open vaults and pilfer downed opponents. But the real race, getting those coins banked securely. That's the finals for you folks. О, хорошо. Scanning for opponents.
pockets. Coins banked. There's a new vault to fight for in the arena. Deploying a surprise. Gas mine time. Блядь, да ну нахуй. Someone from the live wires is loaded, but remember, in Bankit, heavy pockets can quickly become empty ones. Go, go, And there go, is go. another vault available for our cash-hungry teams. Capture Vault 5. A contestant has been taken down, spilling a wealth of coins in the arena. One member of the mighty is jingling louder than a cash register. They've become a moving treasure trove and a potential jackpot for rivals. I love this part of our show. We'll get to the new vault first. Deposit time for the mighty. Nice little stash locked in just now. Нормально там мой газ работает. Все сейчас там задохнутся. Moving to deposit D. Бля. Не смог. Хорош. A new vault just appeared. Let's see who grabs that cash. Going for deposit D. Jump pad deployed. The jet setters just banked some coins. In there, move. Yes. Прикольно. Лидируем пока.
Найс, найс. Да какая-то шлюха с мечом, ну серьезно. We're halfway through the match, and I bet the sponsors are impressed with the play so far. О, Our team is on the brink of taking this entire match to the bank. Our contestants will need to avoid dropping coins now, or they might drop out of contention. Change is good, especially in the bank. Nice move from the jet setters. Secure vault 2. Time to bounce. A shiny new vault just spawned, June. Let's see who gets to it first. Proceed to vault 2. из чего он меня, блядь, МП5 так быстро сбривает? Серьезно? Engage at vault 1. Kachinga mine here. It's not just about the big drops, you know? A new vault. Our contestants better not leave that unattended for too long. Those coins are stacking up. Great deposit from the mighty. Going to deposit A. Gas mine drop. Gas mine deployed. Найс. Today, the live wires were on the upper circuit. What a victory! Так, окейушки. Так, watches. Что это означает? Expressions. Emotes. Интро. Давай, погнали. Surf and Detect. Что это означает? Detect 5. Да? Понял. Это означает, что мне сонар нужен. Он есть. Еще поставить надо будет. 5 обнаружить. Что там еще? Гранд Ларкани. Ага. Окей. Выполнимо. Выполнимо.
Quick Cash. Блин, интересно, сколько я игр отыграл уже? Надо будет посмотреть сейчас. Так, Сонар, Джампад. О, вот это ебейший сейчас у нас так будет. Here we go! The powerhouses, the socialites, and finally, the shock and awe. The stage is set. It's showtime. The rules hardly need explanation in Quick Going for Cash, ball but here one. it goes. Bag the targeted total first to win. Right on the money, Scotty. Speed is key. The socialites are making an entrance, unlocking Бля. Official. The teams have sized each other up. Всех We've got ёбнули, our да? first elimination of the match. This is what it's all about, partner. Да. The shock and awe are depending on their last member to keep them in the game. Как так-то? Let's get airborne. An awkward moment for the socialites. Team wiped. The powerhouses are all fired up. We've started our first cash out. Jump pad here. Да блять, да блять, да блять! Да хуйня ебаная, да почему? Куда он стоял, что ли? We've got the shock and awe returning to the arena. Scanning for opponents. Solar grenade out. Solar grenade out. Solar grenade out. Да ёпта. Да бля! A possible four-shock here for the shock and awe, as they're down to one contestant. A bit of Блин, virtual мы не catastrophe успеем, for the да? socialites. Team wiped. Yeah, that stings like being cut out of your friend's inner circle. What a way to open the match. The powerhouses land the first cash out. We've got the socialites returning to the arena. Да блять! Ёбаный в рот это вот. They're unlocking Vault 2. Вообще ни у кого нету Team wipe хилища calamity пушки. for the shock and awe. Пиздец, размотал. The shock and awe have respawned. Let's see how they bounce back. Go in here.
go in there. Let's go in there. Initiating a scan. Outgoing sonar check. The powerhouses are initiating a cash out. Solar grenade out. Да ёбана в рот! Это что за хуйня? Scanning that area. Searchlights just stole a cash out, leaving their opponents out of the loop. That could be a game changer. Есть дефибриллятор? Social lights are back in action. О, yes. Building things up. А, да бляха-муха. The shock and awe made an awesome start. With only one member left, the shock and awe need to proceed cautiously here. Война просто. Война! Да блять, чел не успел. Ёбаный в рот. Так. As we power down the simulation and our contestants unplug, let's take a moment to applaud our new rising stars. А, не спрятал, да? Поп-поп-поп. Блин, жалко второго оружия нету, вообще было бы жестко. Пистолет там какой-нибудь. Да, го. И сколько осталось там турнамента? Еще 6 игр надо отыграть. Играть дерьмо. Ну что поделать, Везде так. Вот сам посуди. Ныне какие вообще хорошие игры выходили? Не, ну вообще Lies of P поиграть бы. Да. Можно было бы Lies of P поиграть. Не, ну эта игра жестко динамичная, веселая. Ничего не могу поделать. Пока безумно нравится. Мне, кстати, The Day Before понравилось. Но, блин, если не задумываться особо и просто, типа, ловить вайб того, что вот подобного масштаба и жанра игру создали, типа, наши ребята, то да, типа, кайфуешь. Но потом
после очередного вылета, когда ты прицелился в голову, ты такой думаешь, блять. Готиком можно бесконечно играть, пока какая-нибудь год игра не выйдет. Первый, второй готик. Вообще, подобных готик игр, если так задуматься, было дохуя на самом деле, по-моему. Ну не прям как готика, но подобное, я имею в виду. Может, что-нибудь порекомендуешь? Что-нибудь такое из старой школы? Может быть, реально, типа, забалдеем в чем-нибудь? Now, the Kingfish, the Retros, and finally, the Big Splash. Let's get into it. Ведьмак первый. Я его пытался попроходить. Но он... Quick cash! It's a high-octane hustle for cash. The first team to reach the total takes the title. It's all about who can keep their cool in this high-pressure situation, Scotty. Ну, вот Ризен уже ближе, да, к что-то такое. Можно. Jump pad deployed. 우선자 여러분. The Kingfish are trying to rule the waters, unlocking Vault 1. Not everyone made it out of this encounter. It's our first elimination. It's a test of nerves and skill from here. The world is watching as the Kingfish's remaining contestant has a chance to shine here. Нормально разъебали. Yikes. Team wipe for the Kingfish. Reposition. The Kingfish are back and ready to avenge that team wipe. А что мы делаем? А, вижу. Ну, Эликс уже, я хз. The match is starting to heat up as the Retros have started our first cash out. А Эликс номер вообще нет? Go to cash out A. Let's see whether the last member of the Kingfish can avoid a team wipe. Sonar grenade out. Tossing a sonar. Team wipe calamity for the Retros. Scotty, they'll want to do a retrospective on that. Эликс дерьмо. Ну вот Ризен, да. Вот Ризен еще как будто бы играбельная тема. The Retros are back in action. The Kingfish are swimming against the current for a recovery. Great move there by the Kingfish, stealing that What? cash out. Can they make this a spree, I wonder? Special delivery. Tossing a It's in. Ебал дерьмо. Жесть какая. They are down to just one contestant. Что происходит? Adversity for the Retros. Wipeout. They'll be in need of a Динти Драйка comeback now. Драгонис. Advance to Vault 2. The Retros are respawning and hoping to recreate those glory days. The Kingfish are tapping into Vault 2. frag grenade set.
deployed. Sonar grenade out. Outgoing sonar check. Gas mine set. Gas mine armed. Jump pad here. Throwing pyro grenade. Cash out underway, thanks to the retros. Retro's last remaining contestant has a lot of weight on their shoulders now. That's a blow to the retros. Team right. Anytime soon. The retros are back. Вот уроды. The Kingfish snatched the Сейчас они cash заберут, out. и пиздец будет. Definitely not a defensive strategy. Первым делом оранжевых гасим, потом остальных. Блядь. Сука, вот на втором этаже повыше находится один. Блять, в рот его ебать. Ну все, победили нахуй. Time's up. Curtain falls on this match. That's a wrap for now, and even though the battle was virtual, our contestants' newfound fame is real. Это бля. А, игра пиздец громкая, да, походу? Ну, окей. Блин, вообще. Так, давайте-ка сделаем нам лицо. Во. Го-го-го. РДР-2. Что РДР-2? А, поиграть. Ну, он у меня, кстати, есть. Я его покупал в Steam. Согласен. Хорошая игра. Ну, блин, без рофлов, типа. Я, в принципе, вообще вот реально без рофлов Resident заценил бы. Чё бы нет. И RDR 2 его поиграл. Вот Two Worlds... ну вот тут уже даже не знаю. Я просто вообще не играл в эту игру. Поэтому вот типа вообще без понятия. По-моему, пистолет в этой игре прикольный. Here we go. The Kingfish, the High Notes, the Retros, and finally, the Socialites.
Our contestants will be coin hungry here in Bankit. They can grab them from vaults or from fallen contestants, but they'll have to deposit them to keep them. А, блядь, ёбаный в рот. It's happening, Scotty. We've got our first elimination. Я в Ризенс там жестко рубился, в детстве Огра на первом уровне мог... На первом уровне мог убить, ничего себе. А, блядь, ёбаный. I love the smell of a fresh vault in the arena. Drift, drop. The kingfish don't stop. That's a deposit. Да, блядина ебучая. Не, пистолет прикольный, кажется, реально. Жестко годный. A contestant from the socialites is particularly rich in coins right now. To bank or not to bank, that's the question. Scattered into a mountain of coins. Finders keepers. Oh, a new vault. This is going to get very interesting very fast. Threat detected. Frag out. Special delivery. Wham! A contestant just banked a serious amount of coins. The sponsors will love that. Бля, ёбана. Just like that, a new vault is appearing in the arena. Бля, мы ни на йоту не двинулись вперед. Yikes! Someone's day just got ruined, and their coin stash is up for grabs. One member of the Kingfish is jingling louder than a cash register. They've become a moving treasure trove and a potential jackpot for rivals. Heading to deposit B. Just what the doctor ordered, another vault. Time to bounce. A coin-rich contestant just got shown the exit.
Transfer confirmed for the socialites. Coins banked. Slow and steady from the retros. Nice deposit. Money may not grow on trees, but a new vault just appeared in the arena. Блядина. Мани, собирайте. Oh, there's been a deposit, folks. Touching for the socialites. И его убили. Охуеть, не встать просто. Ах, все побивают. Ха-ха, ядрить. Срочно возвращаем деньги. Гоу, 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 гоу. Приду подаровать. Absolutely. Бля, я хуею, сука, просто хуею. Ну ёбаный гондон, что он делает? Hold on, folks. A contestant from the retros is a walking gold mine. It's either bank or bust for them now. Привет, Архан Егоров. Че, как игра? Игра в огонь вообще. Супер веселую. Настоящий киберспорт. Impressed with the team so far, Jude. Someone from the retros is loaded. But remember, in Bankit, heavy pockets can quickly become empty. Да я пошел ты просто говницу. Да, она вообще недавно вышла. Я в открытую бету играл, и это было супер тупо. Прикольно. Не тупо, а прикольно. Остановите фиолетовых, остановите фиолетовых. Один гондон вообще перестал играть. Ну, Снежок вообще уебок, конечно, не играет даже. Причем каждая тима такая. Опа, опа, опа. Вот они. There's a new vault to fight for in the arena. A contestant is down, and they're leaving a whopping cache of coins behind. Contestant to chase. With all the coins, they're a dream target. Да ёбана, поднимайся. Вон, 13 тысяч. Someone from the socialites is loaded. But remember, in Bankit, heavy pockets can quickly become empty ones. Going to deposit these. Да ёб твою мать, куда ты нахуй вниз? Me oh my, that elimination just put a gold mine into play. Тут типа 4 команды матча. Да.
Но это пока еще не основная игра. Основная игра это турниры. Ну, мы только начали, по идее. And there is another vault available for our cash-hungry teams. Короче, почему игра называется «Финал»? Потому что Tested with a lot of в основной игре players just там, became короче, a lot происходит, less так сказать, They've been турнир киберспортивный. Практически. The contestant from the socialites is carrying quite a tidy sum. If they don't bank soon, they'll be Бля, как? Как? Ну как? Да, там прям все как положено. Там типа сначала начало, потом... сначала отборочный, там вот треть, полуфинал и финал. И с каждым разом вот это вот накал страстей все возрастает и возрастает и возрастает и возрастает. Это пиздец вообще. Yowza! That's a contestant eliminated and a sudden point bonanza for the rest. Frag grenade set. A contestant from the retros is particularly rich in coins right now. To bank or not to bank, that's the question. Перезаряди, блять, молю тебя нахуй. Oh goodness, a contestant. А где люди с 20 тысячами? Куда они убежали? Блин, охереть их много. Просто... О, метеорит идет. Ну все, они добегают до Си и поебать. Или нет? Ouch! A contestant just got eliminated Или да? and lost a fortune. Ну да. А, нет. Frag grenade out. Это были другие. Special. Someone from the socialites is loading. Ох, ебать, хорошо! Kid, heavy pockets can quickly become heavy. Go, 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 go! Deploying jump pad. One team is close to winning. Every coin scattered, every coin dropped, every coin. Давай! Давай, сука, что это за стекло, что ли, нахуй вы гоните, блядь? Ебой! О, бля. Talk of the arena today. They Вообще хорошо. and they on behalf of our sponsors, thanks for Нормально. Кое-как вырвались, были на третьем месте. И сразу на первое. О, кайфово вообще. Прикольная игра, очень хорошая. Комбат. Так. Так, ща, посмотрим. Чего бы такого купить? Чего бы такого купить? Стволы остальные такие себе, наверное. Давайте попробуем. Туре реально помогал в одно время. Крутая штука. Посмотрим. В турнире еще очень много всяких ивентов происходит, событий во время игры, которые не дадут игрокам заскучать, так сказать. Все время какой-то лютый трэш творится. Например, метеоритный дождь, который вот, наверное, видели. Короче, метеоритный дождь, он работает, по-моему... А я, кстати, не знаю, как он работает, но он точно падает все время на какого-то определенного чувака.
Так, ну а так нормально. Хилинг бим. All right. The powerhouses. Но есть еще орбитальный лазерный огонь. Он работает по тем, кто стоит на месте. То есть, если ты вдруг стоишь, то по тебе огонь пойдет. Ну там, например, стоишь, кемпишь там кого-то или еще что. Ну тут много чего. Vaults and high-stakes action. Get ready to see our contestants rush their earnings from vaults or downed opponents to safety by banking them. Go, 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 go. Ебать. We've got Нифига our он first кемпер. indication, Scotty. Talk about making a solid first impression on our sponsors. Имеется в виду снайпер. I'm so excited right now. I didn't even hear what you said. А название команд откуда? Не знаю даже. В самой игре есть несколько видов названий команд, и они, ну, типа, просто вот уже имеются. И с ними играешь. Блин, тут где-то они бегают нахуй. Разъебочка пошла. Jump pad ready. Так, надо срочно депозит заглянуть. Игра не еба. Не тормози, не тормози, сука. Пиздецкий, где я? Что происходит, блядь? Спасибо, бля, заебись. Просто шнырь-курьер нахуй принес бабки, блядь. А как я там оказался-то? Я как бежал туда? Я в слайд-шоу находился, я не понимал, куда я бегу. Ну как-то смог. В пользу для врага, конечно же. Как? Чё вообще? Бля, пиздец. Просто бабки принес. Spanked by the shock and awe. A new vault just appeared. Бля, в рот его ебать. Jump down here. Класс. Моя любимая порноактриса, оказывается, на Твиче стримит. Кто? Лаги. Да вообще лаги какие-то безумные. Вообще не понял, с чего они начались. Дудос какой-то случился. Морг Drip drop, the GPU. retros don't stop. That's a deposit. Не слышу. Jump zone here. A shiny new vault just spawned, June. Let's see who gets to it first. Jump pad here. Да блять, гондонские гондоны. Ебать там снайперов. Deploying jump pad. Блин. Пошел ты пизду нахуй. Are racking
Почему? Money may not grow on trees, but a new vault just appeared. Да бляха-муха. Так. Бля. Да бля. Mind the mine! Arming the mine! Deploying jump pad! Да где ты, мразь? Deploying jump pad! Вообще не понимаю, куда вы... Что? Куда... Куда все исчезли? Игра сама такая с такими багами. Возможно. Да бля, сука. Ну, of course. I love this part of our show. Who will get to the new vault first? Бля, заебал. Spare change in a big game. The rest Да пиздата. Don't blink, folks. Anything could happen in the second half of this match. Heads up, viewers. The mighty have a teammate who is loaded with coins. Talk about being in the spotlight. Coins scattering absolutely everywhere after that elimination. Какая же... Ну и хрень полная. Просто... От чего эти лаги вообще? Deposit. Every trickle of coins pushes the mighty Может forward. еще понизить настройки надо, я не знаю. Или стоит играть лучше... Сейчас попробую кое-что другое, короче. Oh, a new vault. This is going to get very interesting very fast. Jump pad ready! Cling, clang in the bank with a bang. Well done, the Red Bulls. Gas mine set! Mind the mine! Down goes a contestant. Unfortunately, they didn't manage to stash that fortune. Успел, занес. Стрим тоже лагать начинает. Сейчас исправлю. Так, захват игры сделаем. Finals, это вырубаем.
Ага. Все. Игра работает, все работает. Игру еще сделал не на это, а на full screen. Все. Hold on, folks. A contestant from the Shock and Awe Не, это сама игра team говна will ебаного, find короче. all Тут butts for не them знаю, now. что с ней не так. A contestant with deep pockets just got eliminated. Ну да. Absolutely shocked. Ну как бы то ни было, справедливости ради, это чисто вот у меня такая проблема, так как я еще стрим веду. Без стрима-то она, конечно, не будет лагать. Давай, Хуна. Спасибо за игру. Так, может еще стоит вырубить нахер этот браузер. Вот сейчас еще будет лучше. Вот сейчас будет лучше. Так, что там по турнаментам? 3 игры осталось. Давайте-ка быстрые игры. С рандомами, короче, сыграем. Still a cash out in progress from opposing team. Ну, короче, мы сейчас это сделаем. Кошка какая-то. Блин, у меня что-то ничего нет. Вот, скорее всего, благодаря включенному браузеру, ну, также и лагало. Ну, очевидно. Благодаря этому тоже. Сет нормальный. Так. Ладно. Потом. Cash, where the quickest team to collect the quantity that we're looking for claims the day. Да, 60 FPS. Видимо, из-за включенного браузера все это было. Our teams have really come out swinging today, and now we've got our first elimination. Our match is in full swing. Vault 1 is getting probed by the tough shells. The tough shells will need to come back. Бля, охуеть. Со снайпы меня забрал. Only one contestant left for the Хорош. retros. Hopefully they can revive teams Хорош. as well as they revive trends. А, когда финал, я не понял. Да сука, блять, игра, не еби мозга, пожалуйста. The Shock and Awe have recovered and respawned. Focusing on cash out B. Ау, быстро, быстро, быстро. Да! Блять, ты где, гондон, нахуй? Сука, позади меня чел же бегает. Ну, именно свой я имею в виду даже. Привет, енот. Когда финал, я не понял. Ну, после 3 игр быстрых сейчас отыграем. И начнется соревновательный режим. В соревновательном режиме вот там топ-топыч. Бомбеж. Ну, игра просто безумно азартная, блядь. И лагает, мразь! Почему? Объясните, почему? Сука, почему?
Блять, игра нахуй, хули ты меня выводишь-то, сука. Все вырублено у меня, ничего не стоит нахуй вообще. Look at the shock and awe committing theft. Just like that. Their opponents won't like that. А, пиздарики. Пизда. Гандонство. The tough shells are proving hard to crack. Вот если бы не лаги, я такой разъеб устраивал бы в этой игре. Так, сейчас посмотрю, может что-то все-таки ебет, а? Может что-то все-таки ебет. Вроде не должно ничего. Battlefield Valorant. Ну и... Не, разрушаем здесь вообще кайф. Заебись. That probably shook them up a bit. Не, братаны, это заебись. Бля, если честно, блядь, я охуенно. Блин, классно. Балдею в каждую секунду. Have returned to the arena. Пару игр поиграл, мне хватило. Ну, тут пару игр не такое. Надо вот в соревновательный режим зайти. Вот там Keep that momentum going. игра начинается. А тут так, пока. Хуйня. Кубик таскать соло. Но тут, да, люди довольно-таки уёб... Misfortune for the shock and awe. Team wiped. The retros are back. Opening vault 2. Нахуй я сюда прибежал, за этим идиотом побежал. The shock and awe have a chance to strike again. Team respawn. Inbound for cash out A. Ёбаный в рот. And now it's all up to the last member of the retros. Я себя в комнате запер благодаря своему батуту. Отступить не мог. Да, с батутом может быть такое. Adversity for the shock and awe. Блять, доверил кубик Came right out of left. полному придурку нахуй. Сука, блять, я вообще ударю по столу, блять, заебал. Чё за лаги нахуй? Почему? Какие-то эффекты меня ебут или что вообще? Я не понимаю. Давай на лоу вообще поставим. Во, вообще балдеж. The tough shells might just be breaking out of their shells. They've started a cash out. Ах ты, бля, дота ебучая. Бля, дот. The remaining tough shells needs to show some of that toughness now. Just like the ball.
Остатки. Да, я просто сказал, бля, дота. И, ну, повторить за мной, бля, дота. 2. Почему в этой нашей вселенной невозможно создать игру, которая, ну, не стала бы тормозить как, ну, хуй знает что? Можно, пожалуйста, вот игру, которая не будет тормозить? Просто работать, блядь. Ну, можно, пожалуйста. Я хуй знаю. Я, блядь, не смог поиграть даже толком, нахуй. Ебало, блядь, фризы, пиздец. Все мое ебало в фризах просто. Я даже не на Full HD стримлю-то. Что тебе надо, нахуй? Вообще не понимаю. Я хуй знаю, честно, просто. Чё от меня нужно вообще, не понимаю. Я, может быть, сейчас просто вырублю все вот эти вот... Короче, давайте я удалю все видео. Возможно, тогда будет хорошо. Короче, я в каждый слой сейчас зайду. В каждую сцену. И поищу... видосы, которые могут заставить тормозить мой комп. Возможно, теперь... Я вроде все удалил. Все удалил. Ну да. Так, что там? 2 игры. У меня игра гладко шла. Ну это да, просто... У меня же стрим включенный параллельно. А стрим-то много ресурсов кушает. Она еще и много ресурсов будет кушать, если помимо всего прочего включены какие-то штуки по типу, ну не знаю, источников медиа, видосы и там прочее, типа видео с размером там 4К качества, там Full HD качество. Ну сейчас посмотрим. Как будто FPS ебашит, да? Сгзырьте. Как будто FPS работает. А вдруг я сейчас исправил все на свете? Сейчас стало хорошо. Новые поеды. It's a match 80 to the FPS. finish. First team to bank our total target gets the glory. You heard Я, from походу, teams починил, how our реально. team strategized today. Да где мои ебучие тиммейты, сука, блядь? Почему я вечно один бегаю? The Retros are busy unwrapping Vault 1. Вот урод, блядь, пробежал. Arming a mine. If the shock and all lose another contestant, they'll get wiped. Он, видно, думает, что это Винчестер, а не дробовик. Я тоже так думал, когда видел, что он... Как его? Врачерного действия. Бляха-муха.
Добровик. Медовик. Так где он нахуй? Да блин! Ну и клоунская фигня сейчас случилась, сука! Боже мой! Чисто клоун нахуй. What the fuck? Boundless will need to come back from that wipeout. That's right. The Retros are Блядь! dialing up the intensity with an amazing turnaround. Impressive steal by the Retros. The Boundless Да блять! Ну заебал! Ну это пушка нахуй говна ебаного! Блять, она просто не стреляет! Какая ебаная перезарядка! Какой объем патронов, сука, в магазине 20, ну ебаный в рот! Как же не хватает второго оружия? Просто второго дайте! Пошел нахуй. Бля, ёбаный. pulling ahead now. We have the Boundless. Gas line front. Limitless in their pursuit. Заебал, опять эта хуйня закончилась. Cash out goes to the Boundless. Let's see whether they can keep that momentum going. Во время боя поменять нельзя. Надо брать другую пушку, я хуй знаю. Может дробаша реально. Какой объем магазинит? Блять, 20 нахуй. Эти 20 просто нахуй их... Они просто улетают. Их нет нахуй. Vault 2 is being opened by the Retros. Take Vault 2! The Shock and Awe are back and ready to avenge that team wipe. Affirmative! Привет, Нёнган. Здравствуй. Moving to cash out C. The Day Before. Пока не играю. А, ты купил? А. The Shock and Awe are dangerously close to a full team wipe. Just one member still in the arena. Не понравилось. Да. The Shock and Awe will need to try again. Team wiped. That's an absolute shocker, Scotty. Деньги бэкнул? For the cash out. Я в первый день говорил, что она вполне себе good, но второй день, когда я по нему поиграл, The Shock and Awe are rejoining the не успел. match.
Дейз намного лучше, да. Дейз намного лучше, конечно. The Retros aren't struggling with our newfangled cash-out stations as they make a steal. Сука, хули! Эти уёбки, блядь, везде просто. Один там, один тут, один тут, один тут, один тут, нахуй, блядь, да что за хуйня, блядь? Просто пиздец, блин. Охуеваю нахуй. The shock and awe are back in play. Бля, пизда, нет, нельзя дать им победить, нахуй. Бля, игра, сука. Ну, естественно, бля, патроны кончатся. The Retros completed a cash-out. The Retros just sprang into action on the lead. A wipeout and a setback for the shock and awe. Не, это даже, не, это не в моем компе дело, это сама игра какая-то, бля, просто хуета ебучая. Почему она иногда делает вот эти вот ебейшие фризы? Вот что это означает? Вот это, блядь, не видно, да? Вот этот вот знак, что означает вот ниже меня? Вот это вот. Вот это вот. Что это такое, нахуй? Это означает, что у меня ком нагрета, пизда, или что? Это ОБС. Ну вот. Там вот красным горит вот справа. Team wipe calamity for the Boundless. У тебя батле такая фигня была? Не, просто FPS, ребята, 70 стоит, 60, 70, 80. Ну это какая-то хуйня. The Boundless have recovered and respawned. Ну естественно, какая-то падла ебаная, блядь, сзади со спины будет. At the halfway point, our contestants are transcending realities, much like our sponsor, Isolt. Enemy spotted! Up there! От своего же яда умер. Клево. На, сука, траванись. The shock and awe have taken up arms and are charging into the arena. Team respawned. Моя мина сработала Adversity for the по Boundless. назначению. The Retros pull ahead. Fantastic steal by the Retros. Бля, сука, не могу поверить, он ушел. Блять, этот автомат, он рабочий! Мне муляж выдали или что, сука? Вау, бля, ебать. One team of contestants becomes a
Нихуя. sponsors, and to our viewers at home. Да, фальшивка получается. Я вообще на тех серваках играю, блядь. Как тут сервак выбрать? Соединение. Чё, опять, блядь, мой провайдер говна поел. Решил сегодня такой, бля, насру-ка я своим нахуй. Абонентам. Да, пришло время насрать. Пора срать. Выйти из игры. Сколько там игр осталось, так, турнамент? 1. Давайте одну отыграем быстро. Там прикольный сервер. Бронзу. А, бля, вот регион же, сука. А почему регион в Европу? Бля, сука, бляха, сука. Бля, игра ты такая тупая, ебать, просто нахуй. Почему, блядь? О, пизда рулю, ёбаный в рот, какая хуета. Он раньше там был, я его вообще не видел здесь снизу. Он только что появился, как только сервак нашелся, или как вообще? Чё за подстава ебаная, блядь? Я херею просто. Просто литерали каждая, блядь, соревновательная игра подобным дерьмом страдает просто. Буквально каждая. Вечно, сука, они какие-то кривые нахуй. Вот помните, время Unreal Tournament был нахуй? Берешь и играешь и поебать. Counter-Strike 1.6 и, блин, Half-Life Deathmatch, нахуй, вообще заебись. Кайф лови просто. Modern Warfare, нахуй. Бля, ёбаные анимешники. All right, the big splash, the retros, and finally, the steamrollers. It's game time, folks. Welcome to Quick Cash, where speed is the key to victory. The first team to stash enough cash will reign supreme. Scotty's hit the nail on the head. The big cash chase is on. Time to bounce! We've just witnessed the first elimination of this match. I'm sure there's more where that came from. Peacetime is over, folks. The steamrollers have lost all but one contestant. Let's see whether they adopt a more defensive Ебать, strategy. куча народу полегло, конечно. А эта сука убежала просто. Ну ебаная анимешница, заебал. Помощу-ка я шабелькой своей. Это я представлю, что это катана. Блин, не получилось, ладно, в следующий раз попробую. Пиздец, блядь. Respawn alert. The steamrollers are back in action.
Катана, блядь, сабля нахуй. Я хуею просто. Going to cash out A. The Big Splash are looking to make a name for themselves. First cash out started. Да какого хуя, блядь, сука. Помню времена, когда в Готику играл, просто берешь, заходишь и ошибка. Да. Не, ну вы гляньте на этого ебаного клоуна просто. Придурок ебаный, блядь. Gas line drop. Arming a mine. Ебать. The Retros are in a vulnerable position with only one contestant remaining. Мой газ убил меня. Он был слишком эффективный. О. А, это анимешник. Блять, нахуй его вообще возродать. Who doesn't love a classic comeback story? The Retros are on a roll. Our first cash out goes to the Retros. Let's see whether they can keep that momentum going. A long-awaited return to the arena for the Big Splash. Пиздата. Jump pad deployed. The Retros are busy unwrapping Vault 2. Manda. Иди варанда. The Retros just jump-started a cash out. Jump pad ready. О, боже. Блять, нет, калаш намного лучше. Да поднимись уже, сука. The Retros have succumbed to multiple eliminations. Only one member remains. Hold on. Sprint to cash out. Long-awaited return to the arena for the Retros.
mine time. Gas mine deployed. Ну да. Ну это проеб, короче. Ну мне же достаточно просто поиграть в игры. Не надо же их обязательно побеждать. As the spotlight swings to our winners. From all of us here at the final. Все, наконец-то сейчас мы пойдем играть в основной режим, соревновательный. Так, давайте-ка себе этот пушки. Так, пушки. Вот это вот у нас что? Блин, не хватает, оказывается. Давайте вместо этого пускай будет револьвер. А тут вот турелька. Короче, тут, ну, уроды вообще не хилят и так далее. А хилка, она такая, типа, ну, слишком, как бы это сказать, как будто бы ненужная, потому что тиммейты просто, ну, говноеды. Они любят просто взять и сдохнуть, как, ну, не знаю, как микробы под хлором, нахуй. Привет, Фреш Мидорова. О, все, пиздец. Турнир. Короче, сейчас в турнире будет жестко. Надеюсь, дойдем до финалов и возьмем кубок. Но это будет очень сложно. Это очень сложно. Но правда не знаю, сейчас вот тут есть система рангов. Возможно, первые игры будут легкими. Кто его знает. Хотя, скорее всего, сейчас все занимаются тем, что они, ну, калибруются, грубо говоря. А калибровка тут идет скорее, ну, не так, как в остальных играх, а просто. Все начинают с нижнего этого ранга и потом поднимаются постепенно. Да. Да, кстати, слышали новость про этого челикса там. Какой-то челик был, у него какие-то татуировки, вся херня была. И там, короче, в Рокстарах, ну, в трейлере проскочил чел какой-то, типа, похожий на него. И он такой: Рокстар, это что такое? Это мое лицо, вы мой образ украли. Да. Не, он реально дурачок, конечно. О, пиздец, вы гляньте. Короче, вот она. Турнирная сетка. Вот так это выглядит, короче. Лови донат. Наркоша Лохан тоже пытались засудиться на символ, за символ В пальцем. Господи. Понял. I hope everyone at home is ready for a very vertical venture as we're loading our Skyway Stadium for this opening round. Brought to you by Volpe. Now, the socialites. The Типа в пятерке украли его броски. Понял. Я вообще не помню Лохан. О, Нюргун, спасибо за 50. The sun is out in full force with excellent visibility in the arena. Some of our usual sightlines are blocked out there today, as our virtual architects have decided to elevate the middle of our arena, making it a true high-rise. Our first elimination has really ignited this match. I hope the viewers at home are ready for a wild ride. Applying some pressure, the tough shells are opening vault 1. Just a single socialite still standing. Сука. Он еще так долго говорит. Gas mine on. Gas mine set.
a blow to the mighty. Team wiped. Тут сейчас, короче, 4 тима ебашутся. И тут много вот этих вот точек, где можно... The tough shells are busy busting into Vault 2. Вот деньги положить. Ну да, игра такая. Не, ну я изначально как-то верил в игру, старался верить в том плане, что она, ну, не то что раскроется или еще что, я понимал, что она изначально плохая. Но просто знаешь, какое сознание пришло? Пришло сознание того, что, скорее всего, разработчики сами игру не поддержат. В этом его, ну, трагедия. В этом его трагедия. Блять! The tough shells are all fired up. They've started our first cash out. The mighty need to be on high alert now. They're on the brink of a team wipe. Dynamite! A team wipe mishap for the mighty. Deploying a surprise. They are back and ready to avenge that team wipe. Бля. Jump pad here. Четко играем. Drop the mine. Сучара. Throwing fire. Мина забрала эту мразь, блядь. Rocket away. The mighty are back in action. This might burn. О, еще одного ёбнул, хорошо. Team wipe for the live Мина players. топовая просто. Halfway through and the mayhem continues. Да заебал анимешник, хуесос, блядь. Падла с саблей бегает нахуй. Are playing for keeps. They've snagged the match's first cash out. Ну это да, 2 часа всегда дают только. Left for the О, мы победили, все, у нас 30 тысяч. Мы в шоколаде, ребята. Хацкер, который слил в прошлом году GTA 6, посадили дурку на 12 месяцев из-за того, что во время судебного заседания... Нервная игра, это вообще жестко, блин. pushing into Vault 3. It's the mighty. The socialites are re-engaging. Ну давай, сука, беги, блядь. Один хуй найдем. An awkward moment for the mighty. Team wiped. Scotty, someone meddled with their might. Let's go up there.
The live wires have a cash out in the works. The mighty have respawned. The tough shells have started a cash out. Бля, сука. Setting a mine. Ouch! And just like that, the socialites are struggling with only one contestant in the arena. The mighty will need to try again. Team wiped. Let's get airborne. Setting a barricade. Так, хорошо. Arming a mine. Mine the mine. The mighty just made their return to the arena. Погоди, сколько надо? А мы... Не, у нас вроде все нормально, не? Dead go boom. Бля, трупы будут взрываться, ребята. Eliminations turn explosive. Stay sharp to avoid a fiery fire. Блядь! Тихо. 7 хп. Бля, игра, пожалуйста, ну заебал! 1 minute warning. This 1 minute warning was brought to you by us Foods. Team wipe could be just around the corner for the socialites. One contestant remaining. Bingo. Cash out secured by the live wires. And just like that, a new vault has appeared in the arena. Woo! Yeah! Making it look easy. Cash out for the tough shells. Easy breezy. 30 seconds remaining. Jump pad deployed. Oh look, a new vault is ready to be opened. И где они? Ага. Reach for vault 5. Seconds left. Все, победа! An amazing show of skill. But we are Квалифицированы, все. Отборочные прошли. the tough shells look solid all the way through this match. They grab the top spot and are moving on to the Да, next round. крепко. 50. Блин, вот эти мудаки еще играют, серьезно? Чисто цели я выполнял. Хотя вроде и в Азии играю, смотрите. Регион было написано Европа, но как будто бы Азия. Друся. Ян Бугатти. О, все, полуфинал. Так, полуфинал. Сейчас также 4, но происходит одна игра. И потом финал. 2 команды просто. Друг против друга. Окей. Here we go. The Kingfish, the live wires, the shock and awe, and finally, the tough shells. The stage is set. It's showtime. There's fog
and low visibility in the arena, our contestants will need to use every sense to outsmart their opponents. We've rebuilt the arena from the latest match, and it looks beautiful. But I hope these contestants bring just as much destruction. The live wires are charging in and unlocking Vault 2. Бля, заебал! Our contestants must be getting to know each other's strengths and weaknesses. Привет, Лафайет. Что там здесь before? Хуйта. Полное говно. Здесь before хуетейшн. They'll need to hide in their shells for a bit. Да, это я распил бабок чистой воды. Просто я в первый день еще как-то вот думал... Не, я в первый день еще понял, что игра плохая, но так как это ранний доступ, там прочее, знаешь, наивно думал о том, что, типа, да ладно, типа, они его еще будут поддерживать, они его еще там, ну, нормально сделают. Но потом пришло во второй день такое, знаешь, осознание того, что вся игра состоит из готовых ассетов. Вся игра из готовых ассетов. Блять, просто вся игра из готовых ассетов. И я такой, бля, они хуй положат на нее 100%. Ouch! The live wires suffered a wipeout. As you watch these teams battle, remember that a full team wipe in tournament play isn't just a setback in the arena, it's a financial hit on the scoreboard. Trouble has found the Kingfish. They're down to one contestant. Ассеты? Что такое? Да, это готовые модельки, которые просто скачиваются бесплатно, либо покупаются за бабки, короче. Но прикол в том, что они особо-то в игру, ну, свою душу не влаживали, им было похую вообще совершенно. Выбрали совершенно такие, ну, популярные какие-то темы, типа зомби, апокалипсис, Тарков, и смешали все это, и, ну, так. Да, это чистой воды распил, к сожалению. Gas mine time. Модельки, текстуры, звуки, ассет это единица, грубо говоря, нам. It's in! The tough shells make a bold statement with the first cash out of the match. The shock and awe completed a cash out. Go, 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 go. Tough shells pull ahead. Heading to Vault 3. The Kingfish are back in play. The shock and awe are busy freeing Vault 4. Vault 3 is being pierced by the tough shells. The Kingfish are fighting an upstream battle now. Only one contestant left on their team. A bit of virtual catastrophe for the shock and awe. Team wiped. Teamwork is crucial in our tournament matches, as a full team wipe will cost them a percentage of their cash total. Не, мне игру подарили, Have commenced to cash out. а я возврат же не смогу оформить, так как я в него 2 дня играл. Through the round, and there's been Я в него наиграл 14 часов и прям, ну, мнение о нем построилось довольно-таки твердое. Вот, к сожалению, они, знаете, вот что самое обидное во всем этом? В том, что они, по сути, наебали это не всех игроков, а конкретно, ну, чисто сахалары. Потому что мы-то верили в игру.
Мы ее чисто вот на каком-то таком уровне дефали чисто, потому что она наша, якутская. It's not a shell game, but the tough shells И многие, я уверен, не сделали возврат, играли много дней. Ну, прям, ну, вот все эти дни, сколько она существует сейчас. Но херово то, что, ну, всех, ну, ждет разочарование. just made their return to the arena. Traps it. Drop the mine. Бля. Ну, я сделаю обзор по ней. The Kingfish denied a cash out. Great steal. They just Я upped the прям... ante. I am not sure this match Один will из моих get самых more плотных excitement, видео but here we go будет. anyway. A new event is about to start. We're about to get up close and personal with some serious cosmic debris. Uh-oh, only one contestant left for the shock and awe. Бля, метеоритный дождь. We've got the live wires returning to the arena. Absolutely incredible skills on display in the arena. What a show we're having today. For sure, Scotty. I guess the contestants decided to bring their A game. We're at the end of this game show event. What a spectacle. Deploying a surprise. Talking traps it. The tough shells will need to try again. Team wiped. The shock and awe get their hands on that cash out. That's a steal. That was unexpected. Бля, суки. The shock and awe have been rewarded with a cash out. Нам нужно вырваться хотя бы на второе место. Are outdoing their rivals now. Just what the doctor ordered. Another vault. Respawn alert. The tough shells are back in action. Let's go up there. Agreed. Busy unlocking a vault. It's the shock and awe. Jump pad ready. Less than a minute remaining. Now is the time for our contestants to ramp it up. One of our teams has triggered overtime, so we get to enjoy this match a bit longer. Gas mine That time. was nice of them. Drop the mine. If wishes were fishes, Хорош. there'd be more kingfish in the arena. Only one contestant left for them. Бля. Продержись, пожалуйста. Deploying jump pad. Find the mine. Arming a mine. Да блин! Говно, сука, ебаное! 30 seconds left. I'm on the edge of my seat here. That's a blow to the tough shells. Team wiped. Блять, просто нахуй. 10 seconds. Well, folks,
В рот ебал эти лаги, просто хуй знает. And swimming into our upcoming two-team clash with them. Бля, просто на ровном месте ты зашел вообще, я не понимаю. Вот как-то во всем этом, вот по The Day Before, да, хочется сказать такую тему, что там как будто бы, знаешь, вот изначально все время вот у них проследовался вот этот злой умысел именно наебать народ. В том плане, что вся игра, она такая, как построена изначально, непропускаемые диалоги, точнее непропускаемые катсцены на старте, вот эти вот ебаные разговоры там прочее, там где-то, ну, минут 30-20, возможно, у тебя идет. Там очень много отвлекающих факторов, которые нацелены на то, чтобы там прошли как можно быстрее, ну, точнее, вот, чтобы задержать тебя на 2 часа. Там все вот как будто об этом говорит. Когда вот это вот, ну, рядом с деревом там чарон ты находишь, там прочее, ты прям такой, вау, проникаешься игрой, такой, заебись, да. По-моему, блин, ребята хорошо заебись, да, собираются тут, ну, прям поддерживать игру, типа вот знак того, что вот они не, ну, как бы это, не полную хуйню делали, так сказать. Я даже не знаю, но это просто полный пиздец. Но вы только вспомните трейлеры, это был плагиат трейлеров других популярных игр от ракурсов камер до тех же ассетов. Да, так и есть, так и есть, так и есть. Но хуй знает. Все равно же типа любопытно людям посмотреть, что она себе представляет там прочее. Вот честно, надо обзор такой сделать, типа прям, ну, какие вот, блин, эмоции я ощущал вообще по поводу The Day Before вообще. Как это было в начале, в самом начале. Я прям такой скачиваю весь такой, блин, в волнении, прям реально. Вот прям детское волнение было того, что, ё-моё, якутская игра наша. Не, они, по-моему, им было поебать, да, скорее всего, да, им было поебать. Они просто сделали свое дело. Вот именно, они сделали свое дело как, вот это вот, маркетинговую вот эту вот стратегию выстроили, говна, построенная тупо на лжи. А я, блядь... Пиздата. Я одиночка. Я один не смогу играть вот сейчас. Меня сейчас просто выебут. А, они есть? The thick fog is putting our contestants to the test as they strive to cut through the haze and emerge victorious. It's orientation time in the arena, as contestants will have to seek high and low for cash boxes and cash out stations. Фига я круто зашел. Right is the name of the game. First elimination sends a clear message that it's game time. This might get crazier than I expected. The Kingfish are cutting into Vault 2. Да. The Big Splash are close to getting wiped. I feel for their lonely contestant out there. A bit of virtual catastrophe for the Big Splash. Team wiped. They could find themselves in troubled waters now. Но все равно наебали. Причем жестко. Крепко наебали. Pouring cold water on the Big Splash didn't scare them off. Team respawn. A big jump for the Boundless. They are starting the match's first cash out.
Она себя разъебала. Да, она себя разъебала. Заебатое оружие, блин, боже мой. Она не. Она точно не выйдет из Early Access. Просто даже, ну... Вы в это верите? Это, блядь, как верить, нахуй, не знаю... Ну это пиздец сказка, нахуй. Она не выйдет. The mighty have respawned. Let's see how they bounce back. Cash out underway, thanks to the big split. Без шансов вообще. М-м. Move to cash out B. What a way to open the match. The Boundless land the first cash out. Jump pad here. An awkward moment for the Kingfish. Team wide. Да, тут что-то прям вообще пиздец какой творится. The mighty are unlocking Vault 3. Главное сейчас, чтобы красные вышли вперед. Если фиолетовые, то это хуево. Как будто бы. Great move there by the Boundless. А, бля. Cash out. One skilled play can change the game. Teams better keep their heads in the game, June. We just reached the midway point. Deploying jump pad. They've cashed out twice now, back to back. The mighty have commenced a Gas mine cash out. deployed. Setting a mine. Our contestants better not leave that unattended for too long. Да, что-то они прям вообще... У нас же... Что за классы у нас вообще? Один... Тяжко, что ли, взять попробовать? Как-нибудь. Respawn alert. The Kingfish are back in action. У него пушки бодрые. Дробовик хороший есть. Да заебете, твари! Ну тут меня убивают собаки, блин. Ну, естественно, будешь лагать. Вы гляньте на этого ублюдка. С чем он, блин, сражается? It's like they're С пистолетом. shooting fish at barrel. Блин, если сейчас красные выйдут вперед, это вообще пиздец. That will make things Нам будет ебать сложно. interesting for the contestants. Impressive steal by the Boundless. Блин, что-то фиолетовое... Че, инопланетное вторжение? Охуеть, что происходит? Confirmed UFO sightings in the arena, and
Заебал этот урод, блядь, с гранатометом своим. Что происходит? I love the smell of a fresh vault in the arena. We've passed the point Attacking of first cash out contact D. here in our alien invasion event, and there's no sign of a retreat to outer space yet. Они стреляют лазером? Vault 4 is being opened by the mighty. Пиздец, что происходит? Back for more action are the Boundless. They'll be looking to remind the fans of their infinite talent. A minute still remaining. Let's see what they got. Бля, промахнулся. Let's get airborne. Ёпта, 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 ёпта! Our contestants have just 30 seconds left to impress our sponsors. Gas mine set. Дополнительное время дали. The Kingfish are many members short of a school. Only one contestant left. Ты смотри-ка на этого чувака. Ревайв, ревайв, ревайв. А, no. We're down to the last 30 seconds. Which team will triumph? Хорош. Frag grenade set. Бля, что-то эти инопланетяне душат, пиздец. Throwing a frag. Arming a mine. 10 seconds left. Бля, главное, живи! Пиздец, он смог! Вау, он просто в одного вытащил. Out of bounds for the Boundless. They took top spot this round. Жесть, он хорош. Вы видели? В одного вытащил игру. Красавчик. Чисто красавчик. Тупо главный герой фильма. Самое ебаное во всей этой истории, знаете что? Ну вот The Day Before. То, что они просто пятнают игровую индустрию вот именно Республики Саха. Пиздец как нахуй. Они вообще об этом не думают. Они типа просто берут и, ну, давай бабки запилим, заебись вещь. Типа того. Им вообще жестко поебать. Now, the Overdogs, the Boundless, the Shock and All, and finally, the Kingfish. Бля, нас только двое, нахуй. Let's get this started. Одна гнида просто взяла и вышла, не поверив в этого Челикса. Корвукс Каракс. Sunny weather and normal visibility give our contestants an ideal stage to show off their skills and earn some fame. Looks like our arena has loaded without mishap this time. I bet our contestants will want to leave an impression, though.
contested. The shock and awe will need to reboot. Team White. I don't think anyone saw that coming. Jump zone here. The match is starting to heat up as the Boundless have started our first cash out. The last member of the Kingfish is fighting hard to avoid a team wipe. А, он пытается присоединиться, все пытается. И кондуктор дисконнектнулся. Заебал. Но я один, получается. The Kingfish are rejoining the match. The Overdogs have started a cash out. Jump pad ready. Special delivery. Throwing a trap. Frag grenade. Explosives deployed. The Boundless have the advantage now. А, тут голяк. Тут вообще ничего не сделаешь. Надо найти. The Kingfish are re-entering the arena. It's in! The Boundless make a bold statement with the first cash out of the match. Frag out. Классно. A team-wide mishap for the Kingfish. Вообще Unreal какой-то. В одного невозможно вытянуть. The Kingfish have respawned. Nailed it! Cash out for the Overdogs. The shiny new vault just spawned, June. Let's see who gets to it first. А, ну да, ну да. А, ну да, ну да, ну да, ну да. Alas, the Kingfish Ну, have а как? moved out. They'll need Я to другого learn не to swim ожидал. with the sharks. Нормально. With Boundless momentum, the Это же я. Boundless three. Когда я, блин, играл в гладкую, нормальную, блядь, PvP игру. Тьфу. Только Counter-Strike остается. Halfway point, our contestants Бля, если так подумать, реально только Counter-Strike нормально работает, блядь. Ну, может, еще Fortnite. are plucking at Vault 4. Ну, тоже хуй знает, возможно, он тоже будет лагать. Хер его пойми. The Kingfish are in trouble right now. They'll need to up their game if they want to get to the next round. The Kingfish will need to come back from that wipeout. They're floundering, Scotty. Блин, если бы это оружие не было бы таким говном, я, конечно, мог бы. Ну, типа объем магазина полное говно. Скорость перезарядки тоже. The Kingfish have recovered and reached. Они даже не пытаются уже заходить, им похуй уже.
сука. Бля, вечно я играю с какими-то амебными существами, которые, блядь, сдаются быстро, нахуй. Что в Overwatch, что вот здесь, бля. В любой командной игре у меня какие-то, блядь, бесхребетные твари в тиммейтах. Special delivery. The Shock and Awe are back on the scene. Our contestants keep pressing forward in this match. A really impressive effort in the arena. Ah, the old press forward instead of retreat strategy. Textbook Scotty, textbook. The Kingfish might be on their way to a small pond. They're in danger of being eliminated from the tournament. Как же это ебано. Квалифицировались, главное, на полуфинал. И тиммейты просто говноеды. Бля, The Kingfish are орбитальный respawning. лазер. Да They как будто они need to что-то quickly изменят. rush to shore again. The Overdogs are indeed playing like a dog with a bone. 2 cash outs in a row. Danger, the Kingfish are currently at risk of being eliminated. Our state-of-the-art laser is now active and will punish any contestants who are standing still. Chop, chop. The Kingfish have been rattled. Team wiped. They're definitely a fish out of water. Какая боль! Какая боль! Игра-то норм, но все от игроков зависит здесь. Будешь ты ловить кайф или нет. Особенно все от тиммейтов. The Kingfish are back in the arena, folks. Типа даже не в том, что они будут хорошо играть или плохо, а именно в том, что они могут просто как, хер знает кто, взять и ливнуть нахуй из игры. Contestant is trying to steer clear of a team wipe. И тогда ты уже нихуя не сделаешь. Просто ты, бесполезно будешь один бегать. Into the last 30 seconds of the match. Нет, на удивление мало. Frag out. Frag grenade out. The Overdogs are the team to chase down as we head into the final round. Joining them are the Boundless. They have momentum, but can Не, игра, блин, вот хорошая. team clash? Но сука, блядь, почему нахуй? Ты должна лагать, блядь. Ну почему нахуй? Не можешь ты просто быть, сука, блядь, нормальный рабочий, блядь. Нет же, надо, блядь, все равно, нахуй, обосраться, блядь, в чем-то, нахуй. Вечно с каждой, блядь, игрой, нахуй. Просто, блядь, это вымораживать и безумно просто. Какого хуя, нахуй? Бля, просто не могут, нахуй, быть нормальной игрой. Обязательно надо обосраться. Обязательно. Так. Вот интересно, из-за чего конкретно она может тормозить?
вообще непонятно. Из-за инета, возможно. Может быть. Так, ладно. Да все основное время эта игра-то гладко идет, но, блядь, в каких-то непонятных моментах она начинает лагать просто не... Мне кажется, какие-то конкретные эффекты. Ретрос? Окей. Nighttime in the arena brings reduced visibility, but I'm sure our contestants will light up the place. Our arena isn't all it's quacked up to be this round. Talk about a bit of bad duck for our contestants. Our teams have now formally introduced themselves as we've got our first elimination of the match. We've got some trigger-happy contestants out there today. Love it. The Retros are eyeing the contents of Vault 2. Surprise. Outnumbered, but not outplayed. The Overdog's last contestant is showing great resilience out there. A bit of virtual catastrophe for the Retros. Team 1. А чё за хрень? Так. Коробочка как будто кто-то... Угу. Так. The Retros have recovered and respawned. Ну, спасибо. Блядь, игра. The Kingfish are all fired up. They've started our first cash out. Let's get airborne. The Boundless are being pushed to their limits. Only one of them remains in the arena. What a gas! Gas mindset. Deploying the surprise. Jump pad ready. Это оружие вообще, блядь, способно убивать. Оно типа, блядь, для пацифистов, нахуй. Бля, вот такая игра, пиздатая, видите, да, четкая, бля.
Ебать, я кайфую нахуй. Классно, блин. Блин, вот бы чаще такие неоптимизированные, бля, классные игры выходили. Блин, черт, классно. Ё-моё, блин, знаете, мне нравится, вообще охуенно. Кайфую, блядь. Блядь. What a way to open the match. The Kingfish land the first cash out. Approach Vault 1. Halftime, the tension is rising by the minute. Да ёбаный в рот. Ouch, the Kingfish suffered a wipeout. The Retros are over at Vault 1 to check what's inside. О, блядь, игра, нахуй, блядь, что, сука, блядь, что нахуй тебе надо, блядь? Что тебя ебет, нахуй, тварь ебаная, блядь? Может это вот говно ебет, я не понимаю, нахуй. Enemy spotted up there. Ебучий случай, сука. Арканунг активировал награду за 1000. Хорошо, все, не ругаюсь, постараюсь. A cash out. Вспомню все культурные слова, которые я знаю. Gas mine time. Sonar grenade out. The Retros would like to throw back to a time when they had more presence in the arena. Only one contestant left. Понимаю. A cash box is now ripe for the taking, as the Boundless have started a cash out. Drop the mine. Gas mine drop. The Kingfish will need to come back from that wipeout. Let's get airborne. What a gas! Да, блин, вообще кайфую, блин, охеренно. Видели, блин, как это было? I just got word from our producers that we're about to launch an event. Our contestants better buckle up. Our contestants better not drift off. Дурка пизда вообще. Так, извиняюсь. Я не ругаюсь. Over here! Break out those disco dance moves. It's a cash out for the Retros. The Retros are out on top. Impressive steal by the Kingfish. Will there be consequences? An awkward moment for the Kingfish. Team wiped. Всю команду! I wonder if we'll see any tactical changes. Еще одного челика Remember, could turn отравил. around. Дети говорят на русском, да? Говорят. И моих тиммейтов. Классно, да. The Boundless complete a cash out. There's no limit to what they can achieve now. The Boundless pull ahead. Majestic move from the Kingfish opening Vault 4. Нам сейчас главное продержаться. Выжить 10 секунд. Jump pad deployed.
Не боишься, что они научатся материться? Нет, они не матерятся. full of delightful destruction. Congratulations to Просто надо популярно объяснить человеку потом то, что вот так вот говорить нельзя и тому прочее. Все. И как бы то ни было, все равно, типа, дети с этим встретятся, начнут ругаться, как бы то ни было. Все равно начнут. Но просто их надо научить к месту применять этот мат, если уж на то пошло. А не так, чтобы вот просто... Ну, какое-то словоблудие было. О, боже мой. Ты в прошлом году перестал материться? Хорошо. Как же я рад этому. Так, окей. Хорошо. Как говорится, не все потеряно, получается. Монако 2014. Окей. Так. Хорошо, Кифрин, хорошо. now the boundless, the shock and awe, the powerhouses, and finally the retros. Ну давай, Watch погнали. closely, folks. They're ready. Let's go. Так. Ага. Scotty, our contestants will literally have to weather the storm in the arena this match. Well, what do you know? The arena has rendered perfectly for this match. Not a scratch on it. Let's see. О, The powerhouses are busy tapping into Vault 1. The retros are trying to kick it old school at Vault 2. Here we go, Scotty. The teams are getting to know each other out there. And by that I mean we have our first elimination. блин, офигенно. Не, классно. Блин, честно. Блин, классно. Знаете, вот прям, ну, вообще. Ух! Ну, я просто стараюсь, ну, не это, не ругаться там, не это. Понимаешь, просто выдыхать там, знаешь, ну, дыхательные упражнения просто. Я не хочу, ну, заорать как человек, которому отрубило ногу или что-то в этом роде, знаешь. Но я вот прям чувствую ментальную боль, такую, знаешь, прям... Вот прям, ну, психический урон получаю, типа, чисто emotional damage, нереальный просто. The Boundless have started a cash out. The Boundless have taken the lead for now. The Boundless will need to reboot. Team wiped. Get in a bind now, Scotty. Let's see whether the last member of the retro
Shock and Awe denied a cash out. А, The Boundless have respawned. Вот просто классно, блин, вообще. Это вот прям челлендж какой-то, в сечете, блин, это оно. Прям вообще кайфово. Типа, я должен победить игру, когда тормозит все вокруг. А смысл вообще никакого с автоматом, потому что он, ну... Игра тормозит. Просто рандомно His first cash out. тормозит. Рандомно. Или во время файтов там что-то, блядь, происходит в игре, я вообще не понимаю. Извиняюсь за мат. Jump pad here. Но это просто не описать словами как... The Boundless are re-entering the arena. The powerhouses muscle in. They're unlocking Vault 3. Классно просто. Кайфую, блин, вообще. Почаще бы такие игры играть. Блин, прикольно вообще. Не пинг, но... О, наверное. All just cashed out. Вообще, наверное, не знаю. Классно. Who will get to the new vault first? As usual, lots of action and destruction awaits as we enter the second half of the match. Sturdy stuff out there. The powerhouses have started a cash out. The Shock and Awe are looking to see Да. Уф, бодрит-то как хорошо. Визард рептилоид смерч активировал награду за 5000, написал Лин. Сейчас включу. the Boundless have been rattled. Viewers Ух, классно. Ух, четко, весело. Кайфую. А мы с тобой кайфуем. The Shock and Awe are holding the higher ground now. Да.
Обожаю слайд-шоу. Найс. Проиграли. Люблю проигрывать. Найс. Классно. Знаете, как приятно проиграть от независящих от тебя обстоятельств? Просто потому что у тебя что-то лагает. Ну, просто. Классно. Всегда бы так играл. Знаете, хочется еще. Сейчас, давайте запущим еще. Не до конца кайфанул, мне кажется. Вот только, мне кажется, тут сначала надо вот... Вот же. Вот же, да? Да, вот он. Вот оно. Хорошо. Теперь, возможно, действительно по кайфу все будет. Пойду пасу. Да, мне РТК. Не-не-не. У РТК должен быть хороший этот. Хороший пинг. Let's go.哎，我怎么又是手枪呀？哦。网有人。你要换，你要把那个默认的换掉才行。Relax, relax, go, go. You already screaming like pregnant woman. 啊？说啥？ Pregnant woman. Woman with baby in stomach. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Прикольные пацаны, походу. Come on. Shit. Oh, so hard, so hard. Too many, too many, too many. Hey! Behind you! Got him, got him, oh! Да. Ну, пока, кстати, не... На удивление не лагало. Let's get it back. Yeah, it's okay, no problem. We can go A. I think A is good place. Defend. A is so difficult. Yeah. Let's go, let's go, let's go.我操 RPG！ Да.
Nice. Yeah, yeah. Here. Ah! Here. Oh no. A little. А, не, хер там плавал, блин. Хер там плавал вместе со спермой. Но как будто все равно меньше лагает. Here. Easy money. Easy. Okay, let's go get the next. No. It's okay, A go. little. Oh, let's go. Number. Sorry. Oh. А так играть намного приятнее, да? I lie up the. Даже компания друзей. Nice job, guys, yes. Very good play. Oh, let's. Two flow. Second floor. Когда дополнительный кадр. Звучит классно. It's okay. We can steal the money. Yes. Eh? Oh, okay. What the fuck? And after this, go see. Okay. Let's go. Задумка игры наоборот хорошая, Got you. а реализация наоборот. Так себе в техническом плане. Thank you. Be careful. Come back. 있어. 나왔어. 아유.
По-разному. В 6:50 бывает. Oh my god. В 10. Let's go, let's go. It's Stoney. Woo. Oh, Спасибо, игра. Классно. Ну, second floor, second floor. ревайв. Дефибриллятор. Go, 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 go. Ясно. Hey. 啊，被偷了！操！完了， Да, ты молодец. Большой молодец. Твои родители, наверное, тобой гордятся. О, низкая гравитация. Самая оптимальная 7 утра. А и при этом во сколько ложиться спать надо? Ученые. Бразильский фон. Тунка-пук. Так же я с ума сойду.
Так. Let's go, let's go. Класс. Ладно, я успокоился. Fired up. They've started our first cash out. Я спокоен, как удав. Cash out underway thanks to the steamrollers. The cash out station has been robbed by the Vogues. Одна пуля. Не, слушайте, реально помогло это видео. Спасибо, Машу. От души. Need to come back from that wipeout. That's what I call an alternating current. Окей. The overdogs have respawned. Let's see how they bounce back. Deploying a surprise. Just one member still standing for the live wires. They'll need to keep a cool head. Complete team wipe for the live wires. Quick reminder for our audience that a complete team wipe matches. Gas line drop. Четко. Scene. What a way to open the match. The Vogues land the first cash out. That's a cash out by the steamrollers. The steamrollers are Jump down here. The overdogs will need to try again. Team wipe. All eyes are on the live wire's last contestant. This could be a chance for them to get on our highlight reel. Things are heating up
the Steamrollers. Cash out set in motion by the Steamroller. Watch out! Over there! Moving to cash out station C. Jump pad here. The Overdogs just jump-started a cash out. For the Overdogs. Let's see whether any contestants go after a team wipe here. Lots of cold hard cash. Gas like full. A long-awaited return to the arena for the Overdogs. It's event time. I hope our contestants are ready for a surprise out there. This is a bad spot. The Steamroller's final member needs to keep a cool head. Things are about to get out of this world. UFOs are hovering above our contestants and shooting down on them. The Overdogs might prove to be the runt of the litter this round. They're in danger of being eliminated. Нормально. From the tournament. The Overdogs will need to reboot. Team wiped. The Vogues Так, have been хорошо, rewarded with хорошо. cash out. A new vault just appeared. Let's see who grabs that cash. The Overdogs have returned to the arena. Ta-da! That's how you play. The live wire's cashed out. A new vault in the arena. The ultimate omen of mayhem here at the finals. Да, ребята. Only a minute on the clock now. The Overdogs are off their leash. They're opening a vault. Thank you. The Steamrollers are back in play. Drilling into a vault, it's the Steamrollers. With only 30 seconds to go, our contestants are still bringing the action. Jump pad ready. 10 seconds left. That's the buzzer. Fantastic performance from all involved. The Vogues won with Окей. style and are strutting directly to the next round. Other teams will need to crush Нормально. their swagger in the upcoming match. Не так по-ублюдски тормозило, как в прошлые разы. По крайней мере. Окей.
Уху-ху-ху. Короче, давайте так. Дойду до финалов, выиграю. Можно смело удалять игру. Типа я ее прошел, короче. И больше никогда на нее не зайду. За Day Before я, кстати, тоже проходил. Я им принес азбуку, акварель и калькулятор. 3 рации еще. Набор сантехники. Ну, в общем, там нормально. Я победил игру там. Все квесты выполнил, грубо говоря. Потому что один квест, если ты выполнил, то считай, ты выполнил все квесты. Потому что там один тип A sunny day with квестов. normal visibility greets our contestants, giving them a golden opportunity to leave an unforgettable impression. We've got our standard default arena lined up today, Oh. folks. But I'm pretty sure we'll see some exceptional action from the teams today. The live wires are powering through opening Vault 1. The powerhouses are flexing at Vault 2. And with that encounter, we've got our first elimination. I hope the viewers at home are ready for a wild ride. It's all connecting now for the live wires. They've started the match's first cash out. A team-wide mishap for the Boundless. Jump pad ready. A Прикольно. long-awaited return to the arena for the Boundless. Песчаная буря в Лас-Вегасе. The Vogues have started a cash out, hoping to end this match with a tidy profit. Vogues are facing some hardship as the most courageous contestant left. Ух! Какие новогодние ПК игры я знаю? Ну, Макс Пейн, Great steal. Бэтмен, Арkham Сити. Ouch! The powerhouses suffered a wipeout. Our teams need to keep it tight out there. In this tournament match, a team wipe will cost them cash. Что еще было? The powerhouses have respawned. The live wires are playing for keeps. They've snagged the match's first cash out. The Vogues are in trouble. Can their last member keep them from wiping? The powerhouses are opening Vault 3. По-моему, позапрошлом году у нас тематические месяца были под конец года. Типа месяц новогодних игр, месяц хоррор игр. И в новогодних Bingo! Cash out nabbed by the Boundless. Оверлорда, по-моему, проходили. Оверлорда, по-моему, второго, что ли. Closer to victory. Там довольно-таки новогоднее было. Архам Сити не прошли до конца, по-моему, или прошли, я не помню. Unattended for too long. Но там Cash out очень новогодняя атмосфера в Бэтмене. Jump pad here.
Спасибо. Ну я вот типа из фильмов Гарри Поттер, Властелин колец, Звездные войны, а из игр, кажется, я хз. Ну, в играх так-то посложнее, конечно. Играм иногда бывает достаточно просто снега, и она уже будет новогодней. Или просто она выходившая там под Новый год, поэтому многим типа в одно время она будет вызывать именно ощущение Нового года, потому что ну, была, не знаю, подарком на Новый год, или просто играли под Новый год эту игру. On the live wires is still out there. I used to thrive in those situations, June. The powerhouses are back in action. Great move there by the Vogues, stealing that cash out. Remember, that's illegal in many jurisdictions, but not here. Setting a line. What a gas! Jump pad deployed! The Boundless are initiating a cash out. The powerhouses will need to try again. Team wiped. Найс. Pep, pep. Cash Бля, плохо. Sprint to cash out deep. А-а-а! Надо у чата ГПТ спросить. Ха. just what the doctor А у меня к нему доступа нет, потому что я уже The powerhouses are back on the scene. здесь, в России. Эх, нам нельзя. Powerhouse. Спасибо. Классно ты меня убил. Умно, причем так. Гранату кинул. Trouble right now. They'll need to up their game if they want to get to the next round. Danger down there! The Vogues are back. Team respawned. We have an event coming up in the arena, and our contestants will probably need to approach things a bit differently out there. Ну да, я уже говорил, что Бэтмен. Team wipe on the live wires. They're down to just one contestant. Да. Здравствуй. Классно. Блин, обожаю анимешников. Видели, какой он молодец, меня мечом убил? Классный чел. Блин, встретил бы я ему, руку пожал, скорее всего. Типа, ничего себе! Я с мечом, точнее, я с автоматом, а ты с мечом был? Смелый какой. Ты очень смелый, я хотел бы сказать. Я ему прям руку пожал бы. Блин, классный братан. Четкий просто. Orbital Lasers event is still active, so our contestants need to keep moving to avoid going out like a light. The powerhouses will need to come back from that wipeout. С ножа Эй сделал, ничего себе. Great move there by the live wires, stealing that cash out. Ah, that was so well played.
Time is running out. Only 30 seconds on the clock. A calculated play from the powerhouses. Good steal. Aggressive and impressive. Seconds. Boundless are the team to beat as we catapult into the final round. And also parading into our upcoming two-team clash, we've got the Vogues. They'll try to protect us. Финал, финал, финал. Финал. Наконец-то. Наконец-то финал. Ребята, финал. Надо набрать всего лишь 20 тысяч. Это будет тяжко. Okay, folks, it's the big show. It's what we've all been waiting for. It's the final round. Now, the Boundless versus the Vogues. And they are off. Погнали. Плохой матч. Новая глава таких там. Scotty. Что? Чего? Так оно же вообще настолько кончилось, что, ну, Of course, I don't need a reminder as I've played many final rounds as a former contestant. There it is, our first elimination of the match. с детства Леви. Folks, Frag out. Special delivery. This'll burn. the Vogues will need to reboot. Team wiped. I hope they aren't planning on making this a trend. The Boundless bound into action, unlocking Vault 1. Jump pad here. The Vogues are back in action. А ничего, что я давно уже на земле, типа. Реально, да. Реально. Ова. Ну, я немного не понимаю, зачем им это делать. Типа, ну, я в этом смысла вообще не вижу. Ahead as the Boundless have started a cash. Зачем это смотреть? Если история закончена уже. Ну, типа, тебе известно, чем кончится все и так далее. В чем point?
Я не посмотрел последние 2 фильма, не хочется разочаровываться. Бабки, ну да. Постоянно внутри стены. Не, ну они, конечно, прям мрази запотели. The Vogues are back and ready to avenge that team wipe. Let's get airborne. Vogues are playing for keeps. They've snagged the match's first cash out. A team wipe mishap for the Vogues. Out of season. They've been wiped out. Не, надо эту игру удалять. The Vogues have respawned. Какой нахуй смысл в него играть, если, блядь, я не могу в него играть? Ну просто, блядь. Логично? Логично. The battle is tapping into Vault 2. Видосик посмотрим. Можно. Cash out set in motion by the Boundless. Cash out fee. Explosive mine plate. Drop the mine. Planting a mine. Я даже не буду спрашивать, чем эти два занимаются просто. All out of time. Unbelievable determination from the competitor.
Не, блин, я уж лучше PUBG поиграю, реально, я хуй знает. Пиздец. Это было очень тяжело. In the Gobi Desert in Mongolia, Chinese tourists were shocked when their hair stood on end. This phenomenon is an indicator that lightning will strike within the next 2 minutes, suggesting it's vital to vacate the area swiftly. This reaction happens due to strong electrostatic discharges and air ionization during a storm. When hair is electrically charged, strands repel and stand on end. In another intriguing instance of nature's warnings, the Hubei province in China witnessed a unique weather anomaly, clouds resembling udders. These cellular or pouch-shaped clouds are rare, especially in tropical regions. They're often linked to the onset of tropical cyclones. Nature's signals aren't limited to warnings, however. Trees can intriguingly burn from the inside, making the fire hard to detect. Lightning strikes are the common culprits behind these internal tree fires. As a result, a tree can silently burn for days, making forest fires particularly challenging to control. In the Gobi Desert in Mongolia, Chinese tourists Нахуй иди, сам туда же. Привет, Итрок. Ох. Давай. Всем здоров. Почувствуйте себя старыми. В 2018 году компания Nvidia представила свету новые видеокарты на свежей архитектуре Turing. Че, как идет похудение? Ну так, нормально. При этом название линейки видеокарт сменилось с Page на Cache, GTX на RTX. И сделано это было не случайно. Ведь название RTX плотно ассоциируется с представленным тогда же аппаратным ускорением технологии трассировки лучей, или рейтрейсингом, или сокращенно RT. Короче, чуваки, RTX стукнуло уже 5 лет, вы представляете? 5 лет прошло, а люди все еще хейтят эту технологию, вообще не представляя, для чего она нужна и что делает с этим вашим графоном. При этом разные блогеры и обзорщики до сих пор поливают почему-то лично Хуанга грязью за то, что он продает нам якобы фейковые технологии, о боже, отжирающие FPS, как, собственно, и любая другая графическая настройка. Но таких людей понять можно, ведь видосы с заголовками типа «RTX это обман» или «Трассировка лучей не нужна» намного более кликабельны. При этом содержание почти всех таких роликов — это притянутые за уши теории заговора или наглая ложь от нерадивых
разбирающихся в вопросе людей. И потому я решил привнести щепотку справедливости в этот несправедливый мир и максимально доступным языком, на максимально понятных примерах показать, для чего нужна трассировка лучей в играх и что она с этими самыми играми делает. А то, кажется, у некоторых с этим большие проблемы. Закрадывается подозрение, что разрабы специально использовали грязный прием цветофильтра, чтобы привлечь людей выбирать RTX. Только мы не будем косплеить упоротых графодрочеров и специально выискивать какие-то особые тени от особых предметов, которых раньше не было, или они были неправильные, а теперь все по фэншую. И в данном случае разработчики пошли куда более простым путем. Они убили тени, чтобы кое-как их восстановить с помощью RTX. И обязательно лужица для того, чтобы RTX было тяжело обосраться. Здесь вы точно найдете все преимущества трассировки пути, ну или не найдете. Ноутбук, кто-нибудь снимает обзор, еще какое-нибудь говно, и там всегда начинается вылизывание RTX. Блядь, просто какая красивая, блядь, становится игра, когда ты это включаешь. Как же охуенно все выглядит. Поверьте, все выключают эту хуйню, у кого она есть, все, блядь. На бумаге автоматическая генерация света звучит замечательно, но на практике оказалось, что расстановка классического света именно ручками все-таки работает лучше. Так намного более качественно создается Телевизор атмосфера. в телевизоре. Это еще почему трассировка маркетинговый кал. Первым делом определимся с понятиями, ёпта. Трассировка лучей как метод построения изображения был придуман не в 2018 году и не компанией NVIDIA, а группой исследователей компьютерной графики еще в 1960-х годах. И главной задачей при создании этого алгоритма было придать ему физический смысл, основанный на знаниях в области реальной оптики и поведения лучей света. А это значит, что трассировка лучей изначально предназначена для построения максимально достоверного и реалистичного изображения с учетом всех особенностей поведения света. Однако просчет поведения миллионов лучей в сцене задача не очень-то простая даже для современных видеокарт. А представьте, какое компьютерное железо было, скажем, 30 лет назад, когда только начали выходить самые ранние трехмерные игры. Рендеринг нескольких секунд 3D-сцен с помощью трассировки лучей порой мог занимать недели, что еще оправдано при производстве кино. Но вот для игроков проходить сюжетку очередной игры, работающей со скоростью 2 кадра в день, хоть и реалистичных, как-то не очень круто. Поэтому для того, чтобы рисовать графику быстро, в реальном времени, в компьютерных играх уже более 30 лет используется метод растеризации, суть которого заключается в том, чтобы просто закрасить трехмерный полигон пикселями на экране монитора. И все. Вообще не парясь, какой у него должен быть цвет или яркость, исходя там из каких-нибудь физических свойств света. Нет. Просто сделать треугольники квадратиками. Благодаря этому растеризацией можно делать не один реалистичный кадр в час, а, скажем, 60 за секунду, но намного более простых. Именно по этой причине рендеринг графики с помощью трассировки лучей во всех презентациях и роликах противопоставляется именно методу растеризации, которая изначально даже не задумывалась для создания реалистичных изображений. Для этого позже изобрели всевозможные шейдеры, которые программируются руками программистов для имитации различных визуальных эффектов. А как раз таки трассировка лучей, за исключением некоторых нюансов, просчитывает все честно. Например, в первой презентации NVIDIA показ технологии трассировки лучей проходил в 5-й батле. И несмотря на то, что от показанного там мылища просто лютейшего у людей из глаз фонтаном била кровь, там все-таки еще демонстрировали очень важную вещь, а именно отражение. Потому как это самый показательный пример работы рейтрейсинга. В растеризации отражение сделать не так-то просто, потому как мы не можем отследить прохождение луча через сцену и узнать, от чего он отразился, сколько потерял энергии. В растеризации никаких лучей просто не существует. Поэтому в играх последние лет эдак 1000 вместо нормальных отражений тупо вешают статичную заглушку в виде кубической карты. Это по сути панорама окружающей местности в виде текстуры, наложенной на куб, для сохранения правильной геометрической перспективы. И так как эта текстура, она абсолютно статична и не отражает никакой актуальной информации о сцене, типа движущихся или меняющихся объектов. Вот, например, в игре Assassin's Creed Syndicate в стеклах зданий есть отражение с помощью кубических карт. И мало того, что они похожи на мыльную блевотину, но и, как я говорил, не отражают ни главного героя, ни пешеходов, ни стоящую позади карету с лошадью, потому что это просто текстура. И я даже больше скажу. В Ассасине кубические карты сделаны еще нормально. Хоть они и выглядят как мир глазами астигматиков, но в каком-то виде окружающий мир все-таки представляют. Можно разглядеть примерные очертания зданий и некоторых объектов в округе, а вот что за астрал порой отражается в других играх, понять бывает
очень сложно. Но нажимая волшебную кнопочку под названием «Трассировка лучей», например, в игре Control, отражения становятся четкие и реалистичные. Можно увидеть отражение главного героя, NPC-шников и вообще чего угодно в реальном времени. Любое изменение сцены сразу же отобразится на каждой отражающей поверхности в игре, будь то большое окно или маленькое стеклышко. Конечно, динамические отражения в растеризации тоже можно даже делать, как-то но только Control для поиграть самых захотелось. важных объектов в кадре. Например, на машинах в гоночных симуляторах. К примеру, в Need for Speed, простите за слово симулятор, мы видим отражение разных объектов на кузове в реальном времени. И для этого применяются динамические кубические карты, панорамные текстуры которых не статичны, а обновляются каждый кадр в соответствии с окружением, что серьезно садит производительность, между прочим, потому и применяется к избранным объектам. Однако при использовании даже динамических кубических карт мы не сможем видеть одну важную вещь, а именно самоотражение машины. То есть боковые стекла, спойлеры, антенны и прочие вещи не будут отражаться на самом кузове автомобиля. А вот в Forza Horizon 5, например, где можно включить трассировку лучей, элементы машины уже самоотражаются. Те же самые боковые стекла, спойлеры и воздухозаборники, что сильно улучшает внешний вид автомобилей. Прикольно. Особенно при сложной геометрии кузова со множеством выступающих частей. Как вы понимаете, в этом и есть проблема растеризации. Если отражающих поверхностей немного, как машины в гонках, можно использовать динамические кубические карты и сохранять Через зрачок динамическую увидеть реальное кадр. отражение? А если Нихера очень себе. много, типа стекол зданий в Ассасине, Вау. то как ни крути, приходится вешать статичные заглушки. Блин, ребята, в виде все решено, обычных короче, вообще кубических. максимально Такое положение дел чилим. в играх сохранялось Всё. довольно долго, пока не В рот придумали я название шатал отражения эти в пространстве экрана, или SSR. соревновательные игры. Графики года эдак с 2013-го. Реально. Как SSR и позволяют отражать динамические объекты и Я создавать как раз давно так не самоотражение охуевал, объектов как на сегодня, машинах, вот и реально. делать это для всех отражающих поверхностей разом. Но у этого алгоритма есть один Border 2 нет малюсенький RTX. нюанс. Он отражает только объекты, находящиеся в прямой видимости. Возьмем, к примеру, игру Warframe, где есть SSR отражение. Вот впереди у нас отражается какое-то дерево. Да, Всё красиво. Finals Но стоит опустить камеру вниз так, чтобы дерево тормозит оказалось вне вообще видимости, как и по отражение непонятным тоже причинам. пропадает. Такова Ну, особенность то этого ли алгоритма. интернет, Из-за этого то ли следует что, куча косяков. то ли, Вот блядь, мы из-за того, что я просто в поднимаемся по Якутске ступенькам. живу, Так из-за как они этого. заслоняют двери впереди, Но в SSR него как будто алгоритм вообще невозможно постепенно играть. дорисовывает их по мере Бегу, появления бегу, на бегу. экране. Но даже так делает это криво, Слайд-шоу. создавая кучу Бегу, 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 ошибок. бегу. А часто бывает и полный трэш, Слайд-шоу. когда Блядь, SSR просто ёпта! тупо выдает, вдумайтесь, кусок отсутствующего отражения в виде, Слов силуэта нет, чистые персонажа, эмоции потому просто. что его моделька просто заслоняет часть геометрии, делая ее невидимой для алгоритма. И все это приводит к сильной нестабильности изображения везде, где SSR-отражение используется. А это подавляющее Наверно. большинство видеоигр. А теперь перейдем Наверно. от хромового Warframe с SSR-отражениями к Spider-Man Remastered с трассировкой. Завтра лучей. начну делать Опуская видео камеру по вниз, The Day Before. отражения никуда не пропадают и выглядят абсолютно корректно. Вместо непонятной размазни видим четкие отражения всей локации на полу. Ламп, потолка, соседнего офиса и даже самого Человека-паука. Нет, я понимаю, что здесь все полы специально намылены. Хуанг лично приставил ствол к виску художника по текстурам. Разумеется, чтобы RTX было тяжелее обосраться. Но даже таким образом видно, что трассировка лучей сильно улучшает стабильность изображения, избавляя нас от исчезающих и мерцающих отражений в сцене. Причем очень важно, что трассировку отражений нужно не на шакальных JPG сравнивать, а желательно камерой покрутить и увидеть, что алгоритмы растеризации совершенно не справляются. Как на еще одном примере воды в Киберпанке, где разница между включенной и выключенной трассировкой просто небо и земля, когда начинаешь двигать камерой. Хотя вы не понимаете. Такие, как я, просто тупые. Облученные. И что по итогу меняется, знаете, ну, правда, не так уж и много. Ведь на самом деле нас все это время обманывали. И трассировка лучей в играх была уже очень давно. Во многих старых проектах, например, в каком-нибудь Fear, вышедшем аж в 2005 году, Да. про который я сам же ролик снимал, Я там были помню. крутейшие Так и отражения было. в лужах, где была видна и вся геометрия, и динамические объекты, и ничего там не исчезало, и все было нормально. А теперь, видите ли, нам какие-то RTX-карты для этого нужны.
Да, действительно, эта технология называется планарные отражения. Это не рейтрейсинг, а просто еще одна игровая камера, рендерящая кадр с другого ракурса, и полученное изображение с которой накладывается на плоскость. Вот она Но фишка так в том, что называется, планарные планарное отражения, отражение. во-первых, и работают только на плоской геометрии, и во-вторых, что самое важное, только там, где дополнительную камеру разместил разработчик. А это значит, что все отражения, которые видно с помощью планарок в том же самом FEAR, делались вручную для каждой лужи, как и во всех остальных проектах, где используется ну эта это технология, ебатория, в то время конечно. как отражение с рейтрейсингом универсальны, потому как лучи взаимодействуют со всеми объектами в сцене. Отражение всей локации видно в любых лужах и вообще любых отражающих поверхностях. Причем они отражаются правильно и без искажений, чего растеризации добиться практически невозможно. Как вам, к примеру, отражение сцены в глазу главной героини, или в линзе камеры наблюдения, или вообще безумие. Отражение камере всей даже. локации в мельчайших бусинках от пишущей ручки. Над таким ни один разработчик запариваться не будет, чтобы сделать растеризацию. В бусинках на ручке. Ебать. Охуеть можно. Мне кажется, или в The Day Before дохуя планарного говна, ну точнее не планарного, а просто вот это вот, как он растеризации. Там так дохуя растеризации, по-моему, в The Day Before. И она просто, вот из-за нее игра тормозит. Так же. Пиздец. А вот с трассировкой лучей, пожалуйста, это работает исходя из самой сути этой технологии. Как вы понимаете, ни один из перечисленных методов растеризации, даже в комбинации с другими, не способен сделать такие отражения, как это делается трассировкой лучей. То у нас статика, то отсутствие самоотражений, то недостающие куски в отражениях и прочие откровенно некрасивые вещи. Конечно, теми методами, что я назвал, растеризация не ограничивается, но понял. это самый мейнстрим в графике. Кубические карты плюс SSR, ну и иногда планарки еще. Нет, есть, конечно, экзотические алгоритмы, работающие в полутора играх, как, например, Voxel Cone Sign Distance Field Reflections. Звучит страшно, правда? Но такие графические технологии, как эта, разрабатываются и используются чуть ли не на голом энтузиазме, при этом все равно имеют кучу ограничений по сравнению с трассировкой. И ладно еще отражение. Преимущество трассировки лучей над растеризацией в этом аспекте отрицают лишь самые невменяемые. Но еще один аспект графики, не самый показательный, но наиболее Вот эту игру важный, поиграть бы тоже. Реквием. конечно же, освещение. Это не всегда самая заметная область изменений при включении рейтрейсинга, ибо за столько лет развития растеризации игровые разработчики и художники научились делать его весьма естественным и реалистичным. К примеру, Uncharted 4, Чуть-чуть, но не полностью. вышедший аж в 2016 Там какая-то другая параллельная игра выходила, и я как-то на нее переключился. году, за 2 года до презентации карт RTX, до сих пор является одним из лучших примеров реалистичного освещения. Рассеянные мягкие тени от объектов, переотражение света от поверхностей, цветовые рефлексы. В общем, красота. А теперь, дорогие зрители, давайте сыграем в игру. Кто хочет стать графодрочером? Внимание, вопрос. Используется ли в Uncharted 4 трассировка лучей? Вариант Нет. Нет. ответа. А. Да. Б. Yes. С. We. Д. С. Конечно, нет. В чем же подвох, думаете вы? Дело в том, что для создания качественного освещения уже лет 20 используют технологию карт освещения или лайтмэппинга, которая представляет Да. собой статичную текстуру освещения, наложенную на игровой уровень. Делается это для того, чтобы просчитывать как можно меньше света в реальном времени, Ебать, но как можно дрочь, больше а. подготовить Смотри. все заранее, чтобы лишнее можно меньше Бля, света просто наложить. посмотрите на эту хуйню, блядь. Пиздец.
пиздец дрочь же, на блин. игровой уровень. Делается это для того, чтобы просчитывать как можно меньше света в реальном времени, но как можно больше подготовить Да, всё я в заранее, ахуе, чтобы лишний реально. раз не грузить видеокарту сложными расчетами. Применение технологии карт освещения можно увидеть еще в Max Payne 2001 года выпуска с качественными тенями и светом. И в 2016 году в Uncharted 4 эта технология используется просто мастерски, показывая нереально крутое качество света. Но сюрприз-сюрприз, карта освещения делается трассировкой лучей. То есть весь свет в сцене сначала просчитывается рейтрейсингом, а затем сохраняется в текстуру, которая и накладывается на объекты локации. Погоди, тогда получается они... Хитро, хитро. Как же не нужен этот рейтрейсинг ваш? Прям ужас как не нужен. Однако, как и в случае с кубическими картами, такая текстура статична. Если передвинуть объекты, то тени и свет от них никак не поменяются, потому что они... Но это запекают, потом вставляют. Но это очень прикольная тема для оптимизации в натуре. Вот это вот говно, я вот говорил, им стоило такую типа сделать. А по-моему, она есть. Вот такая, ну, такая тема в The Day Before. Там, по-моему, есть вот динамическая карта освещения. Динамическая. То есть они сделали то же самое, но с записанным, ну, типа, всей этой херней. То есть там же вот происходит смена дня и ночи. Вот там вот они как раз вот, типа, записали, как рейтрейсингом, там, например, ну, освещение туда-сюда бегает. Но они сделали это как-то, ну, хуёво, по-моему, все равно. Ну, это смотри, какая версия 5-го Unreal. Они заранее просчитаны. Что мы и видим в Uncharted, когда шкаф с Сэмом передвинули, а тень от него осталась на прежнем месте. И именно по этой причине в большинстве игр объекты до сих пор прибиты к полу, потому как стоит что-то в сцене поменять, как весь кропотливо вычисленный свет сразу поломается. В этом и есть проблема карт освещения. Благодаря им можно, что называется, запекать невероятно реалистичное освещение. Просто этот ваш RTX может сделать то же самое в реальном времени. Но это ладно. Здесь для конечного пользователя разница все еще не столь очевидна. Отказ от использования рудиментарных карт освещения – это больше для разработчиков. Но если со статикой в растеризации еще научились как-то работать, то вот правильно осветить динамические объекты задачка уже куда сложнее, даже для Uncharted. Гляньте, насколько неестественно светлыми выглядят объекты, с которыми можно взаимодействовать. Свет на динамические объекты ложится неправильно, они выглядят слишком светлыми, выбиваясь из окружения. А все потому, что методы освещения, работающие в реальном времени, одновременно менее точные и при этом более ресурсоемкие, чем статичные карты освещения. И разных алгоритмов создания реалистичного динамического освещения в растеризации целый зоопарк. Где-то воксели используют, где-то зонды освещения, где-то серфили или прибегают к полям расстояний. И, как вы понимаете, каждый из этих алгоритмов эффективен в одном аспекте освещения, но плох в другом. При этом у всех из них есть общие проблемы. Например, вот это довольно частая картина в играх с растеризацией. Из-за недостаточного разрешения карт освещения в Bioshock Infinite видны вот такие пиксели. В некоторых играх, таких как Batman Arkham Origins, это вообще норма, там даже не запаривались. Постоянно в играх встречаются и такие вещи, как просачивание света, когда из-за низкой точности алгоритмов он просвечивает сквозь геометрию. Видите, свет проходит через двери, как будто ее вообще нету, потому что это динамический объект. И ладно еще Uncharted. Совершенно линейная и коридорная игра, вылизанная насколько это возможно. Но, как видите, и в нем есть косяки. А теперь представьте киберпанк с огромным открытым миром, с кучей физических объектов и полным динамическим освещением из-за смены времени суток. Да тут ни один алгоритм растеризации не справится, и ни одной студии не хватит, чтобы вручную выставить качественный свет. А вот трассировка лучей очень даже на такое способна. Конечно, я понимаю, что проще не косплеить упоротых графодрочеров и специально выискивать какие-то особые тени от особых предметов, которых раньше не было, или они были неправильные, а теперь все по фэншую.
Действительно, нахрена разбираться в вопросе, лучше ведь сделать дефекацию нового ролика в YouTube про бесполезность трассировки, просмотров собрать, понимаю. Но для примера простейшая сцена. Комната со множеством объектов, освещаемая через окно светом с улицы. Выглядит просто, правда? Но в растеризации ничего просто не бывает. Полки и предметы на этом кадре в Киберпанке выглядят плоско, они недостаточно затеняются и неправильно освещаются. Свет у нас справа из окна, соответственно слева должна быть тень, но при растеризации этого не учитывается. В углу слева светло, под матрасом тоже светло, хотя света туда попадать должно мало. При этом все объекты в этой сцене имеют неправильный спекуляр. Видите, что матрас, коробки и прочие предметы имеют блики и странную подсветку там, где этого быть не должно. Но, включая трассировку лучей, все становится как надо. Свет приобретает направленность. Напротив окна предметы осветлены. С противоположной стороны что это затемнены за и дают больные мягкую люди, тень. которые Ненужные говорят, что блики на трассировка объектах тоже исчезают. полная хуйня? Коробки, ведра и матрасы теперь не светятся, как новогодняя гирлянда. Ну да ладно, это я вам просто особые тени от особых предметов показываю. А теперь... Ну, давайте вы сначала сами посмотрите, поищите 10 отличий. Даже вот так вам покажу. Здесь вы точно найдете все преимущества трассировки пути. Ну или не найдете. В идеале здесь можно поставить видео на паузу и действительно попытаться найти отличия. Что вижу я? Картинка стала более засвеченной. Черный цвет практически исчезает. То есть Он конченый? Отражения стали более Он показывает, расплывчатые, где-то что трассировка сливаются намного сплошные лучше, пятно, чем... как при обычной растеризации. Отражения стали более расплывчатые, где-то сливаются сплошное пятно. Зачем его только из больницы выпустили? Не менее важное свойство света – это его способность отражаться от разных объектов. Собственно, благодаря этому мы можем различать что-либо в тени, а не видеть сплошную черноту. А лучше всего это можно показать в реальном мире. Пришлось, блин, ради этого из-за компа вылезти в кои-то веки. Было тяжело, конечно, но, светя лампой на белую тумбу, мы видим, как отраженный от нее свет освещает находящуюся слева стену с розеткой. Ох, Такой ребята, я эффект завтра часто так называют запотею. внутренним освещением или рефлексом. Но, Сделаю, что блин, более видос. интересно, Начну делать поставив там вместо прям со белой тумбы сюжетом, зеленую все дела. дощечку, стена слева Сам себя также будет снимать буду. освещена отраженным зеленым светом, приобретя соответствующий оттенок. И такой эффект уже называется цветовым рефлексом. В играх с трассировкой лучей можно наблюдать то же самое. Смотрите, светя фонариком на зеленый шкаф О, в прикольно. метро Исход, мы видим, что отраженный от него свет придает зеленый оттенок другим предметам. Или, подъезжая к желтой стене в Киберпанке и включая фары, мы видим, что отраженный от желтой стены свет придает желтый оттенок окружающим объектам. И такие красивые цветовые рефлексы при использовании рейтрейсинга для освещения происходят постоянно. Не, вообще забавно, что вот приходится даже некоторым людям делать вот подобное видео, чтобы просто объяснить людям, что, ну, насколько трассировка охуенная, типа, штука. Иди покупай RTX 40. Да надо бы, конечно. Ну, как разбогатеть. В реальной жизни. В то время как с растеризацией не происходит ни хрена. Свет есть только в области действия источника освещения. Больше он никуда не отражается. Там SSR отражения пытаются что-то изобразить, конечно, но по сравнению с трассировкой выглядит это, ну вы поняли, как полная ненужность рейтрейсинга, конечно же. Нахуй не нужен, понятно? Динамические отражения света в растеризации я припоминаю лишь в том же Uncharted 4 и еще в The Last of Us. У них один графический движок. Светя фонариком на желтую стену в Uncharted, мы видим, как и остальные предметы рядом принимают желтый оттенок. Эта технология называется Reflective Shadow Map и, как правило, применяется выборочно на усмотрение разработчика для определенных мест определенных уровней. Вот вам пример, где мы также светим фонариком в стену, но отражения света уже никакого нету, потому что Reflective Shadow Map для конкретно этого уровня уже не применяется. То есть, как и в случае с отражениями, все делается вручную. В то время как трассировка лучей универсальна и работает везде. Более того, даже там, где мы видим цветовой рефлекс, сделанный растеризацией в Uncharted 4, геометрия, снова просвечивается насквозь, и алгоритмов растеризации, способных создавать нормальные тени от отраженного света, практически нет. А с трассировкой, опять же, пожалуйста, к примеру, в метро Исход Enhanced Edition мы видим рассеянные мягкие тени от предметов. Опять же, это не тени от света фонарика, а тени, созданные светом фонарика, отраженным от стены. И да, это на самом деле так круто, как звучит.
Теперь, надеюсь, вы понимаете, какую головную боль представляет для разработчиков выставление качественного освещения. Сколько различных нюансов нужно балансировать, чтобы добиться качественной картинки. Где-то надо сделать посветлее, где-то потемнее, блики ненужные Блин, убрать, пиздец. лампочки выставить. Так надо развивать RTX, я не знаю, типа, блять, охуеть. Прикиньте, какая-то игра просто не вышла вовремя, потому что в один момент они такие, о, блядь, тут ты видишь, у тебя тени не ложатся неправильно, освещение у тебя здесь, предмет тут, а тень у тебя идет вот так вот, типа. И они такие, блядь. И начинается заново эта хуйня. И потом по ходу всего они такие, типа, еще новое говно замечают, там прочее. И такие, а нет, давай по-другому поставим свет. Давай вот, типа, зайдем на уровень, посмотрим, как это выглядит. Потом через фокус-группу отправляют эту игру, этот уровень. И они такие, полная хуйня, я не ощущаю никакого этого. Что-то там скажут, типа, ну нужно освещение по-другому поставить. Они такие, блядь, начнется ебатория полная. Да, заново выпекает там вот это вот все говно. А если вот бы они как-то вот RTX прям, ну, жестко развивали бы дальше, настолько, что, ну, он просто вот существовал бы изначально вот чуть ли не в каждой игре как по умолчанию включенная штука. Но просто разрешение RTX, ну, наверное, или... Хотя она же не так работает. Она... Но там все равно есть гибкие настройки RTX в том плане, что типа низкие настройки и высокие. И все. И вот эту вот тему как-то, ну, просто... Короче, оптимизировать RTX. Так, чтобы она делала игры намного более, как бы это сказать, производительными. Мне кажется, вот эта вот вся хрень с растеризацией и там прочее, ну, полная хрень, реально. Если крепко задуматься над этим видео, и растеризация это просто типа раковая опухоль реально полная. Типа современных игр. Это максимально хуевая тема. Надеюсь, в скором времени RTX. На выбор еще 100-500 алгоритмов освещения и затенения. И даже в самых дорогих, кропотливо проработанных, линейных играх, создающихся много лет для одной единственной платформы, встречаются графические косяки. Что уж говорить про все остальные игры, которые создают для 5 консолей и 1000 конфигураций ПК с бюджетом в 10 раз меньше, чем у Uncharted. Ну и как итог, разумеется... Разработчики не шибко-то кинулись осваивать данный инструментарий, потому что оказалось все не так однозначно. Разработчики не шибко-то кинулись осваивать данный инструментарий, потому что оказалось все не так однозначно. И здесь все не менее запутано. За все годы, что существует растеризация, тени разными методами научились создавать очень даже неплохо. Зачастую используется несколько разных алгоритмов в одной игре, чтобы создавать правильные тени при разных. И сперва давайте посмотрим, что это за методы и как они влияют на картину. Например, изначально тени в играх были самые что ни на есть безупречные. Тупо черное пятно под персонажем. Затем некие облученные разработчики вдруг захотели чуть-чуть реализма и стали использовать теневые объемы, позволяя делать геометрически правильные тени от источников освещения. Нюанс заключался в том, что тени, созданные этим методом, получались нереалистично жесткими, с четкими краями. Когда мощности видеокарт чуть подросли, стали использовать технологию теневых карт с фильтром PCF, позволяя смягчать края теней, делая их чуть более приятными глазу. Но просто поменять все жесткие тени
тени на все мягкие тоже слабо Splinter соотносится с Cell. реальностью. Потому позже научились делать тени правильно мягкими, имитируя эффект контактной жесткости, когда тени от объектов, находящихся на разном расстоянии от поверхности, должны иметь и разную четкость. Вот, например, все в том же Assassin's Creed Syndicate мы видим персонажа, трос и здание. Без контактной жесткости тени от этих объектов имеют одинаковую четкость. Но, принимая во внимание разную их удаленность от Земли, тень от персонажа, здания и троса имеют уже разную четкость. Далекое здание отбрасывает сильно рассеянную тень, от персонажа сравнительно жесткую, а от троса получается не... Сука, я теперь начинаю понимать настройки игры. Просто банально вот такую вещь, типа. Теперь я бывало встречал такую тему, как контактная жесткость. Но не понимал, что это вообще и так далее. Нечто среднее. Тот же эффект проявляется и у отдельно взятых объектов. Тень у основания дерева четкая, а по мере удаления частей дерева от земли, тень от него становится все более и более рассеянной, пока его высокая крона не будет выглядеть как темная размазня. Такие тени в растеризации умеет делать, например, алгоритм PCSS, который, кстати, тоже NVIDIA продвигала. Однако PCSS-алгоритм совершенно не учитывает форму источника освещения, из-за чего все тени с ним выглядят плюс-минус одинаково. Да, там где-то почетче, где-то помягче, но в целом паттерн один и тот же. А все потому, что большинство источников освещения в играх точечные. Они излучают свет из одной точки. Например, в Киберпанке мы видим сложную светящуюся надпись. Но если посмотреть на блик от источника освещения, то мы видим, что на самом деле свет исходит от маленькой светящейся лампочки, а не от всей поверхности светящейся надписи. И в растеризации сделать правильные тени от больших излучающих поверхностей нереально. Поэтому везде сложные светящиеся формы имитируются точечными лампочками. Вот для наглядности простенькая сцена в блендере с рендер-движком Cycles. Вот это точечный источник освещения, прям как в видеоиграх, и соответствующая от него довольно простая тень. А вот это прямоугольник, которому я меняю размер. И так как площадь излучающей поверхности изменяется, то и форма, и плотность тени сильно варьируются. В растеризации похожий эффект делает алгоритм капсульных теней. В игре Vampire, разработанной на Unreal Engine 4, видно еле различимые рассеянные тени от большого сферического плафона. И достигается это тем, что тень отбрасывается не сложной моделью персонажа, а набором простых капсул, лишь повторяющих силуэт персонажа. От каждой из них рендерится своя отдельная тень с разной степенью рассеянности или жесткости, что и позволяет достичь такого эффекта. Проблема этого алгоритма в том, что, во-первых, он работает не со всеми основными типами источников освещения, что накладывает некоторые ограничения на художников. Во-вторых, для создания капсул требуется наличие костей у модели, то есть про капсульные тени для любой неорганики можно сразу забыть. Однако и алгоритм PCSS, и капсульных теней не могут делать тени от мелких предметов окружения, потому что им банально не хватает точности. Снова берем многострадальный Assassin's Creed Syndicate для примера, но все, что я покажу, справедливо для почти всех игр. Как только мы начнем вглядываться на разные участки изображения, мы увидим, что у некоторых предметов просто нету теней. Они будто висят в воздухе, не имея никакого контакта с окружением. Исправить это можно другим алгоритмом под названием тени в пространстве экрана. Они обладают попиксельной точностью и потому создают тени для самых мелких деталей. Лучшим примером... Не, вы прикиньте, да? Просто вдумайтесь. Как много всяких разных способов растеризации. Это он еще даже не все типа рассказал. А достаточно одного RTX и все сразу лечится моментально. Примером использования этого метода я считаю Days Gone, который невероятно преобразует картинку с помощью этого алгоритма, значительно увеличивая детализацию окружения путем дорисовки мельчайших теней от чего угодно. Однако и у этой технологии есть косяк. Тень пропадает и искажается, когда объект исчезает из поля видимости.
Заслоняя персонажем или дробовиком объекты, куски теней от них тоже выпадают. Плюс от объектов сложной формы, типа колючей проволоки, они вообще выглядят неправильно, рвано, что в совокупности приводит к кривым результатам и нестабильности картинки. В общем, теперь вы знаете, каким разнообразием технологий приходится оперировать, чтобы добиться качественного отображения теней. И как я уже сказал, комбинация нескольких алгоритмов позволяет добиться весьма хороших результатов. И если вы думаете, что раз существуют эти алгоритмы, то во всех играх они используются для создания теней, то вы очень наивный человек. Обычно ограничиваются одним или двумя методами, и то если повезет. При этом тени, созданные методами растеризации, еще и имеют побочные эффекты в виде переключения качества теней в зависимости от близости к ней камеры, а также весьма раздражающий эффект ступенчатости, присущий алгоритмам растеризации на основе теневых карт. А вот использование технологии трассировки лучей решает все вопросы и нюансы рендеринга теней разом. Все тени будут правильно рассеиваться, учитывая эффекты контактной жесткости и пенумбры, как в Киберпанке. Создавать тени как от крупных, так и от самых мелких объектов, таких как мельчайшие бусинки на столе в Control, а также правильно отображать предметы сложной геометрической формы, как колючая проволока, также учитывая все предыдущие эффекты рендеринга теней, которые я уже описал. При этом тени с трассировкой лучей зачастую не пропадают и не переключают уровень качества прямо перед носом, а также не превращаются в чистокол из-за низкого разрешения. Да, тени с трассировкой не так сильно улучшают картинку, как отражение или даже освещение, потому как тени реально научились делать хорошо. Но если чуть-чуть поискать особые тени от особых предметов, разница в качестве все равно будет огромной. В любом случае, трассировку лучей можно любить или ненавидеть, включать или выключать, но отрицать объективные преимущества рейтрейсинга в качестве графики над растеризацией просто невозможно, если ты разбираешься в вопросе. А как раз некомпетентными людьми и завален YouTube, где горе-хейтеры трассировки жидко срут себе в штаны, неся абсолютную ахинею о том, какая трассировка лучей плохая, а Хуанг вешает нам всем лапшу на уши. И весь хейт рейтрейсинга тем более абсурден, зная, что даже спустя 5 лет после ее появления в играх, она все еще является сугубо опциональной функцией. Никто никого не заставляет ее включать. В конечном итоге, качество работы трассировки лучей зависит только от прямоты рук разработчиков. Существуют такие игры, как Resident Evil 7 с просто отвратительной реализацией отражений при помощи рейтрейсинга. Блять, это RTX? Есть и A Plague Tale Requiem, где при включении трассировки во многих локациях все начинает безбожно лагать. Есть и Far Cry 7 с довольно странными тенями. Однако в этом виновата не трассировка лучей, а лишь те, кто был ответственен за ее реализацию в каждой конкретной игре. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. А если хотите чаще видеть подобный контент, в описании будет ссылка на мой телеграм-канал и Boosty, где я плюс-минус регулярно выкладываю более простые, но не менее интересные ролики. Окей. Dog shit. What the heck is going on? Today I'm going to show you guys how to get a dog shit mic. Alright, so first thing you want to go here. I already have installed, but you just want to press this once. Только не Толян, молю. You make it really loud like this, and then you want to go to the microphone boost here. Just want to raise that bad boy up, and now I'm getting a little bit louder. Alright. Нихуя он громкий стал. That's not all. So you want to go back into it. You want to go to advanced, and then you want to go into right here. I already have it on CD quality. So this is the highest setting we have, and we can lower it down to CD quality. Видал ролик игры, как игры обманывают нас? По-моему, когда-то видел. Можно глянуть. And there we go. It should be pretty bad now. Типа ты имеешь в виду, ну, типа, как они освещение вставляют, там прочее, чтобы сигнал давали, типа, то, что обрати сюда внимание, иди сюда, там, хуё-муё. Hold on. You also want to go back in here. Yeah. You want to download Voice Meter. Right here. Just want to download this software right here. Once you download it, you open it up.
right here. You want to select your hardware input. Учимся, как делать профессиональный звук. And your hardware out to be VB audio point. And then you raise this bit. Типа в Skyrim продается это сундук. Right. You put the audibility all the way up as well. Нет, это чисто туда говардская хуйня. Это долбоебизм. Имеется в виду, как манипулировать игроком так, чтобы игрок шел по тому пути, который ты выстроил. То есть, например, идет какая-то динамическая сцена, погонь какая-нибудь, да, скажем. Ну, например, Last of Us. За тобой гонится БТР. Или тот же там Uncharted. Там тоже такие, типа, есть моменты, когда идет погоня и за тобой гонится какой-то броневик. И как игра дает понять во время таких стрессовых моментов, куда идти и тому прочее. Там, например, там свет загорается, там, или что-то в этом роде, короче. Типа, одиноко стоящая дверь, под ней лампа, вот, а все вокруг темно, и ты такой, бух, туда сразу побежал, и что-то такое. Наоборот, скорее, чтобы ты не шел по провальному. Ну, типа, ну, короче, да. Типа, короче, в общем, чтобы ты шел конкретно по правильному пути. 10. You drag this guy all the way down here. You raise these guys up to 12. Right? And then you want to go to your sound settings again. You want to go over here. You want to set this as your default device. And then you want to go to levels. You want to put this at max. This at max. And you want to go to advanced. You want to press the lowest channel bit. 8-bit, 800, 8000 hertz, lowest quality. And you want to press apply. Alright, I'll let you do that. You want to go to whatever software that you're using. I'm using OBS, so I'm going to go over here, change it to cable output. And now it should be picking up cable Прикольный эффект. Huh. output, and it should sound a lot worse. So yeah, guys, that's one way to get your mic to sound really bad. Another way is to get equalizer APO to make it sound even worse, which is here on SourceForge to raise the decibel level. Right, there's some good ways there. Or you can just go ahead and buy a Logitech C920. You can get one of these mics. Their mics are pretty bad. Or you can get yourself a Yeti. And then raise the gain up on this bad boy. These two mics are very bad. So you just want to get sound horrible. So yeah, go ahead and make your mic bad. Класс, прикольно. Твоему мозгу нужен отдых. Я твой мозговой тренер. Скажу тебе, как дать своему мозгу передышку, потому что ваш мозг не создан для того, чтобы постоянно работать 24 часа в сутки без какого-либо отдыха. В наши дни главная проблема заключается в том, что мы часами сидим за экранами телевизоров. Мы знаем, что примерно через 25-30 минут, примерно в течение всего ситкома, наблюдается снижение концентрации внимания и концентрации внимания. И они называют это техникой Помодоро, которая заключается в том, что если ты учишься, думаешь и работаешь, это действительно помогает делать регулярные интервальные перерывы. Потому что это дает твоему мозгу немного времени для перезарядки, восстановления сил, а также создает больше возможностей и возможностей. Первенство означает, что ты склонен запоминать что-то с самого начала. Новизна означает, что ты склонен запоминать что-то в конце. Так что если я дам тебе список из 30 слов, ты, скорее всего, запомнишь первый из них, первичность, и последняя новизна. Проблема в том, что в середине ты многое теряешь. Так вот, причина, по которой ты делаешь перерывы, заключается в том, что ты создаешь больше приматов и новинок, чтобы ты мог выучить и запомнить гораздо больше информации. А теперь скажи, чем ты занимаешься во время этих мозговых перерывов. Ну вообще да. Типа, когда вот приходишь на новую работу, скажем, ты запомнишь первого, с кем познакомился, и запомнишь последнего только. Ну и может там, не знаю, чувака, который рядом с тобой все время сидит.
У меня вот очень плохая память на имена, просто беда. Мне так стыдно бывает потом, типа, спрашивать у людей, типа, как тебя зовут? Я рекомендую тебе через 25-30 минут Не, сделать небольшой. для меня это правда, прям. Ну, мне так. Мне память просто пиздец. И в течение 5 минут сделать 3 вещи. Во-первых, я хочу, чтобы ты дышал без какого-либо определенного порядка, потому что часто, когда мы устаем, у тебя в голове туман и нет ясности. Отчасти это связано с тем, что твой мозг составляет всего 2% массы твоего тела, примерно, но ему требуется 20% питательных веществ и энергии, кислород. А потому подари себе возможность дышать кислородом и глубоко дышать. Чем бы ты еще хотел Дыхательные заняться во время упражнения своего перерыва? нужны. Я хотел бы напомнить тебе о необходимости употреблять достаточное количество жидкости. Когда Вода, ты обезвожен вода. и выпиваешь больше воды, это действительно увеличивает Я перед сдачей диплома запомнил, на какую специальность учился. время твоей. Блин, я же это, юрист. А что они делают? И все, и пиздец. Реакция и скорость мышления примерно на 30%. Что является третьим? Не, ну конечно, это, блин, слишком. Ну, вот именно с именами это прям, правда, такая, типа, тема. Ты за один день, типа, должен запомнить дохуя народу, это очень невозможно. Вообще невозможно. Делом, которое ты делаешь во время. Ладно, погодите сейчас. Смотрите пока, потом расскажете, что было. Перерыва. Не Мне подойду. нужно, чтобы ты встал и пошевелился. Многие люди говорят, что сидячее курение – это новое средство для курения. Мы сидим за экранами целый день, проходят часы за часами, и главная причина, по которой у тебя есть мозг, заключается в том, чтобы контролировать свои движения. По мере того, как твое тело движется, твой мозг движется в нужном направлении. По мере того, как твое тело движется, твой мозг движется в нужном направлении. Ты создаешь нейротропные факторы, производные мозга, которые являются чем-то вроде удобрения для твоего мозга. Когда ты совершаешь длительные прогулки, мы говорим о гениях и о том, как им приходят в голову творческие идеи. И они проводят встречи на свежем воздухе, под солнечным светом и чистым воздухом, и они заземлены. Это очень важные вещи, которые нужно сделать. Даже когда ты слушаешь аудиокнигу или подкаст, если ты совершаешь приятную прогулку, занимаешься на эллиптической или беговой дорожке, и у тебя есть этот ритм, ты, скорее всего, запомнишь информацию и поймешь ее лучше. А сейчас одно из упражнений, которое мне нравится выполнять, потому что в нем есть множество преимуществ, это жонглирование. А ты знал, что у жонглеров мозги больше, чем у других? В Оксфордском университете было проведено исследование, согласно которому жонглирование на самом деле создает больше белого вещества в вашем мозгу. Так что сейчас я покажу тебе, как правильно жонглировать. А еще ты мог бы прямо сейчас поставить это видео на паузу. Я хочу, чтобы ты достал один мяч. Может быть, один мяч, 2 мяча, если ты уже делал это раньше, 3 мяча, если у тебя хорошо получается, или свернутый носок. Свернутый носок даже лучше, чем мяч, потому что он не раскатывается во все стороны, когда ты его роняешь. Я действительно научился жонглировать, чтобы действительно повысить свои способности к чтению. Так, вот я заметил, что обученные читатели, когда они читают, не смотрят на одну букву или одно слово за раз. У них совсем не такое фовиальное зрение. Они расширяют свое периферическое зрение, чтобы одновременно видеть больше слов и быстрее читать. И я замечаю сходство, когда я жонглирую, мне приходится расслаблять свое зрение, чтобы я мог лучше видеть шары, потому что у меня только 2 глаза. Но если там будет 3 мяча, я смогу следить за ними всеми. Поэтому я расширяю свое периферийное зрение, чтобы лучше видеть происходящее. Таким образом, ты получаешь преимущество от более крупного мозга, и это отличная тренировка для твоего чтения. Так что давай прямо сейчас возьмем твои мячи для жонглирования, носок или теннисный мяч. Поставь видео на паузу и сделай это прямо сейчас. Хорошо, у тебя есть чем жонглировать. Я говорю не о мячах и пылающих ножах, а о чем-то действительно простом, вроде носка. А для жонглирования у тебя есть 2 мяча в одной руке и 1 в другой. А теперь, если ты новичок в жонглировании, просто начни с 1 мяча. Но в конечном счете, чтобы дать тебе представление о том, как это выглядит успешно, и опять же, я не профессиональный жонглер, это не входит в мой запасной план. Но я учился и учился сам. Так вот как, по-моему, выглядит жонглирование жонглированием. Ты готов? Так вот я смотрю на тебя, и мне видны шары, и я расслабляю свои глаза.
И заметьте, что я уронил мяч. А теперь вы думаете, Джим, ты делаешь это нарочно? Ты, наверное, так и сделал? Или, может быть, это был несчастный случай? Жонглирование – отличная метафора жизни. Не кажется ли тебе иногда, что ты жонглируешь столькими вещами, что у тебя так много ролей, так много обязанностей? Когда мы говорим о быстром мышлении, одна из вещей, которая мешает нам расти и быть успешными, это ожидание других и сила ошибок. А еще некоторые люди действительно боятся, что они совершат ошибку. И поэтому я хочу посоветовать тебе подбросить мяч вверх. Просто дать ему упасть и чувствовать себя при этом хорошо. Конец света еще не наступил. И даже если люди будут смеяться над тобой, они не будут думать об этом через несколько минут. Все в порядке. Так что подбрось мяч вверх и просто брось его, не так ли? Он оказывается на земле, и ты чувствуешь, что все в порядке. Тебе вовсе не обязательно быть совершенным, потому что речь никогда не идет о совершенстве. Все дело в прогрессе. И ты действительно прогрессируешь быстрее. Ты терпишь неудачу, потому что неудача не является противоположностью успеху. Неудача – это часть успеха. Так что снова бери в руки свой мяч и давай приступим к основам жонглирования. Так вот, я хочу, чтобы ты быстро сообразил, что нужно сделать. Возьми мяч или чем бы ты там ни жонглировал, может быть это носок, и вложи его в свою доминирующую руку. И мы начнем с малого. Делай маленькие простые шаги. Вот что мы сейчас сделаем. Просто перекинем его в другую руку. Вот и все. Просто подбрасывай его туда-сюда. И ничего страшного, если ты его уронишь, хорошо? И когда ты его уронишь, радуйся этому. Радуйся этому. Потому что вот в чем дело. Если ты так сильно переживаешь из-за того, чтобы быть совершенным, ты будешь напрягаться, и это ограничит твою работоспособность. Ты должен делать это в расслабленном состоянии. И я делаю это еще и потому, что у нас так много людей, которых мы научили жонглировать, и они умеют это делать. И это отличный способ развеять твое убеждение в том, что ты не можешь научиться чему-то совершенно новому. И вот ты ходишь туда-сюда, и все в порядке. Тебе вовсе не обязательно добиваться совершенства в этом деле. И дело не в том, чтобы лучше поймать мяч, а в том, чтобы сделать этот бросок, сделать эту дугу. И ты мог бы держать его примерно на уровне макушки головы, если хочешь. А ведь это бывает по-разному, не так ли? Где бы тебе ни было удобно, ты просто ходишь взад и вперед. И у тебя все хорошо получается. А может быть, ты делаешь это как бы для того, чтобы передохнуть. Занимайся этим в течение нескольких дней или в течение недели. Тебе даже не нужно добавлять второй мяч. А когда у тебя их действительно два, вот как это выглядит. У тебя в каждой руке по одному пистолету. И вот чего тебе совсем не хочется делать. Некоторые люди будут бросать их одновременно. Но что же из этого получится? Они ведь бьют друг друга, не так ли? Так что ты не бросай их одновременно. Именно так и поступают другие люди, что тоже неправильно. На самом деле они вовсе не жонглируют, а просто передают это другим людям. Ты это видишь? Я просто передаю это в другую руку. Так вот, для того, чтобы жонглировать, оба мяча должны подняться в воздух. Так что ты не должен передавать мяч вот так. Ты представляешь, что подбрасываешь этот мяч вот на эту вершину, а другой мяч взлетает вот на эту вершину. Что было? Потому что если бы у вас была одна и та же точка, то они обязательно столкнулись бы. А цель состоит в том, чтобы как только этот мяч достигнет своего пика, это послужило вашим сигналом или спусковым крючком для того, чтобы подбросить другой мяч вверх. Так что все выглядит примерно так. Ты это видишь? И это вовсе не обязательно должно быть идеально. А вот теперь 3 шарика выглядит вот так. У тебя в доминирующей руке 2 шарика, и на самом деле для меня это проще, чем 2 шарика, потому что паузы. Ну, в общем, да, я заметил такую тему, то что когда я начал тренироваться вообще, какие-то физические нагрузки накладывать на свою повседневную жизнь, у меня вот реально, ну, голова как-то яснее стала, это точно. Это прям точно. О, как научиться формулировать мысли. Опа. Всем здравствуйте. Блять. Люблю начинать вовремя. Здравствуйте. Всегда начинаю с этой любви, так скажем, объяснительную записку. Дело в том, что я по первому образованию актриса театра и кино и по завещанию нашего всеми любимого Станиславского, который говорил, что спектакль всегда должен начинаться вовремя, в то время вообще всей этой программы. Если бы у нас не было мотива, если бы нам не понадобилась бы зарядка, когда мы сидели одни в кафе, и мы вынуждены были у кого-то это спрашивать, если бы мне не было необходимо попросить у кого-то еды или рассказать о... Давайте как этот чел просто уйдем отсюда. Не, ну вообще там как бы правильные вещи, наверное, говорятся. Но на лекции сидеть такое.
О, путь Ничего сверхчеловека. не ищите вне себя. Нет сомнений в том, что Миямото Мусаси один из величайших самураев в истории. Его беспрецедентные достижения в фехтовании были не просто результатом природного таланта, но и свидетельством о его непоколебимой дисциплине. Согласно его собственным сочинениям, именно эта дисциплина проложила его путь к величию. Первая дуэль Мусаси состоялась, когда ему было всего 13 лет, и он выиграл. А-а-а. После этого он оставался непобежденным более 60 поединков. Да? Даже сейчас, в наши дни, этот рекорд по-прежнему остается одним из самых достоверных исторических достижений. Можно, в принципе, манги читать. Миямото Мусаси был не только лучшим Прямо самураем, в эфире. но и художником, а также мыслителем и стратегом. Его жизнь служит убедительным примером того, как самодисциплина Видео может тихо. изменить правила игры. Без дисциплины мы подобны кораблям без руля, легко раскачиваемся потоками импульсов и сил немедленного удовлетворения. Мусаси рассматривал самодисциплину как нечто большее, чем инструмент для достижения успеха. Это был щит от страдания. Когда мы дисциплинированы, мы лучше подготовлены к тому, чтобы справиться с жизненными проблемами и неожиданностями. Имея это в виду, в этом видео мы рассмотрим учение Миямото Мусаси об превосходстве самодисциплины и то, как ее можно практически применить в повседневной жизни. Принимайте все таким, какое оно есть. Жизнь Мусаси как самурая была наполнена неопределенностью, связанной с исходами дуэлей и переходящему характеру его образу жизни. Для него принятие было не пассивным действием, а формой дисциплины. Это означало признание реальности каждого момента, даже если он был опасен для жизни. Дуэль или мирный день письма все равно принятие, как акт действия. Такое восприятие предназначено не только для самураев, сталкивающихся с ситуациями жизни и смерти. Это принципы, которые мы можем применять в своей жизни. Например, представьте, что вы едете на важную встречу и ваша машина внезапно сломалась. Непосредственной реакцией многих из вас может стать вопрос, почему это происходит со мной? Или даже проклясть наше невезение, тем самым добавив в ситуацию ненужные страдания. Но Мусаси предлагает вместо того, чтобы называть ситуацию плохой, и Или, например, к блядь, разочарованию, принять ее. Дисциплинированный. Что это было? Или, например, то, как я сегодня в финал сыграл. Надо принять это как есть, и все. Получается. Какой Мусаси? Ну, какой-то самурай. У него какие-то учения свои были. И человек видит это таким, какой Философия оно. своя. Машина перестала работать, Его требует трактовали ремонта. сквозь Затем время. основное внимание быстро переключается на поиск решений, таких как вызов эвакуатора или уведомление людей, ждущих вас. Этот принцип тесно связан со стоической философией, которую Эпиктет воплотил в своих трудах. Его знаменитая цитата: «Мы не можем выбирать Как я внешние тренируюсь? обстоятельства, но мы можем выбирать, как мы отвечаем». Стараюсь Идея чередовать. проста, но глубока. Возможно, мы не... По идее, я должен тренироваться каждый день. Но иногда бывает, конечно, 3 дня проебывал. Последнее, самое длинное. Короче, один день кардио, второй день силовые, третий день кардио, четвертый день тоже что-то там. Короче, каждую часть тела там надо тренировать. Там как-то так, короче. То есть в один момент я должен заниматься прессом, там, спиной, плечевые, потом кардио, и потом после этого другой день занимаюсь руками, и опять кардио, и потом ногами, например, что-то такое. Мне кажется, ты не выдержишь. Не, в принципе идет потихоньку. Можно тупо кардио и пойдет. Но тут какая тема происходит? Если ты занимаешь, точнее, если ты тренируешь все тело, то похудание пойдет намного быстрее. Кардио какое? Простое. Там, как мне поясняли, нужно поддерживать какой-то определенный пульс сердцебиения, такое, которое варьируется от 120 до 140 или что-то в этом роде. Тогда, пойдет жиросжигание, что-то в этом, такая тема. И в принципе для этого достаточно, по крайней мере для меня, не прям бегать, а на беговой дорожке просто там поставить скорость 3 спокойная, напряженная, скажем, с подъемом, но 3,5 или, например, спокойная это быстрая 4, быстрый шаг. А потом в напряженное оно переключится с подъемом 3 и скорость 3. Что-то такое. Короче, там прикол в том, что у тебя все время пульс будет поддерживаться от 120 до 140 где-то. У меня так происходит, по крайней мере.
не имеем контроля над тем, что с нами происходит. Ну да, У нас походить, есть контроль походить. над тем, Я как не- мы я- реагируем я- на и- это. Мусаси также предлагают я не увеличить кошмарю опыт себя мышления на то, там как мы бегом. воспринимаем события, предостерегая нас от Спокойно на контроля. беговой дорожке там вот хожу и смотрю. Ходьба обычно лучше кардио для жиросжигания. 20 минут с паузами 10 минут. Хорошие или плохие. Он утверждает, что эти ярлыки не являются неотъемлемыми качествами самих событий, а скорее ментальные конструкции, которые мы, как наблюдатели, навязываем. Поэтому, когда мы придерживаемся дисциплинированного мышления, мы освобождаемся от этих ограничивающих нас суждений. Вина. Не сожалеете о том, что вы сделали. Вина может быть полезной эмоцией. Это как сигнал, предупреждающий нас, когда мы пересекли этическую черту. Например, если вы сказали что-то грубое или обидели кого-то, чувство вины вполне естественно и даже конструктивно. Это показывает, что вы заботитесь о последствиях своих действий и дает возможность исправиться. Иногда многие из нас путают чувство вины и сожаления. Хотя каждый из них выполняет разные функции, вина — это эмоциональная реакция, которая представляет полезную информацию, помогая нам скорректировать наше поведение в будущем. Сожаление же, с другой стороны, это психическое состояние, которое не приносит нам пользы. Это похоже на облако, которое нависает над нашими мыслями, занимая ценное мыслительное пространство, мешая дисциплине. Миямото Мусаси не мог позволить себе роскоши сожалеть. Ему нужно было сосредоточиться на настоящем моменте и действиях, которые сохраняют ему жизнь. Вот почему он подчеркнул важность ясного ума для эффективного принятия решений. Чтобы поддерживать дисциплину, очень важно не отвлекаться на отвлекающие факторы. Сожаление – одно из таких отвлечений. Независимо от того, потратили ли вы свои сбережения на рискованную инвестицию или провели всю ночь играя в видеоигры и пропустили важный урок или рабочую встречу, сожаление не поможет вам исправить ситуацию. Вместо того, чтобы зацикливаться на сожалениях, которые часто приводят к ощущению беспомощности, нам следует сосредоточиться на принятии активных мер по исправлению ситуации. Совершать ошибки и учиться на них – это нормально. Что нехорошо, так это позволять этим ошибкам превращаться в яму сожалений. Мы должны стремиться учиться, совершенствоваться и двигаться вперед. Местоположение. Будьте безразличны к тому, где вы живете. Для Мусаси местоположение было второстепенным по сравнению с дисциплиной и мышлением, которое он нес сам в себе. Находился ли он в мирном храме или на хаотическом поле битвы, его внутреннее состояние оставалось непоколебимым. Многие из нас могут поверить, что простая смена места волшебным образом решит все наши проблемы. Но Мусаси бросает вызов этому распространенному представлению и призывает нас понять, что ключ к удовлетворенности не привязан к конкретному месту. Это больше о нашем мышлении и о том, как вы относитесь к жизни. Счастье по своей сути — это внутреннее состояние ума. Конечно, новое место может временно поменять настроение, но если вы не принципиально удовлетворены или это не соответствует цели вашей жизни, первоначальное счастье, скорее всего, исчезнет. В конце концов, вы вернетесь на круги своя. Это прикликается со словами Конфуция, который сказал: «Куда бы ты ни шел, ты уже там». Мусаси также готовит нас к непредсказуемости жизни. Если мы идем по пути самосовершенствования или стремимся к мастерству в какой-либо области, мы можем закончить в местах, которые мы никогда не ожидали. Может быть, мы окажемся в другой стране, приспосабливаясь к новому образу жизни, или даже научимся ориентироваться в незнакомых культурах. Эти изменения выходят за рамки нашего физического местоположения. Эти испытания — наши умственные и эмоциональные силы. Правильно. Поэтому вместо того, пойти чтобы спать. сосредотачиваться на том, где мы находимся, Мусаси предлагает нам задуматься о том, как мы находимся. Способны ли мы адаптироваться? Устойчивы и преданы ли мы своим целям? Эти качества, которые помогут нам процветать, куда бы нас ни завела жизнь. Чтобы знать 10 тысяч вещей, знай хорошо одну. В современном мире мы сталкиваемся с огромным количеством карьерных путей и бесконечными возможностями. Обычно мы ощущаем тягу к нескольким интересам, будь то спорт, компьютерные игры или искусство. Нам нравится попробовать себя в различных областях. Изучение широкого спектра интересов — это не обязательно плохо. Однако иногда это может привести к так называемому синдрому блестящего предмета, при котором люди перескакивают от одной новой модной идеи к другой, отказываясь от каждой, как что-то еще новое бросается в глаза. Мусаси выбрал другой подход. Он посвятил свою жизнь искусственному владению мечом. День за днем он тренировался с мечом. Однако не стоит забывать, что он еще был и опытным художником, умным философом и мастером стратегии. При этом мы можем утверждать, что знание одного пути не означает ограничение себя одним занятием. Он подчеркивает важность целенаправленной дисциплины в освоении одного предмета раз за разом и посвящение всего нашего времени и внимания этой единственной вещи, пока мы не освоим ее до конца. Теперь мы знаем один способ. Я Таким больше образом, стал тщательно изучая навык и испытывая... Капец каким сонным в последнее время, когда вот особенно начал тренироваться. Сегодня, вот, например, сидя вот на кресле уснул. И несколько раз уже так было. Много раз, как начал тренироваться.
просто сижу и так сон клонит, что просто посередине дня это происходит. Вообще. Да. В такие моменты просто надо идти ложиться спать спокойно, скорее всего. Всю его суть, мы начинаем видеть шаблоны, которые помогут нам освоить и другие навыки. В случае Миямото его стратегия во многом основывалась на закономерностях, которые он смог извлечь из дуэлей своих оппонентов и применяя их в более широком масштабе. В наши дни это можно проиллюстрировать устойчивостью, которую мы приобретаем, учась тому, как быть адаптивным во всем, что мы делаем. Это способность учиться тому, как учиться. Если вы знаете, как подготовиться к одному экзамену, вы будете знать, как подготовиться к остальным экзаменам. Или если вы умеете адаптироваться на рабочем месте, вы сможете справиться с любой поставленной перед вами задачей. Но все начинается с изучения. О, чел ноет. Life is bullshit. Nobody cares about you. I remember growing up just feeling different. I always feel like I'm left out of things. Growing up, I used to always care about people and других на первое место. Когда я выходил поиграть со своими друзьями в парке или когда в классе было время перекусить, я всегда шел в магазин на углу и покупал много закусок и напитков. А когда я вернусь в парк, я поделюсь этим со всеми, и все будут счастливы. И я обязательно раздам каждому по пакетику чипсов. А если они не захотят что-нибудь съесть, я угощу их выпивкой. Знаешь, когда мы все были детьми, мы просто ели чипсы и пили обнимашки. В те времена чипсы стоили четверть, а маленький напиток обнимашки четверть. Это были хорошие времена. И я помню, как во время урока я приносил что-нибудь перекусить, и когда у некоторых моих одноклассников не было ничего съестного, они спросили меня, можно ли они могли бы взять немного. Я бы дал им что-нибудь из своих закусок, будь то чипсы, печенье или что-нибудь еще, что у меня было. Но я вспомнил, что было несколько дней, когда у меня совсем не было денег. Я не мог сам купить себе чипсы и напитки. И когда у них были закуски, и мы все играли в парке, когда у них было что-нибудь выпить, я спрашивал. Спрыгнув с 10 метров в мелкий бассейн, вы точно не выживете. Однако брошенный в воду матрас якобы может спасти вам жизнь. Итак, вопрос. Уйдете вы целым и невредимым или вас ждет жесткая посадка? Сначала Бастер нырнет без матраса. Слабуга, это манекен. Пуск. Сила перегрузки при ударе о воду 50G, а при ударе о дно бассейна 29G. Перегрузка в 50G смертельно опасна. Сможет ли обычный матрас сделать падение безопасным? Пуск! Перегрузка в момент удара 86G. Почти как в серьезном ДТП. А ведь такой прыжок должен быть безопасным. Что бы ты сказал об этой легенде? Неверна, неправдоподобно, не продумано. Не продумано, неправильно. Все, так не прыгайте, нельзя. Теперь мы знаем. Игра, которая сведет с ума любого. Небольшие хоррор-проекты — это то, что очень часто может меня удивить. Буквально в пару минут короткого метра иногда погружает столько мыслей, что мне на целый ролик хватает. А иногда всего за 1,5 часа какая-нибудь игра может начать сводить с ума. И именно о такой мы сегодня и поговорим. Называется она «Под маяком никто не живет» и начинается довольно резко. Нажимаешь начать игру, и ты уже вот на маяке стоишь, а у лестницы понимаешь, что ну... Так, господи, я ее проходил. И был спокоен, как удав. Так. Хотя на тот момент у меня были свежие воспоминания по Боше. Так что, возможно, я и так был немного двинутый на тот момент. Давайте позырим. Го мирная инсанку про Индию. Тут про The Day Before есть. После 5 лет крови, пота и слез мы можем произнести эти заветные слова. The Day Before наконец-то вышла. Если что, это я сейчас процитировал разработчиков из студии Fantastic, которые как дети радовались долгожданному релизу.
Игра действительно провела в разработке 5 лет, и за это время прошла долгий путь от самого долгожданного эксклюзива на ПК до проекта, который не пнул только безногий. Так что разработчики рано радовались. В отличие от них, геймеры оказались совсем не в восторге от игры, больше напоминающей дождь из пустых обещаний. The Day Before быстро установила новый антирекорд. Ее пользовательский рейтинг в первые же часы упал на абсолютное дно уровня Overwatch 2 и вошел в тройку самых люто ненавидимых игр в Steam. Прямо сейчас только 15% игроков оценили новинку пальцем вверх, и ее отзывы крайне отрицательные. Стиснув зубы и другие части тела, команда из диктора Антона Киреева, монтажера Александра Камаева и сценариста Антона Белого отправилась в New Fortune City, чтобы выяснить, так ли плоха игра, как утверждают рассерженные рецензенты в магазине Габена. Чтобы труды этой троицы не пропали даром, пожалуйста, подпишись на IGM, нажми лайк и ударь в колокольчик. И коммент оставь. Да-да, именно ты. Спасибо тебе большое. А вот теперь можно и начинать экзекуцию. Студия Fantastic необычна хотя бы тем, что ее основали в Якутске, а вскоре после этого перенесли штаб-квартиру в солнечный Сингапур. Компания началась с мечты братьев Готовцевых о создании организации мирового класса, основанной на философии волонтерства. Двое братьев-якутов сняли в 2015 году небольшую комнату и начали работу над своей... Бля, они даже... Погоди, братья Готовцевы это другие же, да? Это не Уолнбаттер? Или это Уолнбаттер? Братья Готовцевы. Они же, да? Это другие братья. Понял. Первой игрой The Wild 8, то есть Дикая Восьмерка. Деньги на игру собрали. ко мне. О, Толтуш. А жареных гвоздей не хочешь? Всем привет. Здорово, чё, как? Да, нормально. Я спросил, Спасибо жареных за гвоздей рейд. не хочешь? Нет? Привет, привет, рейдеры. А, вот, Ушницкий. Все. Брали с помощью кикстартера, и с тех пор закрутилось, понеслось. Как говорят сами братья, именно так стартовало их путешествие к мечте. В существе... Жалко, Толтуна забанят. А чё вы там делали? А мы тут видосики смотрим. И как бы, ну, грустим по хуёвой якутской игре. Я же сам из Якутска. На красивый маленький пенис. Привет, Савоков. Привет, ребят. Да. В существовании The Day Before долгое время сомневались. Выживач от разработчиков Порно со славянскими корнями долгое время обвиняли во всех У нас грехах. тут своё Мол, порно. авторы намеренно вводят в заблуждение, подменяют Игровое ассеты, порно. врут о дате релиза и состоянии проекта. Обвинений было много, а сами игроделы, по своему же признанию, совсем не занимались маркетингом и взаимодействием с сообществом игры. Вместо этого они избавлялись от ранних трейлеров, которые показывали The Day Before в совсем ином свете, и давали новые поводы для кривотолков. Больше всего негатива вызвало решение в мае 2022 года, за месяц до релиза, перенести готовую игру с Unreal Engine 4-го поколения на Unreal 5-го. И даже после этого... Вот этот момент, конечно, был пиздец полный. Я хуй знает, нахуй они так сделали, блядь. Они просто все на свете проебали. Если бы они нормально вот на 4-ке все сделали, вообще был бы окей. Прикинь, да? Перенесли с 4-ки на 5-й. Просто нихуя. Типа, наверное, такие, о, 5-й популярнее. О, 5-й... Типа там... Люди ж любят 5-й Unreal. Скорее всего, так пошло все. Нет. Было еще 3 переноса. На март 23-го, на сентябрь и, наконец, на декабрь. С таким пайплайном дело явно пахло керосином. Конечно, сингапурским якутам вставляли палки в колеса.
Видео на Ютубе удалялись по требованию правообладателя, а именно приложение с календарем под таким же названием, как у игры. Запатентованные имена — великая штука, ведь календарь может задушить игру с многомиллионным бюджетом, если застолбил имя раньше. Да, Антон, ага. Разработчики были настолько в отчаянии, что даже зарегистрировали запасную торговую марку Day World, но так и не стали ее использовать. Моментом истины стало 7 декабря. Игра вышла в ранний доступ и, к немалому удивлению многих, помимо самых популярных регионов, также появилась в русском сегменте сервиса Steam. Купить ее там можно за 1300 рублей. Но как мы... Самая забавная ситуация, не сказать, что реализовали все, что хотели, осталось только допилить. Так вот, реализована пустая карта на 30 человек. Да, с этим зомби. Пиздец. Вскоре выяснили, эти деньги отдаются за очень уж ранний доступ. И сейчас выглядит скорее как благотворительность, а не покупка готового товара. А вот на нашем бусте доступ к контенту не ранний, а вполне. На наш бусти стоит всего без лирических отсплаток персонаж. Мы влетели на самом старте и сразу же увидели проблемы. Какой... Смотрите, он прицелился в голову. Мы в этот момент кликнул. Игра вылетает. Ты не пользуешься спонсор-блоком? Что это такое? Что это такое? Мы влетели на самом старте и сразу же увидели проблемы. Установи спонсор-блок, авторские рекламные интеграции. О чем да? Во всем их многообразии. Невозможно... Да ты чё? Это расширение на браузер? Подключиться к серверам, вылеты после многочисленных попыток коннекта, упреки игры в том, что интернет-соединение не настроено должным образом, персонажи в Т-позах и долгие прогрузки текстур. Но самый лучший баг появился на стриме. Зомби человеческого роста заглючил, превратился в великана, взлетел в воздух и уже там обрел свое стандартное тело. Сами понимаете, столь кривой запуск быстро разозлил все сообщество, и по понятным причинам люди тут же ломанулись оставлять негативные отзывы. Предыдущие хейт-парады этого года оказались детским лепетом по сравнению с ледяным душем, в который окунули проект Fantastic. Всего за каких-то 24 часа The Day Before получила куда больше негативных обзоров, чем Redfall и The Lord of the Rings Gollum вместе взятые. Пиздец, это вообще пиздец. Настолько, да? Окей. Буквально в начале декабря рекламу игры крутили в Нью-Йорке на крупнейшем мониторе Time. Бля, ну и долбоебы, я вообще в ахуе, они реально такую, типа, хуйню про... Я думал, это просто, ну, какая-то, ну, не знаю, это монтаж, я думал, не вставили, типа, просто видос на, ну, на... Бля, ебать. Привет, Гудзон. Позорно искали. Да вообще. Times Square. А спустя 1,5 недели толпа решила растоптать 5-летний труд авторов. Так ли были неправы геймеры в гневе? Давайте разбираться. А начнем в этот раз с сюжета. Сюжета? Давайте я немного расскажу про сюжет до того, как они начали. Типа просто классическая, типа темный экран, голоса. О, он истекает кровью, мы еще его можем спасти, он не заражен. Нас будет доктор. Да ты, ну, нормально, хорошо. Ты просто переутомился. Выпей водички. Иди поговори с главным в колонии. Тот главный такой. Окей, иди со всеми поговори. Ты со всеми говоришь. Тебе выдают снаряжение, оружие, деньги. И потом еще говорят, иди-ка ты сходи. Ты в курсе? Мы тебе еще и дачу дали, блядь. Дачу нахуй. Дачу, блядь. Просто, блин, я не понимаю. Типа, это вроде как зомби-апокалипсис, но при этом все так жирно живут. Просто каждому, блин, выжившему дают автомат. 3000 бабла, еду, сок, воду,
Дачу нахуй, дачу, сука, дачу, блин, я не понимаю, дача, это просто дача нахуй. Просто что, блин? Я хуй знает. А сюжета нет, просто типа, да, там квесты сходи, забери говно из определенной точки, которая будет рандомно спавниться с какой-то вероятностью из любой хрени. Типа маленький такой этот ящичек, и ты оттуда такой, блядь, аккумулятор вытаскиваешь, машинный, блядь. Охуеть вообще. Дача, блядь. По синопсису, игра отправляет нас в постапокалиптический open world. Наш боец приходит в сознание после серьезной потасовки, в которой он потерял много крови. Добрый врач Леонард возвращает ГГ с того света и приветливо рассказывает о поселке Вудбери, где последние выжившие держат сопротивление против зомби-угрозы за пределами безопасной гавани. Леонард отправляет нас познакомиться с другими жителями. Зомби-угрозы. Тут зомби-угроза давно истреблена, если что. Тут прям как будто бы, ну, это вообще бред какой-то полный. Зомбарей-то и нет вообще. Поселка, да, тут везде все рестаризация. Также его мэром Крисом. Кстати, кто-нибудь мне объяснит, зачем они сделали единственный промо-арт с персонажем, как две капли воды, похожим на Идриса Эльбу? Крис вообще не похож на персонажа с обложки. Это ухоженный метросексуал, который долго хвалит нас за живучесть и предлагает стать гражданином Вудбери. По сюжету нам предстоит пообщаться со всеми NPC, которых тут буквально 5 человек. Лекарь, оружейник, бармен, заведующий складом и сам мэр. После этого Крис нарекает нас жителям Вудбери, а значит, пора бегать по подай-принеси квестам и тем самым спасать мир. Серьезно, никакого пафосного сторилайна нам, похоже, не светит. Все наши собеседники невероятно рады и счастливы тому, что игрок стал частью Вудбери. Все, решительно все персонажи прописаны как святые люди, готовые в ножки к нам упасть, лишь бы угодить нашим интересам. Сразу вспоминается Сидорович из «Сталкера», который куда больше напоминал простого человека и не играл в благородство. Ты бы еще консервных банок насобирал. Вступительная часть сюжетного нарратива заканчивается поездкой на дачу. О да, она так и называется. Мы подходим к двери на выход из Вудбери, и игра телепортирует нас на новую локацию. Каждому игроку полагается собственный участок за пределами хаба, где он сможет соорудить свое жилье без риска нападений со стороны зомби. Строительство собственного дома сделано скучно и как будто бы ради строчки в пресс-релизе. Мы ставим палатку, размещаем в ней раскладушку и прикроватную тумбу. Далее радио, светильник, и на этом все. Остальное, будьте любезны, покупайте за монеты из рейдов. С учетом дефицита ресурсов, идея покупать шкафы и кресла за кэш выглядит издевательством. Впоследствии у игрока даже появится возможность построить гараж и приобрести в придачу к нему пару тачек. Но они стоят таких баснословных денег, что мы до этого попросту не успели дойти. Напоминаем, что в рубрике «С пылу с жару» мы оперативно делимся первыми впечатлениями от игр и не претендуем на взвешенный обзор. Обзор — это когда игру прошел до конца, а в текущем техническом положении The Day Before это более чем проблематично. Но сюжет в итоге сводится к тому, что пандемия превратила людей в смертоносных зараженных, и только наш герой и его тиммейты способны не дать миру окончательно разойтись по швам. Спорткара, блядь. И вот тут мы плавно переходим непосредственно к геймплею. По правде говоря, The Day Before ощущается как альфа-версия проекта, которую будто бы создавали не 5 лет, а 5 месяцев. Выпускать что-либо в подобном техническом состоянии — это просто-напросто неуважение к своей аудитории, которой у The Day Before по понятным причинам осталось крайне мало, ведь форумы в Steam полны информации о возврате средств за игру. Хайп быстро сменился хейтом. Фантастик не подготовила серверы к релизу. Более того, студия собиралась выпускать игру еще несколько месяцев назад без всякого раннего доступа. Но даже с плашкой Early Access у них получилась катастрофа, а не релиз. Главного меню тут по факту нет. После кадра с воротами контрольного пункта нам тотчас же предлагают создать персонажа. Редактор персонажа выглядит бедно. Доступно очень малое количество настроек внешности, голоса и телосложения. Поэтому после всяких киберпанков и даже Saints Row
Местные возможности ощущаются чем-то из 2013 года. Редактор откровенно слабый. Возможно, его сочли второстепенным, но камон, это лицо вашей игры, это парадное, по сути. Доступно 3 класса персонажей. Бродяга, призрак и первопроходец. Один хорошо лутается, второй эффективно торгуется, а у третьего не дрожат руки при стрельбе из автоматического оружия. Отличия у классов минимальны, и выглядят они как опция ради галочки. Окей, персонажа выбрали, давайте уже поиграем. После этого я на протяжении 1,5 часов пытался подключиться хоть к какому-то серверу, постоянно наблюдая свою не слишком-то детализированную даму, на которую пожалели текстур. Нормальный браузер серверов в сделку тоже не входил. У игроков нет возможности сортировки серверов по названиям или по заполненности. Приходится скроллить все вручную и искать подходящий сервер, чтобы потом столкнуться с надписью «Упс, ошибочка вышла. Наверное, интернет у вас плохой». На этом моменте начинаешь искренне недоумевать. Как же игре удалось одно время удерживать позицию самой расхайпленной игры, которая на некоторое время даже выбилась на первое место в Стиме по количеству виш-листов. Но попытка проследить дорогу к релизу многое объясняет. Разработчики сделали несколько переносов, ухудшили графику по сравнению с ранними роликами и выпустили игру с кучей багов. Комбо из даунгрейда и переносов не понравилось никому. Каждая игровая сессия в The Day Before — это выход в мир New Fortune City, где вас ждут зомби и другие игроки, охочие до вашего скраба. То есть жанрово это PvPE-выживач, где любая смерть означает потерю всего имущества. Если вы, конечно, заблаговременно перед вылазкой не сдали часть лута в специальное хранилище в Вудбери. Основной фишкой игры является необходимость искать и лутать ресурсы, спасая свою задницу от агрессивных ИИ-ботов и других игроков. Мир большой лишь на первый взгляд, но на самом деле вам доступен только не самый крупный город New Fortune. Одна локация, где большинство дверей закрыты, а улицы пусты. Также у игроков есть доступ к компактному хабу с продавцами медикаментов, оружия и еды. Что интересно, запускающий файл с игрой так и называется survival.exe, то бишь выживач. Поэтому придется пить энергетики и заедать консервами. Казалось бы, положение мог спасти геймплей, но он тут откровенно устаревший даже на фоне далеко не нового Division'а. Импакт от оружия не ощущается, модельки простые, а мир хоть и проработан, но отчаянно пуст и поверхностен. Многие аспекты находятся на столь раннем этапе разработки, что чаще всего игроки сравнивают игру с мобильной Lost Light. Геймплей тут такой же простой. Экипировались в хабе, полежали в сауне и восстановили здоровье, а потом потопали... Это максимально хуево, что они сравнивают его с Division'ом, потому что от Division'а только общее это город и все, но какая-то полная хуйня. Им стоило назвать это просто реально казуальным Тарковым с анимацией движений от PUBG и это было бы правда. Префект, спасибо за 500. Большое спасибо за 500. Большое спасибо от души. На задание. Ушат помоев хочется вылить в первую очередь на аниматоров. Наш герой ощущается неповоротливым, как танк Маус. Прыгает, как больной подагрой и не способен забираться на препятствия выше 10 сантиметров. Персонаж медленно бегает даже с пустым рюкзаком и очень раздражает. И если была попытка сделать реалистичное управление героем, то могли бы подсмотреть у Escape from Tarkov, ведь из игры Никиты Буянова явно черпали вдохновение. В The Day Before управлять героем физически больно, так как авторы решили, что криво — это и есть реалистично. А раз у нас выживание, то надо накрутить хардкорного реализма. У меня было желание сбежать в Division после первых же минут. Короче, желание исследовать такую постапокалиптическую версию Нью-Йорка у нас почему-то не возникло. Вероятно, связан эффект еще и с тем, что студия Fantastic активно использует труд волонтеров. Если верить официальному сайту, в студии работает более 120 людей и более 200 волонтеров. То есть львиную долю команды девелопмента составляют люди, которые трудятся бесплатно. Многое объясняет, верно? К счастью... Процессор. Для репутации студии она не стала открывать предзаказ The Day Before, а разрешила покупать игру только после выхода в раннем доступе. Но при этом пресса точно так же, как игроки, получила доступ в день релиза.
День сломанных серверов и отсутствие патча первого дня. К счастью, разрабы подсуетились и все-таки сделали микропатч, но после волны негативных отзывов. Исправили ровно 2 бага из 1000. Во-первых, сделали дверь на выход из стартовой локации открываемой, а то некоторые игроки не смогли выйти из первой же комнаты с врачом, и поэтому нажимали Alt F4 и затем оформляли рефанд. Вторым багом убрали из выдачи забитые серверы, поэтому теперь игроки видят только те домены, где есть свободные места. Впрочем, теперь свободных мест будет много. Онлайн уже упал с 38 тысяч до 11, и тенденция наверняка продолжится, по крайней мере до первых значительных патчей. Как часто твердит блогер Джеймс Рольф, глядя на ошибочные решения геймдевов, о чем они вообще думали? Как раз этот вопрос возникает при взгляде на игру. На ее фоне Киберпанк 2077 в день релиза идеально отполированный и почти не страдающий от багов продукт. Ебать. Ядрок, спасибо за 1111 рублей. Большое спасибо. На ее фоне Redfall, увлекательный шутер, из которого не хочется выходить. Черт побери, как можно было начать брать деньги за альфа-версию продукта, в котором почти все герои передвигаются в Т-позах? Оптимизация такая, что на мощной машине автора выдает от силы 25 кадров. Это какая-то шутка. Авторы долгое время позиционировали игру как ММО с открытым миром. По факту это экстракшн-шутер с ограниченной зоной для исследования, если сравнивать с DayZ и его аналогами. Игра могла стать новым DayZ, но что-то пошло не так, и разрабам пришлось искать компромиссы. Претензий у нас, правда, много, и это не попытка унизить заведомо слабый, недоделанный проект. Это надежда на то, что якуты еще попытаются спасти свой тонущий фрегат. Парням стоит начать с исправления багов и оживления города. Сейчас геймерам доступно очень мало активностей, и во время миссий не появляется каких-то случайных событий. Большинство наших вылазок сводится к зачистке территории или к поиску какого-то лута. Вариативность заданий стремится к нулю. Домов с открытыми дверями мало, как будто картой занимались от силы последние полгода. Элементы выживания сведены к базовой необходимости покупать и потреблять еду и воду. Вот честно, Фантастик будто начинали делать одну игру за здравие, а затем сменили вектор разработки и выпустили игру в ранний доступ настолько рано, словно хотели уже закрыть 5-летний гештальт. Хочется посоветовать студии самой определиться, какие у игры на самом деле главные селлинг-поинты, и довести хотя бы их до ума ближайшими обновами. За несколько дней до релиза авторы The Day Before выпустили большое обращение ко всем игрокам и волонтерам, а также к хейтерам игры. Тем, кто критиковал игру еще до релиза, досталось сильнее всего. Им уделили аж 4 пункта, в то время как все остальные получили по 1. Ребят, а может вместо таких посланий стоило бы больше времени уделить технической стороне игры, как считаете? В текущем виде The Day Before категорически не рекомендуется к покупке. Это тот случай, когда в текущем получили по 1. Что они написали? Так, нашим будущим игрокам, которые погрузятся в игру 7 декабря, мы создали это для вас, и вы будете наслаждаться игрой, и это станет праздником, да? И мы дальше вместе будем совершенствовать игру и добавлять контент. Окей, хорошо, ладно. Так. Людям, которые не верят в нас. Окей, так, ага. И мы создали эту игру для вас тоже. Мы принимаем любой вид, так сказать, критики и не держим на вас, ну, скажем, зла, наверное, да? И прежде чем мы продолжим двигаться дальше вместе, прошу вас, так сказать, запомнить несколько вещей. Пожалуйста, спросите нас за то, что мы не делаем лучший маркетинг, за то, что мы не делаем лучший маркетинг и тизеры. Мы научились чему-то новому и совершенствуемся с каждым днем. Что-то типа того. Пожалуйста, не обвиняйте нас в скаме. Это неправда. Мы не забрали деньги с никого.
Окей, так, ладно. Пожалуйста, не обвиняйте нас в использовании готовых ассетов. Так, подожди. Это неправда. Наша команда работала день и ночь в течение 5 лет, чтобы создать нашу игру мечты, чтобы воплотить нашу игру мечты в реальность. Они говорят, это не готовые ассеты. То есть они целенаправленно делали такой город, да? Таким просто, слово такое, знаете, невыразительное, такое... Блин, я хуй знает. Я вот когда играл, то есть, когда мы играли, у нас куда лучшие идеи были насчет города. Вот реально, они создали город максимально плоским. Блять, плоский он пиздец какой. То есть, там, по сути, даже нет возможности подняться выше 2-го этажа. Хоть там и есть небоскребы, но ты никогда не поднимешься на крышу, ты никогда не поедешь на лифте там, на 40-й этаж и так далее. Игра максимально одноуровневая. Это просто, по сути, сам, практически город Якутск. Мы пришли к выводу, что, если бы они создавали, сука, просто с нуля тот же город Якутск, но просто назвали его как Новый Якутск, например, или еще как-нибудь, просто представьте, как игра бы совершенно по-иному чувствовалась бы, а не какой-то сраный, никому не нужный Нью-Йорк, который всех задолбал давно уже. Это как, блядь, просто взять и снова сделать игру про Вторую мировую, нахуй, типа, знаете, стрелялку. Я хуй знает, честно. Они еще вот говорят, мы не пользуемся готовыми ассетами. Это, блядь, даже плохо, если честно. Если они изначально уже создавали какой-то ебаный нахуй Нью-Йорк вообще, просто пиздец. Они могли бы еще такие классные механики закинуть, да, во все это. Типа такая тема, как, например, просто погодные условия. Например, перед вылазкой ты смотришь, типа, какая температура на улице. И все, типа ты такой, о, нихера себе, там холодно. Придется мне подумать, что же взять с собой, типа. Купить мне пистолет, там какой-то, там, скажем, да, у тебя такой уже выбор. Или одеться потеплее, чтобы просто не умереть от холода нахуй. Придурки, я не знаю. Извините, конечно, что придурками называю, но, блядь, просто проебать такие, просто хорошие идеи, которые вот реально могли бы как-то людей, реально вызвать интерес к игре. Просто по тому факту, что, игра могла бы превратиться геймплейно в один момент какой-то, да, в определенный момент существования того или иного сервака. То, что все люди уже дохуя раз погибли, и у никого нет возможности покупать пушки практически, и всем нужно, типа, налутать пушки, типа, с карты. И все просто в тепле, вот просто вот так вот голыми практически, имеется в виду без оружия, бегали бы, и на месте там уже вот этот вот момент с нахождением пушек и там прочее, какой-то самозащиты решали бы. И потом еще следующее, да, зомби. Зомби тогда совершенно по-иному ощущались бы. Они бы были бы, сука, настоящие, ебать его рот, угрозой. Потому что ты, нахуй, безоружный, просто тепло одетый, ищешь пушки, так сказать. И тут уже, типа, всякое разное могло бы произойти. Типа, чувачки в пати такие, типа, жертвовали бы своими тиммейтами. Там... Всякие разные другие стратегии там выстраивались вообще в плане игры и так далее. Там вообще просто столько всего можно было придумать. И сами зомби, знаете, что можно было бы с ними сделать? Они бы все стояли бы замерзшими, к примеру, да, в какая-то часть. Но когда ты к ним, в определенный момент их как-то триггеришь, звуками, или просто там, типа, дотронулся до них, или еще что-то случается, там, и так далее. Они, типа, могут ожить и просто, наброситься на ближайшего, типа,
живого чувака и так далее. То есть имело бы смысл еще играть стелсово, типа, знаете. Просто представьте себе вот то, какие идеи сейчас накидал, и какой саспенс во время геймплея происходил бы. И как бы было бы интереснее лутать и играть. Просто, ну вот это вот все. Игра на порядок была бы намного лучше. Но нет, им надо было насрать ебаным Нью-Йорком каким-то. Просто чего нахуй. И выходы всегда все одни и те же, находятся за стеной, за городом. И чтобы допереть, тут надо так долго бежать просто. Игра просто становится мега скучной, потому что по ходу всего там, ну, единственная угроза, которая может быть в игре, это другие игроки, и все. И все. Просто говно. Так, пожалуйста, не недооценивайте нашу работу. Это было нелегко. Мы так же, как и вы, работали трудно, так сказать, ну, работали не покладая рук. Мы также, типа, невероятно счастливы, что наша игра наконец-то увидела свет, когда все остальные могут его исследовать. Также нашим, так сказать, также тем нашим людям, которые поддерживали, несмотря ни на что. Спасибо, что защищаете нас от несправедливости и фейков. Ваши добрые слова дают нам энергию создавать эту игру. Храни вас Бог, нахуй, что-то в этом роде, блядь. Да, ребята. Они эту стенгазету написали, будто понимали, что выпускают какашка и будет бугурт жесткий. Они сразу, да, изначально сразу такие. Типа буквально 5 декабря или в начале декабря такие. Так. Айсен. Напиши, пожалуйста, письмо с извинениями и оправданиями. Хотя нет, извиняться мы не будем. Мы будем говорить, идите нахуй, мы старались. Во. Потом мне на утверждение скинешь текст. Мы все сделаем красиво. И Айсен такой, конечно, вообще, долгойма, тахоморо, мне тут турганик вообще. Буквально через 10 минут приходит Айсен и такой говорит, о, текст алла. Дипл мне помог еще, кстати говоря. Я там написал всякое. Бля. Во, им уделили аж 4 пункта, в то время как все остальные получили по 1. Ребят, а может вместо таких посланий стоило бы больше... Да, скорее на чат GPT просто насрали реально, просто похую. Типа, не сильно агрессивно, там что-то какие-то промпты написали, чат GPT, а тот такой просто накидал им и поебать вообще. Больше времени уделить технической стороне. Я вот, знаете, вот и когда играл в первый день, я честно верил в эту игру, прям хотел в него дальше верить и так далее. Но просто когда наступил второй день, и когда я вот очередной раз, опять же, как и в первый день, вылетал из-за того, что я нацелился в голову зомбаку и выстрелил, игра вылетела, или в другого игрока. Ну, я такой просто выдохнул и начал просто, так сказать, ну, оценивать игру уже трезво, так сказать. Я просто такой, короче, да, игру сделали мои земляки, игру сделали, типа, люди, которые, ну, вообще... Это как бы хочется дефать игру, но просто понимаю, что вся игра построена халтурно. Хоть и не готовые ассеты, как они говорят, но тем не менее, блядь, она настолько халтурно и по-уебанскому сделана, что просто, ну, я хуй знаю. Вот, например, просто взгляните на это. Вот что это. Они не могли картинку перевернуть нахуй вверх, просто. Вверх. Например, блядь. И как же им было поебать? Это ранний доступ. Схавают, блин. Схавают. Игры, как считаете? В текущем виде The Day Before категорически не рекомендуется к покупке. Это тот случай, когда бурление народных масс вполне оправданы. И то, что происходит сейчас с игрой, не ревью-бомбинг,
а праведный гнев из-за попытки продать плохо оптимизированный и, в принципе, сырой проект. Поймите, мы изучили новинку с пылу с жару. С Банкой Балтики ты мог бы быть просто хотя бы счастливее какое-то время. И потом, увидев рецензии по игре и просто увидев его, ну, на прохождение у кого-нибудь, например, у меня, ты бы такой сказал: блин, слава богу, я бухой в сракотан и не играю в этот кал говна вонючего, типа, я могу бухать в течение 3 дней и вообще не париться, что я, ну, типа, проебал свои бабки в хуету полную. Поэтому не претендуем на какую-либо объективность и глубокую аналитику. Но увиденного было достаточно, чтобы понять простую вещь. Ранний доступ The Day Before оказался настолько ранним, что затмил собой провалы Redfall и Голума. Разработчикам не стоило делать платный бета-тест, пусть и за относительно скромные по современным меркам деньги. Потому что проблем на самом деле ровно 2. В игру тяжело играть из-за технических проблем и из-за геймплея на уровне мобильной Lost Light. Беря во внимание техническое состояние игры, ее быстро наскучивающий геймплей и отсутствие оригинальных идей, мы можем предположить, что хайп быстро уляжется, и на серверах наступит такая же тишина, как в городе New Fortune. Как ни прискорбно было бы это признавать, учитывая происхождение отцов-основателей студии. Ладно, чем мы все о грустном? Давайте о хорошем. У IGM есть крутые соцсети, и поэтому мы будем рады, если вы... Ну, короче, ребят, да. Но я обязан сделать видео по этой игре. Прям вот честное видео, нахуй, просто. Я, блядь, сделаю нахуй. Бля. Короче, следующая неделя вся посвящена этой игре. Буду делать видос вне стримовское время. Не так, что, типа, ну, обзор игры и там прочее. Скорее, просто передам свои эмоции в видео. Смысле конкретно того, что вообще из себя игра представляет и что она как бы сделала вообще, ну, в глобальном смысле, да. И сука, затрону это ебаное письмо, которое они закинули. Ебать, я вот сейчас пиздец как охуеваю от того, что они такое еще письмо написали. Это пиздосий просто чистой воды. Я даже не знал об этом письме, которое они написали. Это просто говнище, просто жесть. На возврат денег дают только 2 часа. Если ты играл 2 часа, точнее, если ты играл меньше 2 часов, без вопросов тебе возвращают деньги. Если ты играл больше 2 часов, то, увы, там надо будет придумать настолько вескую причину возврата денег, что платформа Steam должна встать в твою сторону и просто сказать этому разработчику, что ты нихуя не прав, возвращаешь деньги. Негативных отзывов хватит. Такое бывало уж. Попробовать стоит, да. Короче, попробовать стоит. Попробовать стоит. В ранний доступ вроде времени не смотрят. Да, кстати, Етроп, такая тема была. Я помню, как Useless Mouth, есть такой тоже там стример популярный, он прошел полностью Redfall говна и потребовал деньги вернуть, ему вернули. Да, кстати, пробуйте, ребята, возвращай деньги. Я тоже попробую. Скорее всего. Или, блять, ну, мне игру подарили. Если бы я еще и сам ее купил, это было бы так обидно. Но тут уже обидно, скорее всего, за человека, который мне его продал, а точнее, подарил. Ну, думаю, да. Я вот думаю о чем. Я, скорее всего, буду из тех людей, которые будут следить за игрой и посвящать иногда как рубрику данной игре какие-то, ну, в какие-то моменты видео, освещать ее. Что там вообще? Ну да. Ну, короче, стоит, короче, побольше об этой игре. Но
Но я просто ничего хорошего не скажу. Разве что, наверное, первые 5 минут или 10 я буду говорить о том, что какие у меня эмоции были поначалу. Вы бы знали, как я был рад, что я начал в нее играть. Меня прям волнение переполняло, все такое. Когда я увидел этого Леонардо, доктора, как он был похож вот просто на настоящего саха, так сказать. Ну, просто на якутского деда такого. Я такой, классно, прикольно. А дальше я начал видеть другие лица и такой, окей. Потом видел квесты, ага, и так далее. Можно только удалить с аккаунта через поддержку. Полная хуйня, оставь на память, да. Вот реально, это, по-моему, вторая игра, которая меня очень сильно разочаровала. И причем первая же игра тоже была якутской. Но первая игра была от издателей The Day Before, от Майтоны. Но тогда они Майтоны не назывались, основатели Майтоны тогда занимались разработкой игры под названием Уламбатор, и она была просто, короче, не описать словами. Паша Техник был в Плюшкине? Где? А, был, да, был. Был. Прикольно было видео. Было прикольное видео. Да, ребят. Это прям второе потрясение по разочарованию в плане видеоигр. Да уж. Уламбатор даже получше. Но он, по крайней мере, проходимый был до конца. Да, это точно, Аврелио, это точно. Оно так. Плюшкина врубить? Можно. Сука. Это больно. А можно, в принципе, люди мертвые внутри включить? Давайте. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to me. I'm 62 years old. And I thank God what he told me. Gonna bless me. He's gonna move for me. He 60 лет бабушке. to bless me. I'm here today to celebrate my birthday. Да чё, Крис, да? 60 лет ей. Не-не-не-не, он там уже трезвый был. В Плюшкине он трезвый был. Он как раз типа, ну, встал на эту, так сказать, трезвую дорожку. После рехаба вся хуйня вот это вот. Он там вполне себе прям адекватный. Сколько стоит доширак в Китае? Вообще, можете что-нибудь нам сказать сегодня? Ты чё, ебанут? Я живу в Абхазии. В Абхазии очень популярная передача «Пусть говорят». И я ее поклонник. У нас есть большое хозяйство, куры, коровы, утки, большой сад, очень много фруктов, яблоки, груша, виноград, мандарины, фейхоа. Тип-т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 ип. Первые 20 минут я помню, где я нахожусь. Потом я начинаю думать, что я нахожусь в студии Малахова. Теперь я пошел смотреть программу. Вот класс. Я хочу быть таким же профессиональным ведущим, как Малахов. Привет, ребят. Сегодня мы будем слушать группу Пантера до тех пор, пока я не захочу побить свою жену.
Чего, блядь? Что он сказал? Пойдем мы будем слушать группу Пантера до тех пор, пока я не захочу побить свою жену. Что, блядь? Поехали! Дорогой, что ты делаешь? Что? Чем вы занимаетесь? Я менеджер крупного восточного банка. Прикольный момент. Понятно. Расскажите мне что-нибудь интересное о своей работе. Да нет, не думаю, это интересно только мне. Но я уверен, что это слишком сложно, чтобы вы поняли. Хорошо. Почему Дорис? Она думала дольше, чем было необходимо. А вы у нас очень быстрый, да, Говард? Ну, в некоторых вещах да, а в некоторых люблю растянуть удовольствие, если вы понимаете. Да, поставил вилку. Честно говоря, вообще вас не поняла. Что вы имели в виду? Я не сомневался, что вы не поймете. Ебать, прожар. Алло, здравствуйте. Добро пожаловать, задавайте вопрос. Так получилось, что я случайно упал, и шаверма с двойным тахини залетела мне в рот. Так. А еще кусочек яблока и 3 литра воды залетело. Мне продолжать голодать, или это Господь решил меня покормить? Простите, мам, вы не могли бы отсадить меня от этих раздражающих и громких детей? Нет, это ваши дети, вы должны быть с ними. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Прости, дружище, а где здесь ближайший банк? Банк? Да. Здесь недалеко за углом есть банк. А что это за банк? Барклис, кажется. Барклис, то, что надо. Спасибо большое. Приветик. Мам? Да? Ты О, приготовила хорош, ужасный сэндвич. поставил? Красава. Че, успешно? Нормально? Блин, токарь, горжусь тобой. Хорош. Спасибо, что сказал. Не, правда, ужасный был, мам. Сейчас я спою. Че за укол? Да, он просто безумно боится уколов. Но он типа смог сам себе поставить. В этом прикол. Да, в жопу он себе ставил. Вену искать, блять, ставить, это, конечно, полный пиздец был бы самому типа. Ну, я не уверен. Да, блин, я, скорее всего, сам бы провалился, пиздец, как... Я бы себе так раздрочил бы руку, наверное, если бы поставил, ну, пытался бы сам поставить. Мне еще рука жирная, я бы хер нашел вену. Да, но попал в сосуд, так что в следующий раз надо будет побольше шприц взять, чтобы я не забыл. Чтобы я смог проверить, есть кровь или нет. Тоже в этом году укол себе ставить начал. Комбилипен прокалывал. Хорош. Только не колитесь запрещенными препаратами. Только по рецепту врача. Мильгамма. Да. А когда вы... Ну, например, когда мы встречались в прошлый раз... Знаете, про меня тоже всякое пишут в газетах, и единственная правда, что я не умею танцевать. В прошлый раз во время перерыва мы с вами... Вы между этими кадрами разминались, пытались танцевать, репетировали движения, и вообще вы танцуете даже по ночам. А, кстати, вы, наверное, как вот ремесленник, гончар, вы, наверное, согласны с тем, что женщина — это священный сосуд? Первый раз слушайте. Ну что, сосуд? Что-то проигрался. Заказывайте быстрее. 10% даже на товар. Нихуя себе. Эта тема работает. Спонсор-блок. Ебать, он пропустил, я аж даже не понял. О, видите? Хорош. Прикольно. Кончарь.
которые уже... Блин, на самом деле вкусно. Очень вкусно. А можно мне попробовать? Хорошо, только один глоточек. Глоток. Только маленький глоточек. Да ладно, чё-то. Фу, гадость какая-то. Как ты это пьешь? Сейчас легонько. Простите. В хиропрактике главное дыхание. Чтобы поясница не болел, я вправлю вам ребрышко. Чувствую у вас вот здесь напряжение. Главное не переборщить. Сосредоточьтесь. Работа закончен, пациент тоже. Алекса, что это за песня? Это в исполнении Jay-Z и Kanye West'а. Алекса, отключи фильтр слов. Да, это я могу. Хотите, чтобы я отключила фильтр слов? Да. Хорошо, отключила. Алекса, название песни. Отъебись. Уличная розетка. Ой, у нас тут светяшки. Светится, все светится. Я бомж. У меня дома нет, но у меня все светится. У меня лампочка, но я... Как темнокожие реагируют на вкусную еду? Слышь, кто это сделал? Кто приготовил? Это была моя маман. У меня тут новая вафельница, и надо типа вот так перевернуть. Сука, где вафля? Итак, сколько вам нужно глаз? Может, 2. Чтобы наверняка, пусть будет 2 глаза. Сколько глаз нужно? Ну, 2 нормально звучит, да? Да, 2 это отлично. 7000. Я хочу 7000 глаз. Джером, обними Спайдермена. Спасибо, что пришел в гости, Спайдермен. Пока, Спайдермен. Спасибо, что пришел на нашу вечеринку. Может, мы ему дверь откроем? Папа, мне сикотно. Прощай! Спайдермен, что с твоими силами? Ты забор сломал. Спайдермен, ты нам... Дала себе коктейльчик и что-то разбила стакан. Но мне кажется, он, по-моему, держится. Ну вот смотри, тебя объявили в розыск и пишут: худощавого телосложения, блядь, либо упитанного, блядь. А когда ты ходишь в качалку и тебя объявят в розыск, то будут писать спортивного, блядь. Поэтому работай, сука! Выпустите! Спасите! Здравствуйте, сэр. Привет. Соседи вызвали полицию, потому что услышали, что женщина просит помощи. Рэмбо! Сейчас я вам кое-кого принесу. Рэмбо! Познакомься с парнями. Рэмбо! Да? Скажи привет. Рэмбо! Здрасте! Привет! Здрасте! А прикиньте, это настолько прошаренный маньяк, похититель, насильник, убийца, что он просто натаскал свою, блядь, попугая, нахуй. Имитировать крики, блин, своих жертв просто. Стрём, да? Что он делает? Это съеду? Это ёршик. Подержи вот это. Быстро держи это. Я придумал лучший видос. Подожди. Так, я снимаю очки. Зачем ты надел майку? Что ты делаешь? Она похожа на меня? Мы похожи? Подожди. Вот так будет лучше. Мне не дают спасти этот город. Я пытался, но мне не дают. Я пытался потушить этот пожар.
ОМОН не выпускает меня к нему. Это, скорее всего, еще даже не бесплатно. А, нет. Надпись «Вейпы на любой вкус». Вейп на Ну дай бог, как говорится. Kerim topu havalandırdı Ferdi'ye. Ferdi ceza sahasında. Ferdi! Давай играться, сыкло! Да зачем? Ты вор! Да ты чё? Ты вор сраный! Не хочу я драться! Ты украл мою баночку! Ты чё такой нищий? 5 центов нет! 5 центов, мать твою! Я ничего не брал, чувак! Крадет мои сраные банки, свинья такая! Что вам подсказать? Я еще... Сникерс. Чё за... Удовлетворение? Это что вообще за говно? Вдохни и медленно выдохни. Да, Мастер Штигли, мастер Штигли, расскажите, пожалуйста, про мормышку. Пожалуйста, еще немножко. Может, водички добавишь? Больно. Что ты делаешь? Робби, ты... Ты что творишь? Что ты там делаешь? Ну-ка я посмотрю. Ах ты шлюха грязная! Ну, я похожий. Ну, це типа похожий на бика, але я не пам'ятаю, як його звати. Сука, в школі тільки помниш. Блять, в натурі. Блять, я не можу вспомнити. Хотів сказати буйвол, но це теж не буйвол. Блять, щось таке похоже, блять. Типу забув, тип. Ти що, долбойоб, я ж не помню. Кажу ж, блять, що, як? Льоша, я не помню. Кажу ж, блять, що питаюсь вспомнити, я не можу, блять. Кого його, блять? Ти що, блядь, дебіл, Льоша? Кажу, я не знаю, блядь, як звати того, нахуй. Тут тварину, блядь, яка зараз на відео, блядь. Що ти пишеш мені? Його звати як? Не як звати, а звати як. Іди нахуй, короче, блядь. А, ёпт. Заглянул прям. Это как? Да не друзья, что ли? Собака, да? А это показывать на Твиче можно? Офига себе. Крутой. Надпись: с ним все в порядке, у него есть еда и вода. Я в магазине, скоро вернусь. Знаешь этого мужика? Я сегодня проснулся, осмотрелся и нигде не увидел своей рыбки. Здесь ее нет. Ни воды, ни рыбы. Потом я увидел вот это. И меня накрыли воспоминания о прошлой ночи. В 4 утра я вставал. Я проснулся и сожрал вот эти 10 штук Орео. Я это помню. И я думаю, не может быть, что я съел столько Орео без запивона. Бро! Я на 100% уверен, что я проглотил рыбу. Я, блин, в этом уверен. И там была рыбонька.
Почему-то я уверен в том, что он, скорее всего, сделал это по накорке. Ну, имеется в виду, ну, вы поняли. Юля, смотри. Я, короче, хотел приколоться. Тут у нас в углу стеночка стоит. У меня картина в моем курсовом осталась. Мы прикалывались, тут стенка. Я, короче, указал, чтобы тут был держатель туалетной бумаги. Указал ему размер, чтобы он был метровым. Так вот, я не знаю, что произошло. Но все объекты на курсовом Ярика превратились в держатели туалетной бумаги. Тут была надпись. Ctrl-Z. Тут были деревья, а тут стояли машины. Тут теперь парковка для держателей туалета. Come on, Africa. Упадет. Yeah. Нет. Вот вы думаете, что это, наверное, похороны, но нет, это просто модельер решил передохнуть, прилечь, вот, а здесь модный показ идет, просто совпало. Человек устал на работе. Доставщик принес нам посылку и... Ладно. И пытается ее опустить осторожненько, но упс, у него выпал телефон. Не скину, оказывается. И он думает, как бы его тихонечко достать снизу. Никак не получается. Может быть, надо открыть ворота. Да, давай попробуем. Сейчас попробуем открыть ворота. Как же это работает? О, черт. Так, дернем разок. Ворота отломались немножко. Черт. Да, это не очень хорошо. Я привлек внимание. О, черт, пёсель! Помните, я как-то озвучивал темнокожих приколистов, где был самый быстрый чтец? Так вот, это была пародия на реального чувака из Индии, который выдавал все за чистую монету. В пародии они спросили, что же он прочитал. Интересно, в реальной жизни что-нибудь подобное происходило? Ебать. Вас достали тараканы. Вам нужно хорошее средство от тараканов. Один пшик, и они сдохли. Запускай. Оп, тараканы, тараканы будут все уничтожены. Таракана потворим мы всех, в этом нас ждет успех. Носик поднял и навонял, сделали мы этих жуков. Тараканы побеждены, был бы я тараканом, я бы сдох. Тараканчики родные, вы не прячьтесь, мы вас отыщем в любом случае. Вы нигде от нас не скроетесь, и детей ваших вырежем всех до единого. Средства от тараканов. Спрашивайте в разделе для ебанутых. Мы слепили интересного снеговика. Он такой у нас улыбчивый получился. Вы подумали, блин, зачем вы зубы достали? А мы их прямо здесь нашли. Что это на тебе? Я не буду здесь ходить просто так, понятно? Мне страшно. Мне страшно, меня зовут не Роза. Чё за Роза? Из Титаника. Детка, чё ты паришься? Все будет нормально. Ты землю видишь? Ты землю видишь, чувак? Там вода, это же круиз. Не, в жопу это, я тут не в игры играюсь. Я и тебе такой прихватила. Зачем я не буду это дерьмо надевать? Пошли пожрём, нормально сходим. Я на тебя сама сейчас это дерьмо надену.
Ты недостаточно серьезно относишься к этой опасности. Давай, надевай. Быстро. Ты думаешь, я шучу? Я не шучу. Все, ну тебя нафиг, я ухожу. Все, пока. Что думаешь про свою младшую сестру? А где у этого руки? Простите, дамы, вам помощь не нужна? Успокойся, я пытаюсь разобраться. Да прекрати ты ныть, а! Рапунцель, Рапунцель, сбрось свои волосы. Как начинается сказка о рыбаке и рыбке? Мне все говорят, жили-были старик и старуха у самого Синего моря, старик ловил неводом. Неправильно, это был бы не Пушкин. Жили-были старик со старухой, это самое обыкновенное начало сказки. Пушкин жил старик со своею старухой. Разницу чувствуете? Потому что еще пока своя. Своя, родная, 30 лет и 3 года вместе. Ну, плоть от плоти, жадная. Ну, бывают и такие старухи. Ну, и бог с ней, любимая, черт побери, любимая. Спросите у любого учителя, филолога в школе, о чем сказка Александра Сергеевича Пушкина о рыбаке и рыбке. Все скажут, сказка это о жадной старухе, которая осталась у разбитого корыта. Моя хорошая глупость очередная. Это Пушкин будет тратить время на то, чтобы осуждать очередную жадную старуху. Это сказка о любви. О безусловной любви старика. Легко любить красивую, щедрую, умную женщину. Вы попробуйте любить старую, грязную, жадную старуху. Вот так вот. В смысле? Я уж подумал, сам собирается закончить. Но если играет такая музыка, то тут концовка плохая, наверное. Как-то он хуёво её кинул. Так. Мнение о сериале «Слово пацана». Странный челик. А где люди мертвые-то? Ну. Вот он. Дорогие друзья, рад вас приветствовать на своем YouTube-канале. Тема моего сегодняшнего видео, что я думаю о фильме «Слово пацана». Знаете, я данный фильм не смотрел и смотреть не буду, не собираюсь, потому что я не люблю вот фильмы подобной тематики, да, что вот это вот... Не смотрел, но осуждаю. Вспоминания, там, вот это вот, о криминалитете, вот, об вот этих всех вот... Понятно, короче. Хоррор, к которым люди еще не готовы. Когда речь заходит о жанрах ужасов, я искренне обожаю их все и ценю каждый из них за то, как он способен передать различные эмоции от разных страхов. Психологический хоррор имеет дело с потерей рассудка.
а, например, боди-хоррор с потерей контроля. Очевидно, что я обобщаю, но есть жанр ужасов, о котором я вам уже рассказывал ранее, и в этом ролике я хотел бы продолжить эту тему. А именно аналоговые, но здесь в большей степени абстрактные интернет-хорроры, если их так можно назвать. Давайте сразу к делу. Ловите статистику. 90 людей даже не подписаны на мой канал, поэтому я прошу вас подписаться, потому что вам 100% понравятся мои прошлые и следующие видео. «Малыш с камерой» — короткометражный фильм на YouTube в стиле старого детского мультфильма. На первый взгляд это детское телешоу. Трудно поверить в саму идею, что что-то настолько мрачное, тревожное может быть где угодно. Мы начинаем следить за ребенком по имени Калин, который получает камеру. Он ходит и фотографирует все, что может. Здесь следует отметить, что это явно мультфильм, но когда он фотографирует, получаются настоящие фотографии. К сожалению, Калин спотыкается о палку и разбивает его фотоаппарат, из-за чего парню очень трудно заснуть, так как его мучает чувство вины. Но вот, мы слышим шаги по дому. Калин выглядывает в окно и обнаруживает странное существо прямо на улице. Как выясняется, это существо на самом деле фея сна по имени Kip Sneed. Это фея, которая помогает детям хорошо выспаться. Однако, несмотря на невинно звучащую предпосылку, события быстро принимают мрачный оборот. Разговор начинается с того, что Кип Снит убеждает Калина, что он не незнакомец, а фея. Калин объясняет, что у него проблемы со сном, потому что у него сломалась камера. Кип предлагает починить ее для него. Говорят, что на его родине есть фабрика, и он может привести Калин к порталу. Калин покидает свой дом и следует за голосом Кипа через лес, пока не натыкается на дом. Следующий фрагмент — это серия фотографий, сделанных Калином, пока он спускается в подвал этого дома. На последней фотографии мы видим высокого взрослого мужчину, стоящего позади него. Итак, совершенно ясно, что вся эта короткометражка об опасности незнакомцев. Однако тот факт, что она рассказана в такой невинной форме, делает еще более ужасающей. Внимание к деталям также просто идеально, начиная с пристального взгляда, который бросает на Калина Кип, когда ему приходит в голову идея заманить его в свой дом, и заканчивая взглядом Калин, который как будто знает, что это, вероятно, не очень хорошая идея заходить в дом, но идея починить камеру берет верх, и он все-таки заходит. Чтобы эффективно передать серьезные темы и жизненные уроки, необходим элемент ужаса. То, как эта история рассказана в ее нынешнем формате, делает ее особенно жуткой. Еще один пример ужаса, который действительно пугает меня и о котором я давно хотел поговорить, это футажи медведя. Видео начинается достаточно невинно, с хорошего куска футажей с медведем, но затем оно переходит в рекламу якобы назального спрея под названием Клорадо. Что-то уже не так, мать в рекламе выглядит очень расстроенной криками своих детей в парке. Она заявляет, что всегда стоит на своем с помощью Клорадо. Похоже, что этот препарат является скорее антидепрессантом, так как ее серый мир наполняется красками. Она садится в машину и начинает ехать домой, но вы замечаете, что на заднем сидении нет ее детей, а она, похоже, этого не замечает. Она продолжает ехать, приняв еще одну дозу Клорадо, и проезжает мимо места преступления, где, похоже, был убит ребенок. Теперь мы переходим к моей самой любимой части всей этой истории. Она останавливается на дороге, увидев посреди улицы такой же свитер, как ее собственный. После этого она видит себя, звонящую по телефону. Когда она поднимает глаза, мы видим двойника, стоящего вдалеке. Когда ее двойник бросается к ней, наша главная героиня не успевает вовремя добраться до машины и подвергается жестокому нападению. Затем ее двойник угоняет машину и сбивает ее. Несмотря на это, она чудом выживает и пытается доползти до дома. Затем сюжет обрывается на кадре, где Дonna ведет себя неадекватно в окружении своих детей. Затем прерывается на телефонный разговор с самой собой. Избитая и измученная Дonna лежит на лестнице, вокруг нее мелькают полицейские огни. Затем быстро вспыхивают разноцветные огонечки, а затем наступает чернота. Этот ролик транслировался по телевидению в 4 часа утра, и он явно навевает мысли о явно депрессивной матери, сошедшей с ума от принимаемых ею лекарств. Начало короткометражки должно было быть пародией на рекламу лекарств, с длинным списком ужасных побочных эффектов. Хотя эту историю можно отнести к категории психологических ужасов, факт, что она была представлена на телевидении как пародия на рекламу лекарств, делает ее еще больше похожей на аналоговый хоррор. Для этой короткометражки даже был создан веб-сайт, на котором размещалась скрытая игра Point and Click, которая вела игроков через дом. Однако чем дальше в дом мы заходили, тем более тревожными становились вещи, например, человек, погруженный в пол, где видны только его голова и пальцы. Еще один выпуск Adult Swim, который опередил свое время, когда речь шла о том, чтобы быть действительно пугающим. В этом доме живут люди. Сюжет прост, но что-то кажется неправильным, и именно здесь возникает чувство тревоги. Этот короткометражный фильм показывает нам жизнь большой семьи, живущей в доме, глазами системы видеонаблюдения. С самого начала вы замечаете, что одна из дочерей лежит на полу на кухне и не двигается. Далее мы переходим к бабушке, которая смотрит телевизор
телевизор, к разнорабочему в подвале, к сыну, который чем-то занят, а затем возвращаемся на кухню, где находятся родители. Сначала никто не замечает, что находится дочь, но в какой-то момент отец указывает на это, и родители стыдят ее за то, что она лежит на полу. Мама фотографирует ее, а отец принижает ее. Через некоторое время отцу надоело, и он пошел поднимать ее, но она прилипла к полу. Оба родителя пытаются поднять ее, но она не двигается ни на дюйм. Вы можете увидеть, как ее лицо начинает проглядываться из подвала, почти напоминает того парня из игры с дому. Через мгновение они сбегают в подвал и кладут матрас на то место, где она должна была приземлиться. Однако, когда она проваливается, кажется, что она просто продолжает падать и проходит прямо сквозь матрас. Мы выходим на улицу и видим, что остальные члены семьи лежат точно так же. Больше всего меня привлекло название. В нем показано пренебрежение. Они говорят о дочери на полу, как будто ее там нет. Сын занят своими делами. Как только бабушки передают ребенку, она тут же откладывает его в сторону, что в итоге приводит к тому, что ребенок оказывается на улице. Кроме того, потому как они разговаривают друг с другом, создается впечатление, что они не слушают, что говорит другой, и просто говорят так, как будто говорят только они. Дочь, надо полагать, в депрессии, и поэтому она прилипла к полу. И что делают родители? Они издеваются над ней. Мама даже фотографирует ее, говоря, что покажет всем. Эта динамика ужасна, но именно поэтому здесь живет не семья. На данный момент это просто случайные люди. Последний сериал, который я хотел бы рассмотреть, это сериал «Мраморные шершни». Каждое видео называется исключительно «Запись», за которой следует номер. История начинается с Алексом, который учится в колледже и работает над студенческим фильмом под названием Marble Horns. Ближе к концу производства Алекс резко бросает проект и собирается сжечь все кассеты, которые он отснял за 3 месяца. И наш главный герой Джош убеждает Алекса отдать ему кассеты, и мы следим за тем, как Джош объясняет содержание, которое он видит на пленке, и показывает нам странные тревожные кадры, снятые Алексом. Все записи идут не по порядку, так что это похоже на попытку разгадать большую загадку за определенное время. Мы узнаем, что Алекс начал преследовать нечто под названием Оператор, что по сути является Слендерменом. По ходу дела Джош начинает думать, что его тоже преследуют. В свое время идея заключалась в том, что каждую из этих записей Джош выкладывал на YouTube по мере того, как он углублялся в дело об этих кассетах. Аналоговые хорроры пугают меня очень сильно, но как раз таки из-за этого я и должен похвалить их. Безумие в том, что из всего, что связано с хоррорами, именно хорроры, выложенные на YouTube в виде старых аналоговых записей, вызывают самую сильную реакцию страха. Единственный аналоговый хоррор, который я смог посмотреть более-менее без страха, это Backrooms. Несмотря на то, что концепция была пугающей, меня больше заинтриговала идея, лежащая в ее основе. Kane Pixel удалось создать одно из самых реалистичных CGI погружений. И все благодаря стилю VHS, который полностью оживляет изображение. Я вижу, как люди ругают аналоговый хоррор за то, что это просто дешевые кадры со странными искажениями, снятые на VHS, которые на самом деле не страшны, и это достаточно неуважительно. Конечно, для этого не требуется много ресурсов, но именно это и дает творческий потенциал. Вот почему хоррор это лучший жанр в кино. Именно здесь вы получаете самые творческие перспективы, и вы действительно можете работать с самыми безумными сценариями. Аналоговый хоррор переносит ужас на территорию сверхреалистичной ностальгии, которая просто бьет по-другому. И помните, если увидите другого человека, похожего на вас, убегайте и прячьтесь. Ну, как-то я рассчитывал, что это будут игры. Ну, ладно. А вообще у меня тут были видосы. Вот, насмотреть позже. Типа интересные вроде как. Ералаш, дети, актеры тогда и сейчас. Убийца записывал все на видео. 100 мертвых актеров. Угу. Вот это точно не я оставлял. Скорее всего, дети. Ладно. Давайте-ка закругляться потихоньку, потому что уже поздно. Завтра у меня жена едет со старшим сыном в Хатасы в реабилитационный центр. И я с 2 мелкими останусь. И, скорее всего, ну, я не знаю, возможно, завтра стрима не будет, посмотрим. Как-то надо будет посмотреть, как это все провернуть. С 2 мелкими-то вряд ли я смогу постримить. Посмотрим. Возможно,
смогу стримить, когда они пойдут в садик. Это послезавтра. Если завтра скажут, что они могут ходить в садик, то смогу стримить в течение дня. С 9 до 6 по якутскому времени. Ну, вряд ли я прям с 9 буду стримить до 6 вечера, но примерно в это время, скорее всего, будет происходить, да, возможность постримить. Ладненько, ребят. Спасибо всем, кто был. Хорошо провели время, считаю. Давайте. Всем спасибо за общение. И спасибо Етроку и Префекту за щедрые донаты. В скором времени, возможно, такими темпами мы сможем себе собрать компьютер мечты, когда купим процессор. Да. Всем пока. Переходите в Telegram.